11:30 сначала. Так, слышно нас? Так, камеру бы повернуть. Блин, вот. Всё, повернул. Сразу надо подключать. Это возьму. Сейчас потихоньку буду. Микрофон включили. Лучше стало? Все хорошо. Лучше стало. Нужно было подключить, а потом уже стрим. А, он пока еще не в эфире. Нет, вы закройте снова. А, да? Закройте, сверните Сейчас. и заново откройте. Так. Потому что вы когда открывали его... Всем мендет. Добрый день. Начинаем наш сегодняшний эфир. Подскажите, пожалуйста, слышно меня, видно ли меня? И начнем. Начинаем наш сегодняшний прямой эфир. Сегодня 28 декабря. Скорбная дата для всего нашего калмыцкого народа. Сегодня 80-я годовщина депортации калмыков в Сибирь. Мы начинаем наш прямой эфир сегодня в программе. У нас такое расписание. В 11:30 уже вот сейчас у нас будет прямая трансляция из Элисты с памятника, с монумента «Исход и возвращение», где происходит мероприятие. В 13 часов у нас онлайн-выставка. Дальше беседа с калмыцкой художницей Викторией Саранговой. Поговорим с ней о работе с памятью. В 15 часов беседа с филологом, языковым активистом Саналом Анджиевым. Поговорим о том, как сохранить калмыцкий язык и о влиянии депортации на развитие, на сохранение калмыцкого языка. И в 16 часов марафон памяти, воспоминания о депортации от подписчиков. Мы просили наших подписчиков присылать воспоминания, истории своих родственников о депортации. И, в принципе, сегодня вы тоже можете отправлять свои короткие истории.
своих родных, переживших депортацию. Мы можем их показать в эфире строкой, либо я смогу их зачитать. Такая вот сегодня у нас программа. В листе уже готовится трансляция. Наш репортер, как будет готов, сможет подключиться к нам. Сейчас смотрим. Это мне пишет? Да, я тебя уже слышу. Я утром встала. Всем вендут. Людей, как обычно, много. Сегодня 80 лет со дня депортации. Сейчас покажем общую картинку, потом с кем мы общаемся. Сегодня в 10 утра на памятник репрессированным возле кинотеатра собрались Александр Валерий Антонович. Он, основной посыл был в том, что вообще данное мероприятие совмещается тяжелое. Мы вспоминаем, не забываем, да? Но никаких действий, решений не применяется. Нас депортировали, репрессировали, признали геноцидом. Что из этого исходит, многим до сих пор непонятно. То есть, когда совершается преступление, еще в нем признаются, что по идее должно следовать какое-то наказание и какая-то компенсация пострадавшим. Особо не наблюдается. Так, мы сейчас поднимемся, пообщаемся. Погода, как всегда, плохая. Ветер. В 43-м году было. А что я могу сделать? Очень плохо слышно. Плохо слышно, да? Здесь ветер сильный. Так можно сделать. Так не слышно. Громче говори.
быстрее 3. Не вступает разница, да? Стоят, а меня Юрий тоже не могу. Я что-то положить вперед. Там мы протянуться или проезжать. Сейчас
с кем-то пообщаться на тему плантации. В основном просто понять, как люди сегодня относятся к плантации, причины, ссылки, какие последствия, что, как жить дальше. Зачем много Слышно? Давайте пообщаемся на тему депортации. Это канал Тодо Медиа такой и Айрат Радио. Нет. Вот так ближе микрофон возьмите. Что, ветер? А как вас зовут? Николай. Да. Можете вот как бы... Мало помню. Зимы, снег, буран, и старая бабушка слагание везде 9 месяцев. 9 месяцев. На Кубу они рыбаки, их везде сначала на поезде, целый село. Осталось всего 9 человек. Скольки? Из села целое село. А поселили их за счет и похоронилище. Печка такая. Здесь она была маленькая еще. Здесь греется. Вы можете вот сами как считаете, почему нас выслали? Вот сейчас неоднозначное даже мнение у людей. Особенно в России в целом. Ближе держите микрофон, а то плохо. Я так толком не могу понять, почему выслали. Как один дагестанец говорит, я там историю прочитал. Меньше всех предателей было полных. А на Кавказе много было. Если взять Аугарский город, стать, можно набрать приступ. По карте, в смысле, я имею в виду. Все эти деньги, где капля упала, там и жили на всю семью. По одному семье, по две, по три, там. Их сколько мы селили, оказывается, там. А потом начали собираться. Ну, вообще вот этот день для вас, что он значит? Мало кто может сказать, почему нас выслали. Тоже говорят, не знаю. Предателей не было, конечно, нет. Я героический народ. С ним на танке раненых прям скачет, говорит, тут руку протягивает, хватает через седло и назад. Вот такие вот бои были. Как Багаевская и Ростовская область. Я что помню, спасибо. Не за что. Вася, ты мне что-то...
колючей стеной широколага помню теплые руки сибирских измученных женщин, добротою своею жестокость тирана поправших. Помню песенку мысль, смотрю сильные актрисы, репродукторах черных сил огромный самолет. Представься, мы в эфире ТД Медиа и Бойрадио. Меня зовут Саша. Я сегодня пришел на памятный митинг, посвященный памяти жертв Казахстанского народа. Но посчитал, что надо сегодня прийти, так как сегодня мы вспоминаем своих предков, которые не вернулись в Сибирь, которые вернулись и своими силами возродили Калмыкию. Ну, это, конечно, трагедия, которая одна из самых страшных трагедий этого века, случившись во время Второй мировой войны. И вот сегодня вот такое состояние, такое видно холодное, вот, и холодно. А как что-то сидишь со сцены и думаешь, а каково было тогда вот 7 лет назад, страшный день. Ну, наш народ все пережил, и вернулся на эту землю. И что же сказать? К сожалению, с каждым годом все меньше наших стариков, наших дедушек, бабушек, потому что в прошлых годах много было старейших, те годы от нас теряются в историю, и, к сожалению, в старших поколениях именно пережитых осталось очень мало, и мы обязаны хранить память о том времени. Пережили, к сожалению, немногие, да, многие погибли в Сибири, многие после вообще в целом, ты можешь, как ты считаешь, искали тех, кто списать ошибки, совершенные уже. Ну, потому что мало народ, наверное, потому что, как говорится, искали то отвечать, кто списать ошибки совершенные. в целом и суд советский, да, и российский признали это актом геноцида. Но сегодня почему-то мало об этом говорят. Обычно, если это как бы геноцидное преступление, за него должны кого-то наказывать. Почему вот сегодня об этом никто не говорит? Ну как, мне кажется, как фильмы снимать, фильмы не выпускаются. Ну, допустим, человек совершил преступление, после этого что бывает? Ну, Наказание, да, не фильмы или еще что-то. Почему-то даже не задумываются. Но я к этому и веду, что я просто мало об этом подумал. Было совершено преступление против нас. Просто раз в году об этом вспоминаем, как трагическую дату. На следующий день уже готовимся к Новому году, управляем корпоративы. И вот сейчас мужчина сказал, 9 месяцев с одного села людей везли в ссылку. То есть почти целый год. Мы посвящаем корпоративы. Дальше у нас начинается. Я к тому, что задумался, ну, о причинах надо думать и о последствиях. Что произошло? Кажется, у нас связь оборвалась.
Посмотрим. Связь прервалась по причине того, что ребята хотят настроить получше звук. Вы видите, что там сильный ветер, и вроде была подготовка, и на это рассчитывали, но все равно звук не очень. Поэтому сейчас они пытаются его настроить. Тогда я пока напомню нашу программу сегодняшнюю. Сейчас время палестинское. Прямой эфир с мемориала «Исход возвращения» будет возобновлен. В 13 часов онлайн-выставка художественных работ. Мы обращались к подписчикам с просьбой, к художникам, с просьбой поделиться с нами работами, которые посвящены депортации или о депортации. Выставка называется «Люди степи». Это будет онлайн-выставка. На сайте Тото-Медиа она уже есть. В 14 часов поговорим с Викторией Саранговой, художницей, на тему «Работа с памятью в искусстве». Она поделится, расскажет о своей работе и расскажет о том вообще, какие мы можем использовать подходы в работе с памятью. В 15 часов у нас беседа «Как сохранить калмыцкий язык» с филологом, языковым активистом, популяризатором калмыцкого языка Саналом Анджиевым. Вы еще можете его знать как автора телеграм-канала «Калмыцкий с Кеджалганом». На самом деле у него несколько телеграм-каналов. Думаю, подробнее об этом поговорим. И в 16 часов марафон памяти, воспоминания о депортации от подписчиков. Мы тоже заранее обращались к подписчикам с просьбой поделиться своими воспоминаниями родственников. И сегодня в течение нашей трансляции вы тоже можете делиться своими историями. Мы их выведем на экран или прочтем. В принципе, мы можем сейчас пока прочесть одну историю, которая есть в комментариях у нас. Рассказывали историю. Дедушка калмык с фронта был отправлен в Широклак, а перед этим командир у него на глазах сжег его документы о военной службе. В результате он не смог доказать, что служил. Как вы знаете, что все калмыки с фронта были сняты, которые были на фронте, были с него сняты. Насколько я читала, офицеры были отправлены в Ташкент или куда-то в Центральную Азию, а остальные в трудовые лагеря. Вот Широклак один из них. Еще Александр Немеев написал комментарий. Перепись 1904 года калмыков на территории России 290 тысяч, перепись 2019 года 157 тысяч. Конечно, это печальная статистика. Но с 1904 года на это еще повлияло, надо признать, гражданская война, Первая мировая, наверное, война, гражданская война, коллективизация, репрессии 30-х годов, голод и уже Вторая мировая война и депортация. За это короткое время на первую половину 20 века вышло столько вот печальных исторических событий, которые, конечно, негативно повлияли на демографию нашего народа. Пока наши репортеры тестируют звук в другом месте. И как только они убедятся, что все окей, они вернутся. Сейчас придумают решение, что с этим делать.
Можем еще пока поговорить на тему фактуры. У меня есть много мыслей на эту тему. Я немножко поделюсь. До сих пор непонятно, как мне кажется, количество жертв, которые пострадали в депортации, сколько, примерно все понимают, сколько было выслано. Дальше статистика о количестве погибших очень сильно разнится. Иногда я слышу что-то вроде до половины, треть, половина всего народа погибло во время депортации. Кто-то говорит даже про эти числа там во время первых лет, эти цифры. Но я вот искала данные, пыталась поисследовать немножко эту тему. Кажется, что нет консенсуса на эту тему, нет понимания, какая у нас действительно статистика. Вот примерно как вот перепись здесь, которая выше была приведена в комментарии, можно посмотреть по численности нашего народа, сколько калмыков проживало в России, там 1929, по-моему, год есть, может быть, 39-й, да, и дальше, до ссылки и после ссылки. Но, скорее всего, это не учитывает, эта демография не показывает на именно количество смертей, это показывает на динамику численности народа. Туда входит, скажем, грубо говоря, те, кто не родились, не родившиеся дети, да, которые могли бы родиться, не будь депортации, например, или не будь там вот этих всех испытаний. Поэтому для меня, например, вопрос о количестве жертв депортации, именно смертей, для меня открытый вопрос. Вот. Сейчас посмотрим, что с нашими репортерами из Элисты. Сегодня еще можно поговорить о депортации, о сегодняшней памяти, о том, как к депортации сегодня в России и в мире, да, относятся. Может быть, вы знаете, да, новости о том, что вчера, по-моему, была не так давно, там 3 дня назад была установлена мемориальная доска около железной станции, и она была повреждена. Или вы знаете, наверное, о кейсе с Штыгашевым, который не понес никакой ответственности за то, что он сказал о том, что там все калмыки предатели, что-то вроде этого. Вот. Мне кажется, что нам очень важно думать о работе вот с памятью, больше говорить о депортации, потому что информация о ней, к сожалению, дальше нашего пузыря калмыцкого народа мало уходит, как по моим ощущениям. Там, если вы живете, допустим, в Москве, да, или в каких-то других городах, скорее всего, вы можете услышать, что там ваши коллеги или ваши однокурсники даже не слышали о депортации. Подключаются наши. Нужно повернуть. Подключаются с вертикальным видео, к сожалению. Сейчас исправим. Да, нужно повернуть экран. Сейчас мы все настроим. Ребята на связи должны нас услышать и все сделать.
Можем ли мы здесь? Вот, мы слышим звук, но ребята должны повернуть телефон. Экран нужно повернуть. А то он пишет, экран нужно перевернуть. Во. Это ты? Нет, такой. Теперь ровно. Так, все, мы в эфире. Будем спрашивать. Мне тут пару слов для Тода Медиа. Хотели узнать, с кем вы сегодня пришли на митинг? С подведомственной организацией. Скажите, вы знаете, почему нас выслали? Вот я до сих пор не пойму, почему нас выслали. Не поймете, да? Да, потому что на самом деле все калмыки воевали на фронте, только маленькая часть была предателей. То есть были Да, предатели? ну были, но это было маленькая горстка, это во всем народе, всех народов. А вот за это высылали, я считаю, что неверно. Это Спасибо. несправедливо. Вот такое мнение. Для Тода Медиа одно слово, пару вопросов. Вы сегодня с кем пришли? Коломнерго? А вы знаете, почему выслали калмыков? Геноцид был калмыцкого народа. Почему? А почему? Я считаю, необоснованно мое мнение. Спасибо. Менду, для Тода Медиа на пару вопросов ответьте, пожалуйста. На пару вопросов ответит Тода Медиа, Айрат Радио. Пару вопросов. Ну, с кем пришел сегодня? Один пришел? Подойди. О, чего убегаешь? Вот люди. Мендут, на пару вопросов ответите? Ответьте на пару вопросов. Вы сегодня с кем пришли? Одна сами пришли, да? А вы скажете нам, почему калмыков выслали? Политика. Как почему? Как вам правильно, как ответить вам? Я не знаю. Ну, не, ваше просто личное мнение. Ну, или, может, есть же официальная версия, может, вы знаете или не знаете? По политическим мотивам, если так сказать. Выслали по политическим мотивам, да? Ян, спасибо. Задаем короткие вопросы, чтобы в целом, как бы, знать вот, настроение людей. Мендут, пару вопросов ответите? Нет. Вы сегодня с кем пришли? Я пришла с супругом. С супругом, да? Да. А вы знаете, почему калмыков выслали? Скажите, почему выслали калмыков? Мендут, пару вопросов. Вы сегодня с кем пришли? Я один. Один пришли? А вы скажете, почему калмыков выслали? Вот сейчас была сценка, там вопрошала девочка. За что нас выслали? Нас выслали, это несправедливо. Это то правительство, которое есть. Ну, давай. В то время, да? Ага. Просто несправедливо выслали нас, калмыков.
Я так считаю. Сколько у нас героев было. Не, ну это, да, то, что несправедливо, понимаю. А почему? Я не могу сказать. Хорошо, спасибо. Не подготовился. Спасибо. Надо было заранее сходить. Никуда не вставляй. Мы уже в эфире, как это? Если запишем, выставляем же. Так. Что, где? Туда пойдем, наверх? Нас слышно хорошо? Что там пишет? Мендут. Как дела? Пару вопросов ответь для Тодо Медиа и Айрат Радио. Расстроена я прям. Не, ну просто скажи, с кем ты пришла. Я одна пришла. И такой просто вопрос. Ты знаешь, почему выслали? Да, конечно. Почему? Я не хочу отвечать, честно. Все, хорошо. Я только что поговорила. Давай, пока. Мендут, на пару вопросов ответите? Да? Два вопроса, там много не надо говорить. Мендут, можете на пару вопросов ответить? Вы сегодня с кем пришли? Я сама. А, ну, с семьей, да? Да. Получается. А можете сказать, почему выслали калмыков? Почему нас выслали? Тебе задаю. Ага. Ну вот мы тоже задаем сейчас, сценка была, девочка вопрошает, вот, за что нас выслали. Но этот вопрос превратился в риторический, а ответ на него есть? Ну, каждый она по-своему. Я, спасибо. Мендут, пару вопросов. Вы сегодня с кем пришли? Я сегодня пришел один. Ну, мы коллектив государственный хор пришли, чтобы исполнить мнение. А, вы исполняли, да? А можете сказать, почему нас выслали? Почему выслали? Ну, потому что, по словам Сталина и Берии, они посчитали нас предателями Родины, поэтому и выслали. Ну, чтобы мы не разжигали здесь якобы пропаганду против советской власти. А, ну, это мнение, вот, ну, как бы официальное. А был же закон вот, о геноциде. То есть это не меняет как бы ситуацию? Ну, думаю, геноцид, не знаю, вряд ли бы. Ну, это, знаете, такая политика, такое слово непонятно. Слово геноцид непонятно? Геноцид, это понятно, это уничтожение нации. Это... Я не знаю, какой цель преследовал Сталин. Ну, геноцид, либо просто нас выслать, чтобы не разжигали здесь. А по факту разжигали, получается? По факту, ну, я так думаю, ну, разные были. Еще раз говорю, да, те, кто, даже если перешли на сторону врага, это не от того, что они там слышали, или что, это тоже было время, когда советская власть уничтожала. А, ну причины были, да? Расстреливали, вот. Да, монахов и запретили калмыцкую письменность, религию туда. Поэтому люди были злые, их тоже осуждать не стоит. Поэтому время было такое. Спасибо. Мендут, пару вопросов можно? Вы сегодня с кем пришли? С коллективом. С коллективом? Да. А можете сказать, почему выслали калмыков? Как почему? Это геноцид народа был. То есть это преступление, да? Преступление, конечно. А кто в этом виноват? Конкретно это там Сталин, наверное, там Берия те же, да? Ну, его приближенные, конечно. А вы вообще знаете, кого-то за это наказали, может быть, там? Да никого не наказали. И не планируют? Ну, вряд ли, да. Потом
потому что высылали не только калмыков, высылали и другие народы. Донес никакого. Спасибо. Что слышно? Да, тут здесь ветра больше. Мендут, скажите, пожалуйста, вы сегодня с кем пришли? Мы пришли с сестрой. С сестрой, да? Ага. А это хорошо, что когда приходят семьи, потому что тут многих спрашивают, они коллективами пришли. Вот. Сами пришли, Да. пришли, ага. Ага. А можете ответить на такой вопрос, не знаю, его уже риторическим считают, почему нас выслали? Ну, почему выслали? Ну, как вот 110-ю разбили, вот эту кавалерийскую дивизию, все же побежали домой, на лошадях куда они все домой побежали, сидели, действительно, на самом деле, вот рассказ родителей, они сидели вот в камышах, потому что идти советская власть посадит в штрафбат. Вот они сидели, вот поэтому... То есть из-за них, получается, Ну, выслали? как бы вот эта версия, а как еще, какая еще? Ну, официальная вообще версия это признано геноцидом и преступлением той власти. То есть, ну, это российский закон это признал. Не, ну понятно, Да. геноцид, но на чем он должен основываться? Не просто, давайте мы их вышли. Вот а что. Но смотрите, когда преступление происходит, вот преступник мотив, он свое преступление совершает по какому-то мотиву. Ему нужны там деньги, или он на кого-то зол. Но кто виноват? Тот, на кого он зол, или этот преступник? Не, ну, наши как бы, ну, конечно, виноват тот, кто сделал это, да? Ну, надо его ловить, но не весь народ, правильно? Ну да, естественно. Весь народ, правильно? Ну, Тем то есть более, это несправедливо нет, было. Да, никакое, ладно, там, ну, подождите, ладно, нас полно там наших предателей, ну, ладно, связали, да? Ну, дождитесь, когда люди тепло, тогда вы сядете, ну, так, холодно. Вот так вот, а больше как еще сказать? Ясно. Спасибо. На пару вопросов. Да? С кем сегодня пришли? С братьями. Братьями? Хорошо. А этот, почему нас выслали? Вопрос. Время было такое жестокое. Надо Жестокое. было как-то оправдать, наверное. Оправдать в смысле кому? Ну, то, что произошло в Великой Отечественной войне. Ну, Найти внутреннего врага. искали врага. Ну, после признали это актом геноцида, да, вот, ну, уже как бы в конце 80-х, в 90-х. И кто в этом виноваты? Ну, те, кто виноват, уже давно в могиле. А к мертвым у меня претензий нет. Ладно, спасибо. Здравствуйте. Пару вопросов. Вы сегодня с кем пришли? Не, это канал, YouTube канал небольшой. YouTube канал небольшой.
Задержись. Пойдем потихонечку. Человека интервью. У Олега. Одну минутку. Подождите. Мендут, это медиа на пару вопросов ответить. Вы сегодня с кем пришли? Вы семья, да? Ага. А можете сказать, почему выслали Калмыков? Открытый? 80 лет прошло, да, вопрос открытый. Сейчас как бы где-то я заметил обелять все действия, так сказать, душ того руководителя Иосифа Сталина. Все говорят, что вот великий там правитель был, а у меня мнение совсем иное, и как я понимаю, у калмыков в любом случае мнение совсем другое в связи с, скажем, почему выслали, как полагается, отвлечь, так скажем, внимание, либо отделить свои какие-то неправильные действия в начале Великой Отечественной войны и переложить груз ответственности на числе, которые, грубо говоря, не могли никак влиять на сейчас обстановку на фронте, дабы это обелить и признать врагами народов. Вот якобы из-за них такие вещи произошли. Это мое мнение. Спасибо. Давай. Ты же блогер. Пару вопросов ответь. Нет, два вопроса. Нет. Все. Ладно, давай. Ты в эфире, тебя и так слышно. Мендут, на пару вопросов ответьте Тодо Медиа. Вы сегодня с кем пришли? А? С другом? А вы знаете, почему выслали калмыков? Почему выслали? Ну, как они говорили, из-за нескольких тысяч коллаборантов, которые находились на территории Калмыкии, и за это наказали почему-то весь народ. Сказала, это настоящий геноцид был, на мой взгляд. И как мы видим, то, что Калмыкия даже до сих пор не оправилась после тех событий. Мы забыли свой калмыцкий язык. Я не говорю на калмыцком языке. Даже мои родители говорят чуть-чуть, но они же не будут говорить со мной на калмыцком языке. И эти последствия до сих пор проявляются. Даже многие люди говорят, что религия наша немного другая стала, мы потеряли много странах. И я даже не знаю, что сказать. Ну, мне кажется, это настоящая трагедия нашего народа. Даже демографически мы пострадали. Нас очень мало. Как мы видим, сколько нас слышит. Я не знаю. 200 да, тысяч, мало, 300 меньше. Ну, а вы сказали, вот они сказали, это кто они? Кто виноват вообще? Ага, кстати, я знаю, кстати, это... Спасибо. Пожалуйста. Пойдем вниз. Пойдем на Олега Захарова спросим. Олег, пару вопросов для Тодо Медиа.
В общем-то, мы пообщались с людьми разными, видели мнения, послушали их, кто с кем пришел. Митинг здесь подходит к концу. Люди поднимаются все. В принципе, модераторы, скажите, что нам дальше делать. Пока, да, вот вы могли наслаждаться этой картинкой. Это небо калмыцкое, родные лица. Возможно, да, в 43-м году была такая цель, чтобы мы перестали существовать, потому что высылали самые холода 8 декабря, и вот, считай, весь январь ехали наши старики, да, ну, наши предки недалекие, да, наши родители. И многие погибли, потому что условия были такие, да, сложные. И, естественно, те, кто высылал, они понимали, что так будет, ну, понимали, не случайно это время выбирали. Вот, но, тем не менее, вот видно, да, наш народ жив, мы существуем и будем дальше жить. А виновных надо искать, просто вот как пример приведу, СССР, да, ну и в том числе Россия, да, также являлась участником
вот этого Нюрнбергского процесса, да, когда всех пособников нацизма находили и судили. Геноцид — это тоже преступление, но лично я, например, не знаю ни одного человека, кто понес наказание за это. Известно, что высылали калмыков около 4000 бойцов НКВД и вот Красной Армии, по-моему, в основном НКВД. Руководил, не помню, как его фамилия, но это с Ивановской области, в общем-то, НКВДшник. Ну, естественно, виноваты там. Подписывали документы. Сталин, Берия. Их сегодня реабилитируют, Сталина реабилитируют. Памятники по России везде ставят. Был такой вот, высказывался Штыгашев, да, там пытался оправдать геноцид. Депутат калмыцкая есть такая, Балаклеец, там КПРФ депутат, она тоже оправдывала геноцид, говорила, что калмыков выслали из-за кучки предателей. Но, опять же, я не к тому, что вот сейчас их обвиняю, да, потому что вы слышали, что и на самом деле многие наши калмыки, да, взрослые, тоже считают, что нас выслали из-за кого-то, из-за каких-то предателей. То есть пытаются, не знаю, оправдать, может, несознательно это преступление. Никакого оправдания этому быть не может, потому что это преступление, и оно признано и советским судом, и российским судом. И, как бы, это должны мы все четко понимать, для того, чтобы можно было двигаться дальше. Так, ну, организаторы что нам скажут? Мы будем завершать? Или, может, еще что-нибудь вам показать? Сейчас нас будут выключать, пока картинку. Привет всем калмыкам, всем айратам со всего мира. Мы вместе. У меня был выключен микрофон. Завершаем. Эфир из листы завершился с памятника «Исход и возвращение». Продолжаем сегодняшний эфир. Для тех, кто не в листе, кто не смог сходить, есть еще мероприятие в Москве
посвященные сегодняшней дате. И я хочу сейчас их зачитать. Может быть, кто-то, кто смотрит сейчас из Москвы, захочет их посетить. Сегодня в 10 утра у стены скорби было возложение цветов и поднесение лампадок в память о жертвах депортации на Красных воротах. Сегодня в 7 вечера в Музее истории ГУЛАГа состоится традиционный вечер памяти жертв депортации калмыцкого народа. Программа мероприятия. В 19 часов лекция «Травмпункты и в памяти о депортации калмыков в Сибирь в 1943 году и практики коммеморации». Будет вести Гилян Басангова, культуролог, независимый исследователь. В 19:30 воспоминания Болдыревой Елизаветы Немгировны, показ фильма проекта «Мой ГУЛАГ». В 20:05 обсуждение с авторами. Адрес Москва, 1-й самотечный переулок, 9, строение 1. Также напоминаю, что вы можете написать ваши воспоминания ваших родственников к нам в комментарии о том, чтобы мы могли их зачитать или здесь строкой дать на экране. Также я не знаю деталей, но я слышала, если вдруг вы смотрите из Америки, что там планируется забег, посвященный 80-летию депортации. Если вы знаете еще о каких-то мероприятиях, которые будут проходить, напишите, наверное, в комментарии, можем их тоже опубликовать. В Элисте тоже есть еще дополнительные мероприятия сегодня. В Элисте сегодня с утра был в Хуруле молебен. После вот этого мероприятия на памятнике исхода и возвращения с 1 до 2 будет хореографический спектакль «Прерванный вальс» Государственного академического ансамбля песни и танцев Калмыкии «Тюльпан» в Госфилармонии, Калмгосфилармонии. Благотворительный показ. С 15 до 16:30 спектакль «Взгляд несломленных», Калмыцкий государственный театр кукол Джангар, тоже благотворительный показ. Может быть, где-то еще есть какие-то мероприятия. Если вы знаете, поделитесь, пожалуйста. Как еще мы можем продлить эту память, почтить память погибшим, тоже можете писать в комментарии. Будет у нас такое небольшое обсуждение. Еще хочу зачитать новость про то, что была издана книга «Калмыцкие песни о Сибири». Она была презентована 24 декабря в Элисте в Хуруле, в центральном Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни. Сборник был выпущен под редакцией Эльзы Байыргучиновой и утвержден Институтом этнологии и антропологии РАН. Публикация данного сборника важна не только в сфере научного исследования, но и для широкой аудитории, для всех, кто интересуется репрессиями истории калмыцкого народа. Презентация сопровождалась вступительными словами всех причастных к сбору материалов для сборника, а также выступлениями творческих коллективов и артистов. Эту информацию я беру из телеграм-канала «Память о депортации». Там не только к 28 декабря, там круглый год практически публикуются там исследования, информация о депортации. Еще есть новость о том, что у Александры Буратаевой вышел фильм «Операция Улусы-2». Вы, наверное, знаете, что у нее еще давно был издан фильм «Операция Улусы». А сейчас на днях был выпущен фильм «Операция Улусы-2. Послесловие». В час, через 15 минут, даже меньше, у нас будет онлайн-выставка. Напомню, что мы обращались к подписчикам
с просьбой к художникам, с просьбой о том, чтобы они поделились своими работами, посвященными депортации. И эти материалы, которые были присланы, картины, там есть видеоработы, также есть на сайте Todo Media. Также в этом году, наверное, тоже много кто знает, что есть было много в театре постановок, посвященных депортации, 80-летию депортации или 80-летию геноцида путем депортации. Из тех, что я вот вижу, это балет Мёнкозул на основе повести «Три рисунка». «Взгляд несломленных» в театре Кукол Джангар. «Вербатим я помню» в Республиканском русском театре драмы и комедии. Может быть, есть еще чем вы готовы поделиться. Угу. Тут есть комментарий как раз по поводу фильма «Операция Улуса-2». Я его зачитаю. Меня тут... Да, вчера посмотрела «Операцию Улуса-2» послесловие. Конечно, соболезную Александре в связи с невосполнимой потерей. 3 недели назад у нее умерла мама. И она посвятила фильм в дань памяти. Да. Присоединяюсь к соболезнованиям. Еще сегодня вышли карточки у мемориала. Я бы хотела тоже сказать пару слов о мемориале, о сайте мемориала. На нем можно найти информацию о ваших родственниках, погибших в депортацию, найти какую-то информацию о них. Кто еще не пытался там поискать, я рекомендую. Например, я поискала там информацию о своих родственниках. Там вы вводите фамилию, и там все люди с этой фамилией находятся. Так я нашла места ссылки, куда были мои родственники сосланы. Часто, раньше я не знала деталей, допустим, я знала там Новосибирск, или я знала, что мой ава был сослан в Красноярский край. А так я узнала детали прямо там совхоз, где... Как я узнала, да, куда он был сослан, по месту смерти его сестры. Раньше о том, что у него была сестра, я даже не знала. Она на сайте этом написано, что она родилась в 1942 году, а в 1944 году уже умерла. Поэтому мне о ней не рассказывал мой ава. А потом я уже на генеалогическом дереве увидела, что она есть, просто раньше почему-то я не обращала на это внимания. Так, тут просят повторить название ресурса. Сайт мемориала. Наверное, как-то так можно найти. Сейчас загуглить. Я попробую найти репрессированных. То же самое есть вот общая база жертв репрессий. И вот там указано место смерти, получается, сестры моего авы. Также можно найти, если есть информация, по разным семьям, там, по разным людям есть разный набор информации. У кого-то какие-то, может быть, есть даже подробности. Вот. У меня были просто список моих родственников, что они репрессированные. Тоже, конечно, сильно зависит от, мне кажется, от популярности вашей фамилии еще, наверное, зависит. Потому что, мне кажется, у меня редкая фамилия, я сразу своих распознала.
может быть, memo.ru, такой сайт. На сайте списки жертв политических репрессий, общей базы. И там прям в поиск можно вбить, по-моему, здесь, да, можно вбить фамилию. Еще есть такой лайфхак. Я, когда искала информацию о других своих родственниках, но уже тех, кто там эмигрировал, моего прадеда, брат, получается, эмигрировал в гражданскую войну, и участвовали они за белых, в общем, они воевали в казачестве. И лайфхак такой, что я искала немножко исковерканные фамилии. Ну, то есть разные версии пыталась найти, и вот по такой, скажем, исковерканной форме его нашла, в общем, информацию. Тоже, может быть, кому-то будет полезно. Тут есть комментарий, что мемориал признали иноагентом и ликвидировали. Там есть разный мемориал, есть международный мемориал, и его, по-моему, не ликвидировали. Но какой-то ликвидировали точно, по-моему, в прошлом году. Да, наверное, в комментарии я попрошу тех, кто нашел, давайте я, наверное, даже могу, в комментарии к нашей трансляции я могу послать информацию о том, ну вот, ссылку на сайт. Кто хочет поискать своих родственников, информацию о своих родственниках. Да, я отправила в комментарии. Кому надо, можете попробовать поискать информацию. Также, наверное, вот, видите комментарии, которые нам написали о ссылке. Бимбиева Мария Санджиевна. Ссылка прошла в Алтайском крае зонального района. До репрессий была тружеником тыла, копала противотанковые рвы под Сталинградом. Можете присылать наши истории, ваши истории, ваших родственников истории. Мы будем их зачитывать. Будет такая практика коммеморации. Сегодня поговорим вообще с Викой, наверное, о том, что такое практика коммеморации, как нам работать с памятью, зачем нам это нужно и какого мы хотим добиться эффекта в конце концов. Вот. Через 5 минут начнем онлайн-выставку. И через 6. Могу пока тоже поделиться историями, которые я знаю о своих родственниках, о ссылке. Я знаю, что мой Ава вот был сослан в Красноярский край, и я не особо много спрашиваю, и он не особо много рассказывал мне об этом, к сожалению. Но что вот я запомнила как показательный эпизод о том, что они спали на шкуре, по-моему, коровьей, уже в Сибири. И с каждым днем эта шкура становилась все меньше и меньше, потому что, оказывается, кто-то ее отрезал по краям и варил, кипятил, для того, чтобы хоть немножко почувствовать вкус, ну, сделать что-то вроде бульона, чтобы пить не просто пустую воду, а немножко придать ей вкус мяса. И этот эпизод очень такой показательный, насколько
насколько голодно им жилось. Такое, конечно, представить очень тяжело нам сегодня. Еще есть тоже страшная история моей бабушки, которая была сослана, я даже не знаю, в Новосибирскую, наверное, область. И она... Было так много у нее братьев и сестер, и до конца доехала только она одна из детей. А ее мама, приехавшая там на станцию в Сибири, умерла с горя сразу. И получается, что вот от большой такой семьи осталась только моя бабушка. Ее там кто-то приютил. Впоследствии ее отец, который воевал на фронте, он ее нашел, и они стали жить вдвоем. Вот. Есть другая история. И это, кстати, такая тоже, наверное, показательно, какие жестокие условия были ссылки именно 28 декабря. Как вы знаете, большинство сослали 28 декабря с территории Калмыкии, с территории Республики Калмыкия на тот момент. И были еще калмыки, которые жили вне республики, их сослали попозже. И вот моего деда сослали уже весной. Он жил, то, что сейчас Ростовская область, то, что было вот казачество Донское, область Донского казачества, казачество Донского, как так называлось. Вот. И их выслали уже весной, и они все дожили. То есть они уже были, наверное, подготовлены. Во-первых, они уже знали, что их ждет примерно, понимали, с одной стороны. А с другой стороны, и условия ехать в товарном вагоне 28 декабря и ехать в товарном вагоне весной. Видимо, большая разница, вот, которая сильно повлияла на то, что они все дожили до наших дней, все его братья и сестры практически до старости дожили. Вот. Это к тому, как сильно повлияло, не только калмыков же выселяли другие народы, но всех по-разному. Получается, я слышала про ужасные истории, как выселяли чеченцев, что они были в труднодоступных горах, и кого-то для того, чтобы не... тяжело было их, в общем, собрать, и вроде кого-то даже там на месте и сожгли. Вот. Но их ссылали около 23 февраля, да? 23 февраля. Калмыков ссылали там более суровые климатические время, но на месте вроде не убивали. Так, сейчас уже 13 часов. Можем начинать по расписанию нашу онлайн-выставку. Нам прислали работу художники. Я сейчас буду... Можно ли мое лицо отсюда убрать? Так. Угу. Спасибо. Выставка, организованная ТД Медиа, Гашудар Гурванджиль. Это работы, которые нам прислали наши художники, кто откликнулся на нашу просьбу Так, пишут, что есть звук в трансляции. Напишите, что да. Пожалуйста. Окей. Пишут, что все хорошо, можем начинать. Тогда начинаем.
каждой работе есть описание, которое дал автор. Я буду его зачитывать. Также вы эту выставку можете посмотреть на сайте Todo Media. Мы собрали работы от наших подписчиков на тему депортации, памяти, травмы и сохранения культуры. Работа Валерии Нахаевой «Память». «Память» — это 10-минутное документальное видео о ежегодном поминовении жертв депортации калмыцкого народа. Многие люди поднимаются к памятнику исхода возвращения по спиралевидной тропе, которая вьется по часовой стрелке вокруг кургана, повторяя обряд обхода буддийского храма. Видео сопровождается аудиорассказом 88-летней бабушки-калмычки о депортации. Видео погружает зрителя в размышления на тему жизни и смерти, судьбы всех народов и каждого человека. Калмыки-буддисты, верующие в перерождение, в цикличность времени и мира, а также в освобождение. Поможет ли рефлексия вырваться из этого цикла страданий? Возможно, память трагичного прошлого сможет дать нам ответы для будущего. Халмгудык дөшнөн орус кишил декабрь сарын хөрнәмдә Сибирь рабочего би нәм наставили тикти дөшнөн орус кишил. Манике ürün çasla Gerüder hoşat saldız mı dorciret manik serület hovtılat tentirir gaza avagarlar. Erkek temadın askın kültür gaza bəvedin zorganças kültür. Dəvət askın zorganças oxula Гуржава машин военный ряд манига те машин сулажават Афганистан тавчору Афганистан тавчират малзыдык вагонды маниго рулат Сибиру равадёппу. Әмзыдык үш малзыдык вагонды манига авчору. Я помню уже 8 лет, как и я бабушке много же было. В поезде так молились они, до сих пор мне в голове так. Сибирьде рядом манигитеге бугла мөрн санму дире маниге тават арват семьягар совхозумду колхозумдур рабочий харчный манигават село ставчу захаева. А мне кетсколха тайга тусу лес пилит кетик моткорат газат. Тигамадын дэчин тавдык чилкүлтү тайгады бәвет. Ну, они слухом пользовались, что юдоеды едут. На нас говорили. Слух пошел, что такие народы людей кушают. Birte madın evvelgideki zorlavidin hot holum yedi uşumalım
хлеб карточной системы. Рабочим 250, 200 грамм хлеб давали карточной системы. А кроме хлеба в доме ничего не бывало. Ничего не было. Когда нас привезли туда специально, чтобы наши работали, как заключенные. Работу, тяжелую работу мы делали. Лопаты, ломы работали. Целый день в снегу они же ручной пилой такой лес пилили. Утром рано, прям я помню, еще вот так темно, они на работу ходили вечером поздно. А дети целый день одни сидят. На улице. Вот те же молодые женщины начали умереть. Но работа тяжелая, от голода, от болезни, наверное. А их детей забирали детям. Работа страшно тяжелая. Очень тяжелую работу делали. Сильно страдали. Мать в 45-м году умерла. Услышала, война кончилась 9 мая. Люди праздновали. Она потеряна была, я смотрела. Эти взрослые подходят и говорят, ой, война кончилась, из сыновей вернуться, наверное, кто-нибудь. Война кончилась, его радовать. Она не так. И 10 мая ночь. Я вот 10 лет осталась без мамы. Наши же, когда приехали в Сибирь, песни сочинили. Песни поются, что мы домой вернемся. Они так песни сочинили, чтобы все вместе обратно приехали домой. И получился поэт песни. Мы вернулись. Там все пели эти песни. Вот это, где мы жили, говорит, кругом по-русски. Посмотришь, говорит, все зеленое дерево. А если свою родину вспомню, мне, говорит, так плохо, что аж сердце. Такую песню сочинили. И вот это, говорит, это, все мы вместе, чтобы вернулись домой. И вот так получилось. Песни пели там в Сибири. Но так запрещено было, все равно пели, наверное. Уж что родители вырастили сыновей, сколько, от 7, 3, 4, 5 уходили на войну. А родители мучают, как вот так сочинили. Что все сыновей забрали в армию, а вот эти родных мучают. Вот песни поется. Ага. Все забрали в армию, а
Остались родители старые, мучают. Вот так поется. Культуру свою терять нельзя. Надо держать. Вот мы пострадали, наше поколение. Вот в песне поется, что мы жалуемся, зачем мы так мучаемся, а зачем нас на свете, мы появились на свете. Ну, на судьбу обижаемся, песни поет, что такую мы страдаем, зачем нас на свете пустить. Лучше бы нет. Да что было? Так в песне поет. Лет 13 дней. Автор Данара Сельвина. «13 лет, 13 дней». Данара Сельвина. Работа, иллюстрирующая, наверное, один из самых страшных моментов нашей истории, момент, когда в каждый калмыцкий дом постучались солдаты с ружьями. Никто еще точно не знал, что их ждет. За этим моментом последовали события, которые навсегда изменят историю нашего народа. 28 декабря Клёна Ди. В память обо всех бабушках и дедушках, о дядях и тетях, о сестрах и братьях, сыновьях и дочерях. Их истории чтятся, не забываются. Прожитая боль предков не может быть стерта из памяти. Тоска по родной степи. Солнцеед. Диджитал-иллюстрация посвящена ощущению тоски по родине, которую испытывают многие из нас, уехав из дома. Холодные цвета картины отражают чувство печали, которое мы испытываем, вспоминая родную степь на чужбине. Следующая работа «Иеджин Гарсуной дыр» Валерии Нахаевой. Моей бабушке недавно исполнилось 80 лет. Это в 4 раза дольше, чем моя собственная жизнь. Бабушка помнит депортацию калмыков. Она выросла в Сибири, где похоронила своих братьев. У бабушки родилось 5 дочерей и 1 сын. Иногда она вспоминает своих умерших детей и винит себя за выкидыши. Она молится каждый день за всех. За отсутствие войн, за здоровье всех детей, за благополучие. Все чаще я замечаю, как моя бабушка теряет вес, становится мельче и медленнее, говорит реже и почти не слышит. Каждый раз она говорит мне, что скоро умрет, что ждет этого, потому что она сделала все, что могла и смогла в этой жизни. Это видео своего рода эскиз существования моей бабушки. Каждый из нас когда-то исчезнет, но оставит после себя следы своей жизни. Я не знаю, когда исчезнет моя бабушка, но я буду любить и помнить ее вечно.
другой, Энин другой. Воднический? Два разных. Ну, нега красный, нега желтый. Да. Который красно дольше хранится будет. Да. Булгат посмотреть. Взяли. Давай бички не муи. Давай. Чуть-чуть. Ну пей. 4 сантиметра не бички. Я маленькую такой копочку едай. Да. Вот давление sen bulacak. Закон водочка не говорит, водочка А не, подожди, ты будешь котлеты пробовать. Подожди, вот этот котлеточек сделаем, да, попробуешь, топочку выпьешь. Ну, давай. Давай, сейчас, подожди, ай моменту. Давление бички не может. Да. Подожди, сейчас маленький Bu halatının misal koyur ülkele irsin обращение. Ирсын далакын булат ханжана мини гарсын өдүрләй ряд. Давай. А я что не буду? Давай, девочка, Дарья, давай. Ой, чуть-чуть налей. Давай. 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 Наливай, она же тебе говорит, налей тебе. Много не надо, 2 Хорош. капли. Мне чуть-чуть. Да. Давай, поздравим. Поздравляй. Юля, пускай мамаша скажет. Ну, говори. Говори. Ne kökü kut, ben tergo o da sen kelek küçersin da hamcana utna hasta bakka şta yerül doğum ben damağın yok etin oğlum derse lakka. Дитха. Этот стенд сделайте. Купил ватман. Расстелите, заклейте и начинайте на нем. Сзади. А потом, когда... У нас просто, Лера, там проблема, надо его меньше делать. Давай, иди, танцуем. Ha. Var böyle şakar. Так, бурхана меня сам тогда, ну ты мörgüm. Мörgüm. Я думаю, фрукты, наверное, завтра сделаем, да? Как ты думаешь? Потому что это... Перед тем, как это, да? Фрукты, кстати, твои домашние. Савр может и не приехать. Это рабочий же день. И еще этот, он скотину свою, он, скорее всего, и не приедет. Он в прошлый раз из-за вот это, я же ему сказал, он же привез, он же был еще 9-го приедет, а еще 9-го не приехал. А приедет, значит не будет. Ну ладно.
Так. Гелянкина мама одна. Следующая работа Jade Art 2023. Авторские открытки. Авторские открытки, вдохновленные родной Калмыкией. В основе изображений для открыток идет то, что всем нам так хорошо знакомо. Самобытная культура, вера, язык, природа степи, люди и их взаимоотношения. Серия работ Альмины Марии Машулдаевой. Серия фотографий о повседневной жизни в Калмыкии. Залитая солнцем степь, серебристый ковыль, щиплющие траву овцы, постепенно приближающиеся к горизонту солнца, которое завтра снова станет над нашим домом, и все повторится сначала. Следующая работа «Родина» Вики Саранговой. Ручная вышивка, 3D-модель, текст, 2023 год. Проект начался с желания Виктории Саранговой восстановить историю своей семьи после смерти матери. Ее мать Надежда Сарангова родилась в Сибири, куда их семью изгнали во время депортации просто за то, что они были калмыками. Не имея возможности обратиться к матери напрямую, Виктория посетила веб-сайт мемориала, основной организации по правам человека, собирающей данные о репрессиях во времена Сталина, и нашла биографии 194 репрессированных калмыков с такой же фамилией. Вышивая истории репрессированных однофамильцев, Виктория проживает травму своего народа, а также свою личную утрату через повторяющийся жест ручной вышивки и приглашает зрителей присоединиться к этой практике, которая, на ее взгляд, имеет освобождающую силу. После выставки она планирует установить инсталляцию на калмыцких степях в форме монгольского ова, священного места для собраний и коллективного скорбления. Следующая работа Wait, Breathe and Listen. Эми Богин. Поскольку я калмычка, родившаяся в США, а оба моих родителя родились в Европе, расстояние между мной и Калмыкией иногда казалось пропастью, слишком большой, чтобы ее преодолеть. В этом году я предприняла шаги по преодолению личного разлада, вызванного депортацией калмыцкого народа, путем неоднократного изучения техник вышивки и тудобичик как своего рода наглядного иллюстративного метода исцеления. Серия работ со свадеб. Катя Суржок. Мои бабушка и дедушка – как раз те самые люди, которым пришлось пережить одну из самых тяжелых страниц в истории нашего народа. Для меня это живой пример стойкости духа и в то же время бесконечной любви и доброты. Благодаря их силе духа, их опыту и научению я стремлюсь не только к тому, чтобы жить хорошо и комфортно, но и к тому, чтобы жить осмысленно и с радостью, несмотря ни на какие трудности и преграды. Это также заставляет меня думать о важности наших ментальных возможностей, о нашем опыте поколений, о травмах семьи и детства, о поисках себя. Судьба этого поколения калмыцкого народа складывалась в экстремальных, несправедливых и даже жестоких условиях. И все же, несмотря на все те ужасы и лишения, что они пережили, в них было и есть по сей день так много любви, что эта любовь обязательно пройдет сквозь поколения и будет чувствоваться спустя века. Через улыбки, через прикосновения, через фотографии, через наше осмысление и память. Теперь мы пишем свою историю, проживаем свою судьбу, но оборачиваясь назад и вспоминая их, наших стариков, хочется сказать, хотя бы мысленно, спасибо вам за вашу доброту и за вашу силу. Следующая работа «Вагон» Дарджиев Ачир, 6 лет. Рисунок моего внука Дарджиева Ачира, 6 лет, город Москва. Вагон, в котором увозили калмыков в Сибирь.
Следующая работа называется «Апрель», автор Света Акумка. Мировое дерево олицетворяет единство всего мира. Это своеобразная модель Вселенной и человека, где для каждого существа, предмета или явления есть свое место. Это также посредник между мирами, дорога, мост, лестница, по которой можно перейти в мир прошлого и мир будущего. «Апрель» погружает зрителя в рефлексию на особенно важные в наше время темы. Устами мудрой калмыцкой Эджи фильм рассказывает о важности сохранения связи поколений, любви к родине и любви к человечеству. Ба, можешь спеть что-нибудь? Эйджиндун. А? Эйджиндун. Эйджиндун могу, конечно. Китана булгена я санданьо, тирегену гасолая. Тирегену гасобочиня. Килбашта и джема санагдад. А о чем эта песня? Про Эджи. Про Эджи. Единственное про Эджи. Шеджи. Так, юбилейшн. Ача. Поехали. Должны были 17-го забрать, а тут позвонили с работы. Какая команда, куда, что, когда? Вот такой нам стул. Конечно, есть там стул? А вон это... По-шведски хочешь? Ну что, все живы, здоровы, радостны. Давайте выпьем за нас, за маму, за все события, которые прошли, которые будут. Давайте, за здоровье всех присутствующих, тех, кого нет. А Бадмута в армию забрали. А, еще Бадмута. Ничего, надо все попробовать. Ну хоть сними шапку, посмотрим твою голову. Люба, Лариса, ты будешь не видеть. Слушай, копия Сергея. Шапку снял ее, ста Сергей. Ага, уши торчат. В автобусе еду, смотрим, они все в форме. Ой-ё, так здорово. Ну, он сказал, что Ставропольский край, ВВС. Самладanya на халече, боян тайджема санагна,
Вот видишь, я жила, вот это было вот это. Были там. Да. Тополь. Да. Вот мы вот, я сейчас пою. Вот. Как мать сильный такой, он такой. Эй. Как-то как будто в отпуск уехал, да? Зима, Новый год, а там раз... Давайте за легкую дружбу, чтобы он... Нет, это твоя. А что ты скинул? Давайте белое здоровье. Всем здоровья, говорю. И бабушкам особенно. Знаешь, отправляют, а никого нет. Я говорю, как я начала пить этот? Варшавян. Ой, славянка. Прощание славянки. Мы же хотели. Да. Ну все, давай. Sangadır kadınlar, kamyon, şoğum, doğum, buğaha, cilden sergiler, emfili, derden. Папа, Лера упала. Ну, не все, конечно, это половина. Даже больше половины нет. Остальные вот хабур-чабур здесь был, и я собрала. Хабур-чабур. Самое главное, на хабур. Это моя старшая дочка только приехала с Ирландии. Дочка была. А Люба средняя дочка у меня. А он... Это любимый. Он старший сын. Еще старший сын дома. Мы говорили. Ну вот. Кое-который собрали. А когда степь увидели из поезда? Обрадовались, ой, как рада была. Когда едешь в свою сторону, подъезжаешь, уже наши, уже видно. Да, земля свободная. У нас калмыцкий степь большой, хороший. Вот, а иногда вот ночь просыпаюсь, всякий раз да плохой думаю. Ума заходит, хоть не захочешь, и все равно заходит. Думаешь, ну, смерть близко стала, я скоро буду туда-сюда. Я 91 год уже живу так. Вставайте, он нам дегел ольче харшин. Я дерексне зулен. Он тендамчне халан ольче юлче сантерлан ольче. Цавар так шкада кулай яхна мания. Мания бадмахам, мания бадмахам. Мания бадмахам, мания бадмахам, мания бадмахам, мания бадмахам. Дари соха, дари соха. Батдан сварный кишканы кольтха харханан. Мания бадмахна. Мания бадмахна. Белгенакчана хархан. Отчаянно надо, а то люди скажут, ты такая-сякая, уже унижаться будешь, это совсем спадешь. Надо серьезно надо отвечать, надо наоборот, ответ надо серьезно дать, не поддаваться. Вот так я желаю. Ну вот. Ой-ой-ой.
Серия работ Сергея Манунова. Хальмы Герган. Я очень люблю национальные калмыцкие костюмы. Они невероятно уникальные, яркие и стильные даже в нынешних реалиях. Здесь изображена девушка в традиционном костюме замужней женщины. Некоторые детали в одежде были добавлены от меня. Сюден. Эта иллюстрация нарисована по мотивам моего сна. Тогда я оказался в бескрайних степях, чувствовался запах полыни и приятный летний ветерок. Рядом со мной была подруга в калмыцком национальном костюме. Мы сидели в тишине и наслаждались тихим, теплым летним вечером. Хотелось передать своей работе чувство умиротворения и спокойствия, которое я ощутил тогда. Терскун. Эту работу я нарисовал во время сильнейшей тоски по родине. Очень многим пришлось по той или иной причине покинуть свой дом. И хоть мы физически находимся далеко, однако наши сердца остались в любой любимой и дорогой республике. Сайгак и 3 стихии. Здесь стихии представлены в виде декоративных элементов, а сайгак выступает центром всей композиции. Цаста Арслынг. В своем творчестве мне нравится изображать сильных и волевых женщин. Как раз такая женщина нарисована на данной иллюстрации. Ее взгляд наполнен решимостью и уверенностью, а снежный лев, стоящий рядом, готов в любой момент напасть по приказу своей хозяйки. Девочка на кедре. Автор Гирел П. Иллюстрация была нарисована по мотивам аудиозаписи воспоминаний калмыцкой пожилой женщины о депортации. В этих воспоминаниях она рассказала, как, будучи детьми в Сибири, они забирались на кедры, они были самыми высокими, и пытаясь с высоты разглядеть родную степь. Мне показалось, что этот образ ребенка, пытающегося рассмотреть родную землю с высокого дерева, отражает в каком-то смысле особую жестокость этой депортации, ведь сосланы были в основном старики и дети. В своей детской наивности несправедливо репрессированный ребенок забирается на высокое дерево, не понимая, насколько далеко их увезли, и не понимая, за что ее и весь ее народ сослали. Степлак. Степной волк. Анимационный фильм по мотивам настоящей истории калмыцкой семьи. Отца отправляют в концлагерь, а мать с 2 детьми депортируют в Сибирь. Ты враг народа. Серия фотографий Сангаджи Горяев Мерген.
Все фотографии в этой серии – поиск стиля, авторского стиля. Серия фотографий калмыцкого фотографа, в которой он исследует темы течения времени, разницы между поколениями, роли жизни маленького человека в контексте истории всего народа. Серия работ Серафима Сюева. Глубокая память. Далекий отголосок несущихся вагонов поездов в неистовом пламени боли никогда не остывает. Через связь поколений от родного человека к человеку красной нитью проходит она, заставляя скорбеть и помнить такой сложный путь, давний, чебагамы и шероховатости, но до сих пор болезненный. Кормление лошади. Конь для калмыка был всегда лучшим другом. Глубинная связь вольного скакуна и кочевого народа здесь выражена в кормлении лошади, как союз двух свободных натур. Наездник. Эфемерное выражение душевного состояния калмыка, как запрятанная память о связи с природой, степью, животными, в частности, память и внутренняя тяга на генном уровне к верховой езде и преодолению пространств. Всегда готовая душа к путешествию, к подъему, к передвижению. Открытая рана. Даже далеко запрятанная боль, в какой бы дальний темный угол души ни была она задвинута, открытая рана не заживет, пока живут в памяти тягостные мысли и воспоминания. Яркий поток крови, как символ болезненной, бьющей даже через года энергии. Рана души. Прожигающая боль, застланная белым и светлым, все равно так или иначе влияет и возвращается. Лотос. Священный символ чистоты и невинности. В моей работе он практически красный, по своей чистоте он как спаситель, забирает боль у человека при созерцании. Сайгак. Поражали всегда красивые, большие, но печальные глаза такого древнего существа. Безмолвный, но мудрый, такие чувства всегда вызывал и что хотелось передать в краткостях линий. Серия работ с природой. Катя Суржок. Когда я вижу лица наших стариков, наших Авнер и Эчнер, я понимаю, что их морщинистые лица, будто наша калмыцкая степь. Каждая морщинка на лице, словно годами протоптанная дорожка, словно пройденный жизненный путь. Они будто напоминают нам о том, что пришлось когда-то им пережить. Утрата дома, агрессия, голод, Сибирь, смерть родных и близких. Их лица одновременно радостные и суровые, словно наша природа, которая бывает знойной и жаркой, но порой холодной и снежной. Калмыцкая Мадонна. Байыртай Рендженова. Картина по мотивам семейной истории. 2 женщины и 2 ребенка. Именно так выглядела типичная семья, попавшая под депортацию, ведь большинство мужчин были на фронте. Этноцид. Валентина Манджиева. Эта работа – часть диптиха на тему социальных, культурных и религиозных репрессий против нашего калмыцкого народа. В ней я изобразила образы всех тех, кто был до нас, наших бабушек, дедушек, прабабушек и остальных предков, на чью долю выпали эти преследования и гонения. Они смотрят на нас, своих потомков, сквозь время, наблюдая, куда и к чему мы пришли после того всего, что выпало на их долю. В 20-х годах XX века первые репрессии коснулись именно калмыцкое духовенство. Начали притеснять буддийский хлам и уничтожать хурулы. А позже, в 1943 году, это коснулось и всего народа. В картине «Этноцид» я как раз-таки хотела изобразить гибель
гибель этой духовной и культурной составляющей. Все впереди. Кермен Тюрбеева. В 1943 году моей Эджи было столько же, как и мне на фото. Ее мама и папа погибли во время депортации. На этой фотографии 1989 года я с Эджей. Помню, как я хотела, чтобы мне привязали этот бантик. Это была последняя работа наших художников на этой выставке. Я напоминаю, что эту выставку вы можете посмотреть на сайте Todo Media. Ссылку я сейчас скину в комментарий. Да, ссылку я скину в комментарии. И сделаем паузу на 10 минут. Возвращайтесь, через 10 минут мы будем говорить с калмыцкой художницей Викторией Саранговой. Как раз одна из ее работ была представлена на выставке сегодня. Тогда увидимся через 10 минут.
Так, мы вернулись. Все подключайтесь назад. Кто еще не... Кто отошел? Вика, привет. Привет, Иря. О, Привет, я тебя слышно? слышу. Да, все супер. Сейчас проверим, все ли у нас окей. Сейчас. Мгм. Все, говорят, что все окей. Можем потихонечку начинать. У нас сегодня в разговоре участвует Вика Сарангова, наша художница калмыцкая. Привет. Наверное, расскажи сначала о себе, чем ты занимаешься. Меня зовут Виктория Сарангова, я сейчас живу в Берлине, я художница, педагог, работаю с детьми, работаю с искусством. Да, закончила университет искусств в Лондоне, в Берлине. Ну вот как-то так, да. Мгм. Вот у нас на выставке онлайн сейчас была одна твоя работа «Родина». Расскажи вообще об этой работе, как она у тебя появилась, что тебя сподвигло заняться вообще этой темой. Мгм. Ну, в общем, самым первым импульсом было то, что был какой-то, наверное, кризис идентичности, где я задавала себе вопросы вообще, кто я, что я, откуда я. И я задавала вопросы себе, и была огромная потребность задать эти вопросы близким людям, в частности, моей маме. Но так как мама умерла 13 лет назад, мне пришлось как-то другими путями, в общем, воссоединяться со всеми этими чувствами. И я начала немножко такой научным подходом и нашла сайт Мемориала. Я ввела там эту фамилию, наверное, то, что сегодня люди будут делать, я надеюсь. И увидела 194 биографические справки на фамилию Сарангов и Сарангова. И я подумала о том, что это просто, это очень много. И Сарангова, как, наверное, многие знают, не самая распространенная фамилия. Не самая редкая, конечно, но не самая распространенная. И меня тогда потрясло то, что, в принципе, с детства мы постоянно говорим о ссылке, о депортации, и говорим о том, как много, но ты не можешь это как-то, особенно в раннем возрасте, ты не можешь это представить себе, насколько огромен этот масштаб. И, в общем, моим самым первым желанием было показать именно этот масштаб, который я ощутила, когда открыла этот веб-сайт Мемориала и увидела все эти фамилии. Вот. И когда я увидела эти фамилии, я подумала о том, что, как же мне это все показать? Да? Вот этот список, там было примерно около 20 страниц А4. Это понятно, да. Но так как я уже работала с ручной вышивкой, в другой работе, где я вышивала портреты женщин, которые олицетворяют эпохи в калмыцкой истории, я подумала, что, наверное, это самое подходящее сейчас, самый подходящий инструмент для того, чтобы показать именно это. И, в общем, начала вышивать, до сих пор вышиваю. Где-то сейчас треть вышита, подключилась точно из тех, кто точно сделал, это Геляна Эранджанова, она прислала свои флажки, и да. В общем, процесс идет еще. А почему ты выбрала для иллюстрации, да, вот этого большого масштаба, да, этого количества, именно флажки буддийские? Это у меня был вопрос по поводу буддийских флажков. Я не хотела это делать как
именно буддийские флажки. Но я хотела выбрать форму, которая будет знакома, да, и флажки, напоминающие буддийские, в общем, эта форма, напоминающая буддийские флажки, мне показалось именно тем, что у людей сразу вызовет отклик. То есть они, я понимаю, что это для меня был, кстати, вопрос, когда я думала, правильно ли я это сделала. Опять же, вопрос там, не апроприирую ли я эту форму, да, именно буддийских флажков. Я даже когда разговаривала с ламой, когда мы говорили по поводу вот этого памятника, который, может быть, в степи можно будет поставить, я выразила эти сомнения, но он сказал, ну, нормально, в общем, все нормально, все правильно сделала, и не сомневайся пока. Вот, и я подумала, значит, так надо. То есть это вызывает какой-то отклик, не обязательно, что это буддийские флажки, не обязательно, что это... Потому что буддийские флажки же бывают разные, там есть как сангха, да, как выражение радости. Тут не радость, как бы тут больше у меня получается, что я начала, если забегать там вперед в нашем разговоре, я начала со скорби, с горевания, и сейчас у меня совершенно другой внутри, как бы у меня есть это вот горевание, но оно сейчас больше перешло на уровень именно благодарности, силы в процессе этой вышивки. Поэтому вот именно эта форма флажков для меня выражает больше как благодарность и огромное-огромное уважение. В описании работы я еще видела, что было написано, что вышивание – это за счет повторения что-то тоже обозначает. Можешь тоже рассказать об этом? Да, ну вышивка это очень такой материальный, повторяющийся жест. То есть это такой монотонный, он очень похож в своей монотонности и в своем как бы успокоительном таком действии на вот перебирание четок, да, на такое вот то, что тебя вводит в такой транс и в такое очень глубокое такое умиротворение даже. И поэтому не было сомнения, что это самое подходящее. Потому что еще был прецедент с моей предыдущей работы, где именно вот вышивая вот эти портреты женщин, я чувствовала, что я ближе к ним становлюсь. И я как-то смогу с ними вступить в диалог. И вот для меня это было в этой работе очень важно поговорить на каком-то другом уровне, потому что у меня не было возможности говорить прямо, да, с матерью, с бабушкой, с Эйджи Савой. И так как мы, если выходим за рамки там вот этого вот западного мышления, что есть, что наш мир представляет из себя, я считаю, что как бы у нас есть возможность поговорить другими способами с теми, кто уже, кого нету рядом с нами вот именно в материальном этом воплощении, кого нет в живых сейчас рядом с нами. Но они как бы есть все равно. Они никуда не деваются, мне кажется. Я так чувствую, что во время этой работы я почувствовала, что я зарядилась очень мощно. И еще заряжаться. Ты планируешь вышить все 184, да, по-моему? 194. 194 фамилии. Сколько это у тебя заняло вообще? Вот то, что уже сейчас есть. Треть, да? Ну, это уже где-то год занимает, наверное. Ну, чуть меньше года, но потому что это, конечно же, жизнь, она все равно вносит свои какие-то такие коррективы, когда тебе можно заниматься этим. Я стараюсь это делать почти что каждый день, потому что я чувствую, что для меня это даже лучше. Как-то это работает, но иногда, конечно, пропускаю. Если бы можно было это делать чаще, то уложилось бы быстрее. Но я сейчас, кстати, у меня была раньше такая вот, надо быстрее закончить и как-то так отпустить. А сейчас я так даже уже думаю, что как идет, пусть и идет. Да.
Я еще сейчас подумала, что вот если ты этим занимаешься уже на протяжении вот там года, и за это время, скорее всего, ты, ну, и сама изменилась, и твое отношение, как ты сказала, изменилось. И, наверное, в продолжительности, получается, этой работы тоже есть какой-то такой смысл, мне кажется, что она трансформируется. Трансформируешься и ты, и работа трансформируется. Вот. Да, я чувствую, что это очень хорошо ты заметила, Ира, потому что вот у нас есть этот памятный день сегодня, да, но как бы она же, эта память, вот это вот все, как бы, оно же в нас живет постоянно. Вот эта память наших бабушек, прабабушек, мам, и память, вот мы сегодня мы выражаем уважение, дань, благодарность. Но есть и другая как бы сторона вот этой всей истории, память, где вот страх, да, и разные очень негативные вещи, которые у нас тоже лежат там где-то, я это чувствую, да. И нужно как бы прожить какой-то путь, чтобы это все так осознать и немножко отпустить от себя вот эти вот все пласты именно. Потому что оно не один день, 13 лет наши предки провели в депортации. Это не один день продолжалось. И потом об этом столько лет не говорилось, вот так вот, чтобы открыто, ясно, без страха. И я помню, даже моя мама, она каждый раз, когда дело заходило о политике, она немножко голос понижала. Как будто у нее всегда вот присутствовало это. И это меня, когда я была, конечно, молодая, совсем удивляло. Почему мы же как бы живем в этом всем свободном, ну, в общем, дитя 90-х, да, но оно никуда не уходит, в общем, если с этим не работать. Вот ты затронула вообще тему памяти. Как ты думаешь, вообще я думала, знаешь, о чем? О том, что для нас, для всех, да, это травма, такая коллективная, получается, травма. И с которой, скорее всего, мы до конца еще не справились и не отрефлексировали. И работа с памятью – это вот одна из частей, как мы можем работать над этой травмой. Как ты думаешь, что мы можем делать именно вот в работе с памятью, чтобы, получается, излечиться от этой травмы, освободиться? Ну, в общем, я думаю об этом. В общем, этот процесс займет какое-то время. Но думаю, что поколение, которое рождается, они уже, может быть, не так сильно, их не так сильно это может быть, как они думают, да, затрагивает, но там есть все равно, это все как бы содержится на каком-то уровне. Надо об этом, во-первых, говорить, надо смотреть на нарративы вот эти вот, например, почему, как, что, зачем, смотреть и задавать вопросы с разных углов и вступать в дискуссии, а не так вот отмахиваясь, вот как сегодня я чуть-чуть посмотрела одним глазом, какие-то там были, ну, без критики, но как будто бы люди боятся об этом некоторые говорить. Или не то, что боятся, не хотят. Но если это как в любой терапевтической работе, если ты об этом не будешь говорить, и сначала будет очень тяжело об этом говорить, потому что нет у нас вокабуляра, может быть, такого достаточного, и особенно в моем поколении, например, не принято было так прям об этом говорить. Да, было, окей, хорошо, отнеси там, принеси там, отнеси ветеранам там что-то или там, в общем, какие-то такие жесты, которые были как будто бы не такие осознанные, как нужно.
чтобы этот процесс завершился. В общем, нужно осознанно подходить к этим и можно выбрать разные пути. Говорить об этом, там, подкасты записывать, искусство делать, фильмы создавать. И, в общем, форм много. И вообще поднять этот вопрос, как это вообще, каким образом затрагивает это людей. Да. В общем, я надеюсь, что я ответила на этот вопрос. А как ты думаешь, у там, большинства нашего народа нет осознания, вообще нет потребности к тому, чтобы... Во-первых, получается, нет осознания, что у нас есть эта травма. И из-за этого нет осознания, что у нас есть травма, нет запроса на работу с памятью. Ты думаешь так? Ну, я думаю, что есть, может быть, осознание. Я не могу говорить за всех, да. Я знаю, что люди как бы понимают, что это все никогда не забывается, но у людей еще много других сейчас проблем. Экономически очень тяжело жить, как бы, ну, в общем, мы все знаем положение сейчас людей в Калмыкии и за пределами, в общем, калмыков, именно аратов, да, и, естественно, когда положение не самое лучшее, вот эти вопросы, они не выходят на самый первый, как самое важное. Хотя я считаю, что они должны, но у меня другое, то есть у меня другой контекст немножко. Я не могу говорить за других людей, но я знаю, что это очень важно. Что все равно у тебя, мы же все как бы понимаем, что если там что-то остается недоговоренным и что-то остается непрожитым, непроплаканным, не отпущенным, оно все равно будет тебя преследовать в разных формах причем, да, не в таких открытых формах, но они будут немножко по-другому выглядеть, эти формы, но это будет оно, и как бы люди это будут понимать все равно. Просто это надо принять вначале. Да, и на эту тему я бы хотела поделиться. Вот у меня аллергия на холод, и у меня есть гипотеза, что, вероятно, это одно из последствий травмирования. Возможно, там рассказы о Сибири меня когда-то травмировали, или, ну, вот эти все воспоминания, да, вот эти знания, там, если я могу представить этот холод, так на меня, возможно, повлиял. Ну, как бы у меня нет доказательства, что это именно причина, но аллергия – это такое заболевание, которое очень сильно вызывается там стрессом, психосоматическими какими-то причинами. Вот. И, возможно, вот одно из прям очень таких физических последствий, которые я чувствую каждый раз, когда я мерзну, меня преследует уже там лет с 20, наверное. И она становится все хуже и хуже. Вот. И это только один такой симптом, который, ну, прям очень осязаемый. А сколько еще у нас в голове таких вот проблем, которых мы не осознаем, там каких-то наших стигматизирующих установок и всех таких вот проблем. Я хотела добавить как раз по этой теме по поводу тела, да, и памяти именно тела. Есть, кстати, такая книга, называется «Тело помнит все». Очень... Ты мне рекомендовала, да, я начала ее аудиокнигу слушать. Да. Ну, в общем, вот как раз, когда я вышивала, я понимала, что как будто через вот этот жест, как будто бы тело немножко оно потряхивает и потихонечку отпускает вот это вот. Но я не знаю, может быть, опять же, это же все недоказательные такие вещи, именно западной точки зрения, но, в общем, всякие такие вот зажимы, такие вот интересные инсайты у меня появлялись, то есть именно указания на такие зажимы разные, почему там я вот это боюсь там делать, или вот это вот у меня вызывает какой-то странный страх, да, и вот это вот все всплывало, и
может быть, это не сразу как бы отпускало, но ты чувствуешь, что что-то там происходит. Оно же все с осознанием, да, происходит. Кстати, вот о теме, к какому состоянию мы хотим прийти. Можешь ли ты представить, что мы с этой травмой как-то разберемся, переживем, проживем, может быть? И как ты думаешь, мы будем себя чувствовать? В чем будет разница? Но мы можем у нее, мне кажется, научиться. И научиться и перевести это в регистр именно того, что вау, вот она как бы пример как стойкости, пример витальности, да, жизнелюбия и силы. И вот если это они сделали, если они нам дали вот эту жизнь, которую мы сейчас проживаем, значит, мы тоже можем сделать что-то такое хорошее. Значит, оно в нас тоже это есть. Как бы с этой травмой пришла как бы и вот это вот осознание силы есть оно, да. Да, это очень такое. Мне кажется, что с прошлого года начались у многих у нас такие процессы, которые, ну, там, подстегнули, да, вот внешние события подстегнули наши внутренние изменения в наших головах. И, конечно, как бы поводы не самые приятные, вот, но, наверное, это даже можно назвать ретравматизацией, да, это, наверное, оно. Аспектов, да. Когда мы сразу вспомнили, провели аналогии в своей голове. И мне кажется, что у многих калмыков, ну, я у многих слышала, что сразу вот автоматически эти реакции всплывают. И кажется, что действительно в обычной жизни мы не помним об этом, мы не вспоминаем о ссылке в Сибирь. Вот буквально там каждый год 28 декабря, конечно, да, но на фоне никогда этого как будто бы нет, а на самом деле есть, получается. На самом деле мы все подвержены, и это в нас сидит. Да, но и в то же время, да, осознавая то, что вот есть в нас вот это вот, да, есть много там, может быть, еще какого-то страха, еще каких-то таких вот вещей. В то же время присутствует и стойкость. И вот есть в английском языке понятие, в немецком resilience, это как стойкость, оно даже есть в терапевтическом поле, конечно, используется. Вот именно когда ты с ребенком, ну, в педагогическом поле мы точно его используем, когда ты оцениваешь, как ребенок, вообще как человек справляется с трудностями, способен человек. Это, кстати, огромный плюс в жизни, если человек понимает, что он способен, она способна как бы справляться с этими трудностями, а трудности, они всегда будут в той или иной форме. Ну, твоя форма – это форма искусства, получается, да, главное? Как ты с этим работаешь? Как думаешь, какие формы могли бы мы использовать как-то массово для работы с памятью? Вот обычные там люди, не художники, да, кто работает на обычных работах, что бы мы могли делать? Ну, посмотреть, поговорить со своими, во-первых, родственниками старшими, порасспрашивать их, как у них сложилось, что было, задавать разные вопросы, не только вот географические, но более такие вот эмоциональном плане. В общем, исследовать свои корни, знать свои корни. Да,
исследовать себя, понимать, откуда, что, какие реакции запускаются, да. Говорить друг с другом, вот те, кто в Калмыкии, да, я понимаю, что есть разные ситуации, есть разные проблемы у людей, но уделять, может быть, время и этой стороне. Ну, я надеюсь, что появятся другие формы дискурса еще, например, современной там литературе, подкастах. Есть огромное количество способов, как говорить, да, то есть как вообще запускается новый дискурс. То есть он не новый, о нем периодически вспоминают, но как будто бы у нас уже кристаллизировалась определенная форма. Погоревать какое-то время и забыть об этом, и потом как-то так возвращаться каждый год, вспоминать. Но, в общем, как-то так, может быть, по-разному вступать в диалог с теми, кого уже нет рядом, и кто нам дал вот эту жизнь. В общем, советовать особо я ничего не хочу, но просто это была моя форма, например. Ну да, по сути, то, что мы вот и сейчас делаем трансляцию, это тоже одна из форм. Онлайн-выставка, разговоры, собирали воспоминания. Это все там, сегодня можно было там в Элисте в Хурул пойти на молебен, можно было на монумент сходить. Есть еще мероприятия в Москве сегодня, в музее ГУЛАГ. Это все, получается, формы тоже работы с памятью. В Америке я знаю, что будет забег, кто-то анонсировал. Это тоже такая для нас очень нестандартная, наверное, форма. Наверное, впервые именно забег памяти, который я слышала. Вот. Но тоже одна из форм таких. Ну да, исследовать свою семью, вот на том же, там, если уже нет не с кем поговорить, то есть какие-то источники. И вообще вот эта вот работа с этой историей в качестве как бы работы с идентичностью, получается, это я видела недавно у Баины, которая в Америке учится, не помню фамилию, и она рассказывала, что для детей, у которых есть четкое осознание там, своей идентичности, они лучше себя, в общем, чувствуют. Там, вот для тех, кто, например, уехал, они более уверены в себе. И когда ты знаешь, кто ты, какая история стоит за тобой, за твоей семьей, и что это, получается, даже часть такой заботы о себе, о своем здоровье, о ментальном здоровье в том числе. Это такая очень важная, недооцененная, получается, вещь, которой нужно всем нам заниматься. В принципе, как ты сказала тоже, работа с идентичностью – это как ты пришла к этому к творчеству, в творчестве, да, получается. Еще я думала спросить от тебя, потому что я думаю, что ты знаешь, что такое, может быть, это то же самое, что мы о чем говорили, практики коммеморации. Это все оно? Да. Это все. Но вот слово коммеморация звучит, как будто бы это вместе, какое-то общественное. Как будто бы да, это совместно. Ну да, там есть этот корень ком, да, когда common, когда делаешь это с кем-то. Да, то есть когда ты задаешь себе вопросы, и тебе становится интересно, как у других. И способны ли вы как-то так совпасть в своей памяти. Ну, в принципе, как сколько я встречала калмыков, айратов, когда ты говоришь об этом, ты всегда как бы впадаешь как раз вот этот поток, когда у вас, то есть очень легко можно понять друг друга, настроиться друг на друга через то, какими историями вы друг с другом делитесь.
И таким образом вы настраиваетесь друг на друга и способны друг друга услышать и в других, в общем, темах тоже. Потому что сейчас, я считаю, что людям, может быть, из-за постоянного шума и работы разных как бы медиа знатоков, людям очень сложно друг друга услышать именно на человеческом уровне. То есть там везде как бы такое эго такое идет. А вот когда вы друг с другом, вы сонастраиваетесь, вы способны друг друга услышать и в других, в общем, темах, и в политических, социальных, разных. Ты сказала, что сколько вот ты не встречала там калмыков, айратов, ты это заметила. Значит ли это, что у нас есть какая-то все-таки близость там на фоне вот этой травмы точно, наверное, какая-то такая, когда мы легко понимаем, о чем говорит другой человек. И как будто бы это такая вот тема, на которую все сразу становятся чуть ближе. Да, я считаю, что это наш мостик друг к другу. То, что мы можем, это даже не мостик, можно мостиком назвать, или именно нить, мы как бы связаны этим. Мы связаны, и мы как бы до сих пор проживаем вот это. И у нас есть шансы проживать это по-другому. Не то, что как бы вот мы в определенной роли, да. То есть эти все нарративы, их же надо тоже вопрошать. Почему у нас там, как, вот эта вот стигма, да. И у нас есть шанс вот это вот все пересмотреть друг с другом. Но сначала туда нужно обратить внимание. И вот как раз эта работа была, это вот моя дань, как бы, это мой фокус, да, это вот это внимание, которое я считаю, что эти люди все заслуживают этого внимания к их жизням, во-первых. И через вот это вот внимание у нас есть шанс увидеть друг друга. Потому что, скорее всего, ты вышиваешь чьих-то родственников, знакомых. Ну да, потому что мы все-таки все связаны. У нас есть комментарий. Кстати, вы можете задавать вопросы в комментариях, пишите, если у вас есть вопросы к Виктории. Она может, я думаю, ответить. С удовольствием. Вопрос, комментарий такой. Спасибо, молодцы, молодые художники. Общайтесь, в этом будет рождаться гордость за свой народ, а значит вдохновение. Очень красивый комментарий. Работы, кстати, очень мощные. Да. Вообще можешь рассказать, ты всегда в своей вот творческой деятельности обращалась к теме, родины, или тебя это так недавно там заинтересовало? Нет, вот моя выпускная работа, когда я училась на бакалавра в Лондоне, как раз была тоже, она тоже называлась Motherland, Родина. И она была, в принципе, про это же, наверное, да, про то, там, кто я, да. И, в общем, с нее я начинала. А потом, кстати, я немножко сомневалась всегда, я не знала, как найти вот этот язык, как говорить вообще. У меня было столько вопросов, но тогда мне казалось, что не было такого комьюнити, сообщества не было. Не было, как будто я себя больше чувствовала одиноко во всем этом. Мне тогда очень помогла Эльза Баир-Гучинова. И когда я увидела ее сайт, и когда я с ней связалась, и это была огромная поддержка. И у меня тогда, конечно, уже сомнений стало меньше. Вот, это было в 2014 году, почти что 10 лет прошло с той работы.
И вот спустя вот, почти 10 лет сейчас я поднимаю эту тему именно ну, вот этой памяти, да. В предыдущей работе это были 4 портрета женщин калмыцких. Первый — это портрет неизвестной калмычки. Просто я нашла в интернете, и у меня больше как бы вопросов. И я почему выбрала? Потому что я не знаю ничего про эту женщину. Как я не знаю очень мало, я знаю про то, как по-настоящему жилось, да, моим там прапрадедам, бабушкам. Вот. А вторая женщина — это Мария Адьянова, это портрет на сайте Язева Иргучиновой. Я увидела, и меня потрясло просто. Вот такой портрет, и глаза, и я подумала, все, надо вышить. И я прочитала ее историю, ее воспоминания. Это портрет на сайте Эльзбаир, «Сибирский альбом» называется. Там фотографии, истории людей высланных. И третий портрет — это портрет, как для меня это была эпоха, уже олицетворяла 90-е. Я выбрала Ларису Юдину. Я подумала о том, что она для меня олицетворяет именно то переходное время, конец 80-х, ну, 90-е, скажем, когда вроде было бы какое-то ощущение свободы. Ну, у меня было оно особое, потому что мне было тогда совсем мало лет. Ну, я думаю, что у многих оно было созвучно, хотя вот, например, мои родители тогда спасались как могли, нас тоже спасали как могли во всем этом хаосе. Ну и последний, 4-й портрет — это портрет моей мамы. Как раз я заканчивала университет в 2014 году, а в 2010 году она умерла, и вот я очень долго проживала это горе, это была моя возможность соприкоснуться с этим горем и как-то так почувствовать себя сильнее. Тут у нас есть вопрос. Где планируете флажки повесить? Ну, у нас есть разговор, что в степи согласился мой один знакомый поставить там вот эту вот конструкцию, которая напоминает ово. Но на это потребуется время, думаю, потому что, ну, в общем, надо все это сделать. Сначала нужно это все вышить, я думаю. В степи это будет, в Калмыкии. Еще есть вопрос. Еще есть вопрос. Что вы думаете насчет того, чтобы делиться с этой памятью и скорбью калмыцкого народа с другими народами, пережившими такой же опыт? Может, уже есть какие-то общие проекты, касающие этого? Очень интересно. Это очень мощная идея, кстати. Я, к сожалению, не знаю по поводу проектов совместных. Все, что я знаю, это то, что 13 народов были высланы, да, во время всего этого. То есть нам есть с кем делиться, обмениваться этим опытом. Может быть, ты, Ира, знаешь? Есть ли какие-то попытки говорить об этом месте? По-моему, я ничего такого не слышала. Но вот этот год, да, вот примерно в это время выслали 80-летие, получается, вот в это время примерно, да, у нас кого-то чуть раньше, кого-то чуть позже, и получается сейчас вот такая череда 80-летий. Может быть, можно в этом направлении что-то делать. Да, это очень такая идея, которая стоит того, чтобы что-то можно было сделать, да, может быть, что-то вроде в творческом направлении. Я не знаю, надо Можно подумать, да. Связи, да, какие-то наладить с другими народами. Кстати, у меня был недавно эпизод такой в Берлине. К нам приходили мужчины ко мне домой, чтобы забрать старую фортепиано. И я услышала, что они говорят на русском. И я сидела в своей студии дома. И говорю, вы говорите, здравствуйте. И он увидел вот эти флажки, один из мужчин, и спросил. И он как-то
Мгновенно мы с ним как будто бы вышли тоже на какой-то уровень понимания, потому что он рассказал, что мне, что он из Чечни, и что вот у них там было, и вот мы сразу, в общем, как-то так породнились, как будто бы такое было ощущение. Вот поэтому да, надо говорить друг с другом. Тут пишут в комментариях, что был марафон памяти от деколониальных активистов в День памяти репрессированных. А я не знаю, там были все народы представлены или нет, которых сослали. Я, кажется, видела какие-то карточки точно, Значит, но надо посмотреть. да. Но такого, чтобы, да, до меня не дошло, по крайней мере, там, в таком, может быть, я пропустила. Ага. Называется «Возвращение имен коренных народов». Разные народы там были, пишут. Да, я помню. Мария Чир, кажется, там с алтарем принимали участие тоже, да. Еще спрашивают, тема деколониальности очень важна, посоветуйте книги. Вика, я думаю, ты знаешь книги, а я потом добавлю немножко. Но мы можем в комментариях скинуть что-то. Ну, у меня все начиналось, кстати, с книг Мадины Тластановой. Когда-то вот в 2013 году. А потом я даже не знаю, где начать, потому что у меня очень много этих книг в разных областях. То есть с идентичностью, с языком. Я могу какой-то список составить. Не знаю, что переведено на русский, но на английском в основном все эти источники. Выложить где-нибудь потом. Вот. Да, можно. Насчет, кстати, литературы, книг по деколониальности, у меня немножко такой подход самоуверенный, наверное, в том, что я чувствую, что я как будто не нуждаюсь в книгах, как будто бы деколониальность это вот и колониальность, то, что на своей шкуре мы все испытываем. И ученые, там, авторы, да, это обычно, ну, описывают, как-то формализуют, на главы там это все распишут, но как будто бы мы все сами прекрасно все уже, наверное, понимаем, как, что хорошо, что плохо, как должно быть и как не должно быть. Наверное, вот так. И мне кажется, что у нас вот на нашем опыте много чего можно... Я пыталась читать книги Тластановой, но я не дочитала дальше нескольких страниц. Вот, еще вопрос, где можно посмотреть на портреты калмычек, о которых говорили ранее? Я думаю, это про сайт. Сейчас я скину тогда сайт тебе. Для тех, кто не знает, Эльзу Байгучинову, надо, наверное, сказать пару слов. Да. Это исследовательница. Да, ты лучше знаешь, говори. Не, давай, Ир, говори, потому что... Она исследовательница, я читала много ее статей. Она много пишет на тему Сибири, на тему депортации и на русском, и на английском. Книга, вот последняя, которая вышла про песни Сибири, это как раз тоже ее авторство. И, наверное, она вот главная исследовательница депортации у нас. Да? Да, в 90-х как раз очень много писалось. Она писала очень много в 2000-х. Да. В общем, если... Да, говори, что там. Если вот спрашивать про деколониальность, вот, кстати, это и есть, наверное, первый шаг, это посмотреть на сайт РЗБИР, почитать истории просто других людей. Да. На сайте у нее можно прям почитать статьи, там какие-то материалы, и все выложено, да? Да, там есть сибирский альбом, этот проект с фотографиями, с историями. В общем, там много всего есть, очень много. Да, если сайт кто-нибудь сейчас найдет, выложите, пожалуйста, в комментарии,
чтобы мы посмотрели, чтобы все, кто хочет, посмотрели. Да, просит ссылку на сайт здесь. Сейчас я скину тогда в чат. А еще есть вопросы? Больше пока не задают вопросов. Да, скинули. elzabair.ru. Эльзабаир слитно. Там можно найти материалы. У меня, наверное, есть тебе вопрос про то, что ты, ну и я, в общем-то, начали вообще этими вопросами интересоваться в более старшем возрасте, как будто, да? Хотя, наверное, мы могли бы и в школе об этом больше говорить. Ну и вот вокруг об этом мы могли. Это все еще не такая, знаешь, не мейнстримная такая вот тема. Мейнстрим сейчас вот это вот больше 28 декабря вспомнить, да, но читать статьи, воспоминания, какие-то материалы, вот надо искать, да, вот не все даже знают про Эльзабаир Кучинову, например. Кто-то ее откроет, надеюсь, сегодня для себя. Как будто бы это недостаточно распространено. У меня такое ощущение. Но мы, наверное, все-таки дети своего времени. То есть мы пришли к этому, когда пришли вот сейчас. Вот так вот сложилась история, культурные какие-то посты, дискурсы, все это так вылилось. И вот мы, получается, вот это вот поколение, которое себе задает эти вопросы. Какие-то базовые потребности у нас удовлетворены, и у нас есть возможность как бы заняться вот этими вопросами идентичности. Вот. Хотя я знаю, что мы, сверстники в Элисте, им сложнее этим заниматься. Да? То есть у них как бы другие приоритеты. И да, на это нужен какой-то ресурс все-таки. Мейнстрим было бы здорово. Я вижу, что все-таки молодые люди задают себе эти вопросы. То есть это уже не так, если бы в то время, когда мне было там 20-25 лет, 25, окей, я начала как раз этим вопрошаться в то время. Но в 20 лет там вообще были совершенно другие. То есть мы тогда приезжали там в условную Москву и вообще не понимали, как себя чувствовать в то время. Да, кто мы, там, я не знаю, почему мы себя так чувствуем. И думали, что просто время такое. Сейчас я вижу, что люди задают себе вопросы в более молодом возрасте. По крайней мере, это то, что мне показывает определенный бабл там социальных сетей. Да? Я не знаю, что происходит в реальной жизни, например, в Калмыкии. Я знаю, что иммигрантская жизнь – это тоже совсем другая реальность. Да? Там больше принято задавать себе этих вопросов, потому что ты оторван от своих корней, и тебе нужно учиться заново, как бы стоять на ногах. И ты используешь для этого все, что вокруг тебя и внутри тебя. Да, об этом говорится не так часто и не так много, как нужно, потому что, на мой взгляд, это не принятая практика в институциях, например. Не так вот, чтобы так на отмашку, да, там проведем там вечер там, памяти, сделаем все вот так вот. То есть я не хочу сейчас вообще как это обесценивать, но это
В общем, это как бы процесс, опять же, возвращаясь к предыдущим темам. Это процесс, который требует ресурсов, бюджетных ресурсов, людей, которые в этом задействованы, люди, которым, в общем, у которых есть на это время. Я не знаю, насколько это сейчас возможно. Есть ощущение, что вот несмотря на все, ну вот на сложную ситуацию, там экономическую, как будто бы, несмотря на вот какие-то такие решения, все равно эта тема становится более популярной. Но это тоже в моем, наверное, окружении, то, что я вижу, да, какой-то честной статистики перед глазами, конечно, у нас нет. Вот ты упомянула иммиграцию и запрос вот на идентичность во время вот этой иммиграции. Получается, что и ты начала во время иммиграции задаваться вопросами идентичности, вот когда ты уехала? Вот так, чтобы прямо... Нет, задавалась я, наверное, уже давно этими вопросами. Просто у меня не было никогда инструментария, чтобы эти вопросы прорабатывать. Так, когда у меня появились вот эти инструменты там, искусства, художественные, тогда я уже к этому подступилась. Впервые я начала про вообще всю вот эту вот тему идентичности думать, когда я переехала, наверное, в Москву, когда я не понимала там отношения людей ко мне, там вот эти вот первые там какие-то расистские выпады, какие-то, в общем, какое-то враждебное отношение к себе, когда я стала испытывать. Да, в общем, тогда. Но у меня не было вообще никакого словаря для этого, да и у многих не было словаря. Сейчас просто появляется больше вот именно, опять же, инструментария, есть какая-то больше вокабуляра у людей вокруг меня, и у нас есть интернет, где можно посмотреть, что там другие думают по этому поводу. И да, но иммиграция – это очень мощная тема. Я знаю, что многие, ну, даже внутри, там, я не знаю, России сейчас живут, да, там, я не знаю, моя там двоюродная сестра там, на севере, да, там, то есть очень многие наши работают. С тех пор, как я переехала в Москву, как бы очень многие остались там жить и в Москве, и на севере, в общем, это все как бы... Это все не зависит от того, что обязательно должна быть иммиграция западная. Да. Вот. У нас есть несколько вопросов. Один вопрос такой. Спасибо за ссылку. Я тоже живу в Германии. Было бы интересно поговорить, как поддерживать идентичность, находясь вдалеке от родины и не имея калмыков в окружении. Как тебе удается поддерживать идентичность в Германии? Ну, у нас есть чат, мы вас добавим. Да, тут тоже в комментариях написали, что у калмыков в Германии есть чат. Там можно общаться, многие встречаются, ездят в гости друг к другу. Это круто. Все, кто за границей, люди. можно объединяться вот в такие сообщества и в этом кругу поддерживать свою идентичность. Плюс, мне кажется, еще онлайн, из-за того, что мы все сильно живем в онлайне теперь, мне кажется, что физические расстояния уже не такая проблема. Есть еще вопрос про твою работу про паспорт. Видела еще вашу работу про паспорт, очень сильная. Расскажите. Спасибо. Я была в резиденции, там было вот задание. Подумайте над любым предметом, объектом, которого у вас вызывает какие-то вот чувства, такие смешанные. В плане вот, не то, что даже угнетения, а вот просто вот этот вот предмет такой власти,
И я подумала о том, что я вспомнила, был такой у меня прям флешбэк, вот именно эта форма паспорта с купюрой внутри. И я приехала в Москву, я перевелась с 3-го курса КГУ примерно в 19 лет, 20. Вот, и вот я ранее уже говорила о том, что у меня был очень странный опыт. Вот вначале я вообще даже не понимала, как бы с людьми что-то не то, или со мной там что-то не то, почему там все такие напряженные, там орут друг на друга, и причем такими оскорбительными словами, которые указывают на твою как бы внешность, да, и я помню, что тогда меня останавливали милиционеры, что-то это была милиция, и спрашивали постоянно паспорт. А я у них спрашивала, почему нужен мой паспорт. Они такие, ну мы же не знаем, откуда ты приехала, еще что-то такое. У нас нужны проверки как бы, на всех мигрантов. Я говорю, я не мигрантка, я вообще-то живу, я из Калмыкии, это Россия. Ну, в общем, с ними не поспоришь. И в какой-то момент мне вот кто-то посоветовал вложить эту купюру, чтобы они просто, брали этот паспорт и забирали. В общем, это для меня был именно символ той реальности, в которой я тогда находилась. И мне, так как в моей практике я очень люблю смотреть на нарративы и их анализировать, и их распускать, я подумала о том, что вот 2000-е, все говорят про 2000-е в России, как что-то такое сытые, такие золотые годы. И я подумала о том, боже, какие они были золотые, может быть, да, для кого-то. Но когда я, например, переехала в Москву, все, что я видела вокруг, это были в основном койко-место, где там женщины спали по сменам, и не только женщины, и отправляли все свои деньги своим родственникам в Калмыкии, и работали как бы на самых таких работах, где вокруг эти суши-рестораны, и, в общем, кто помнит, тот помнит, да, все это дело. Я хотела показать именно эту сторону, что для кого-то одна была такая сторона, но для большинства тогда вот этот паспорт и вот эта купюра в паспорте, это и есть для меня как бы олицетворение той реальности. Да, я помню, что я носила купюру в паспорте, да. Мне кажется, что это такой... Все поняли, кто носил эту купюру, да, все поняли по твоей работе, о чем это. А кто не понял, тот не понял, в общем. Ну, кстати, да, интересно. Кто не носил, тот и не понял, что это такое. Еще можно было туда билетик вставить. Там билетик тоже прокатывал какое-то время, который можно было купить на, кажется, за 300 рублей тогда, что ли. Он прокатывал какое-то количество недель, что ли, но тоже было не так практично. Но и вот опять же, вот этот вопрос, я очень люблю вот эти темы власти, что такое власть, и все такое, и вот сила, как это на английском это я, то есть как клеймить, в общем, как себе забирать обратно силу, как чувствовать себя обратно сильным человеком, в общем. То есть как менять вот эти вот динамики власти и там угнетения. И как только эта купюра стала у меня в паспорте там жить, меня стали меньше останавливать. Видимо, что-то уже в глазах появилось. И вот это вот какая-то вот BBC живая природа все-таки, да, вот эта вот тема власти, доминации. Да, да. Мы вывели, кстати, на экран работу Викину. Для тех, кто не знает, не понял, о каком паспорте мы говорим. Да, это паспорт с 1000 рублей, вложенные в этот паспорт. Да, все знают, зачем. Все понимают. Есть ли у нас еще вопросы? Так, спрашивают,
Куда, да, написали, что дали твой Инстаграм, сказали, что можно туда писать, чтобы в чат добавить. В принципе, мы можем завершать. Вопросов больше нет. Пишут Байрла за разговор. Байрла за внимание. Наверное, тогда мы можем завершать. Большое спасибо, что пришла, что рассказала. За разговор. За то, что ты делаешь творчество на эту тему, участвуешь в выставке. Да, большое спасибо. Мы все смотрим обычно на твои работы всегда. Ну, я чувствую, что эти работы для меня, для нас, что это всегда отражает нас, что мы понимаем. Спасибо большое. Спасибо за то, что пригласили, за хорошие вопросы и за внимание. Оставайтесь на связи, сейчас будет Санал, это очень будет интересно, про язык. Да, про язык. Сейчас будет Санал, отключимся. Вы не отключайтесь, да, я никуда не хожу, я здесь останусь. Тогда пока... Sen yok. О, Мендут. Так, ага, Мендут Сугар. Как слышно? Вот и Санал. Да, отлично. Мне все слышно. Сейчас спросим в чате, все ли хорошо. У нас сегодня следующий гость. Это Санал Манджиев, филолог, активист калмыцкого языка, популяризатор калмыцкого языка, автор телеграм-каналов, сетки, получается, телеграм-каналов, посвященных калмыцкому языку, изучению калмыцкого языка. Расскажи, наверное, о себе, о своем пути, как ты стал языковым активистом. Так, ну как я стал языковым активистом? Ну, все началось со школы. Я стал сначала интересоваться историей. Ну, в детстве вообще я по-калмыцки не говорю, как такого языка я не знал. Ну, как и все, там, какие-то вещи, там, типа наха, гаха, нарыч. На этом все заканчивалось. Каких-то осмысленных там предложений высказать я не мог. Ну, в какой-то момент я заинтересовался историей. Сначала фильмы какие-то, да, вот был в одно время популярен сериал «Чингисхан». Ну и плюс еще у нас учитель по ИКРК очень интересно всегда рассказывал. И уже через это интерес к истории вылился постепенно к интересу к языку. Хотел бы поблагодарить учителей наших, что они нестандартно, так скажем, подавали материал. И это сподвигло меня в том числе изучать язык. Ну и а потом со временем появляется потребность не просто, не знаю, как-то читать книги, да, или по праздникам говорить ИРЛ, хочется с кем-то говорить, а поговорить не с кем со временем, да, люди, старшее поколение уходит, и новых носителей не появляется, и пришлось как бы встать на путь создавания этих носителей своими руками, так скажем. А где ты в школу ходил? Где ты учителя были, которые заинтересовали? Это средняя школа в поселке Хухта. Там было много учителей калмыцкого языка, все время вот менялись. И больше всего, наверное, повлияли это Галина Кукаевна Довгаева и Чинзеева Ислам Бимбеевна. Они прям очень родили всегда за родной язык, за культуру, и вот нам прибивали это. А в семье на калмыцком говорили? Нет, только вот родители и дяди, тети, они только со своими родителями говорили, и то не всегда по-калмыцки, иногда авэйджи говорили халимгар, а отвечали им родители на русском. Ну, так, я думаю, у многих было.
У меня примерно так же, да, было. У меня аведжи, но между собой они тоже, по-моему, по-русски говорили. Не знаю, может быть, по-калмыцки говорили иногда. Но с родителями моими они уже, мне кажется, всегда по-русски говорили. И если вот поколение аведжи уже еще знали, там свободно практически, да, могли говорить, то мой папа, например, уже не особо. Он понимает хорошо и, наверное, хорошо же говорит, но он просто не разговаривает, он не практикует. Вот. И это интересный вообще переход, как мы перестали говорить на родном языке. Да. Это буквально за 2 поколения, получается, произошло. Вот этот переход, это вот от наших ав-эдж к нашим мамам-папам примерно. Это вот там где-то потерялся вот эта преемственность. Да, ну вот это как раз-таки вот в Сибири где-то. При этом мои родители, мой папа родился не в Сибири, он родился уже в Калмыкии через почти 10 лет после ссылки. И, получается, его родители знали калмыцкий язык, могли говорить, но с ним, со своими детьми, они сделали, как я понимаю, они сделали выбор не разговаривать на калмыцком. И уже поколение вот моего папы стало в первую очередь русскоязычным, а потом уже калмыцкий, наверное, это считается как второй язык. Вот этот переход с первого языка калмыцкого, с первого языка и ко второму языку вот произошел. А на моем поколении он уже произошел там третий, в лучшем случае, к сожалению. Вот. Как технически, можно так сказать, удалось выучить калмыцкий язык тебе? Так, технически удалось за счет, в первую очередь, я думаю, за счет интереса, потому что языку все-таки нужно уделять время какое-то, а если интереса нет, то не получится в течение какого-то долгого времени заниматься им. Но я вот не могу сказать, что я там в какой-то момент сел, допустим, да, или там месяц прям плотно занимался, там, или 2 месяца, да, это вот все растянулось на годы, там, какие-то моменты я там чаще уделял это время, какие-то реже, и вот со временем пришел к тому, что сейчас есть. Поэтому вот из-за этой растянутости как-то тяжело описать как-то более конкретно этот процесс. Не знаю, вот начал я элементарно с того, что просто учил слова, там заучивал какие-то пословицы, поговорки, и вот как-то незаметно пришел к тому, что стал потом какие-то, строить уже речь самостоятельно. И, кстати, большую роль сыграли языковые клубы в Элисте. Вот обычно же считают, что в селах калмыцкий язык сохраняется. Вот у меня так получилось, что в селе я особо не разговаривал. Когда поступил и приехал в город, вот был айратский клуб у организации Тенгрин-Идл, потом Иткыл проводила. И вот раз в неделю там собираешься с людьми, разговариваешь, как бы обычно одно и то же повторяешь, там вот Менин, Рын, Сану, Пи, Харын, Настав. И со временем как бы на вот эти маленькие конструкции нарастали новые какие-то грамматические конструкции и новые какие-то слова. Каждый раз речь становилась более грамотной, более развернутой и улучшалась. И получается, я думаю, наверное, самое важное было вот то, что была практика, у меня была необходимость. Потому что, я думаю, вот многие забывают, часто у нас делают упор, вот когда пытаются уговорить людей там учить язык, то, что вот это наследие, то, что мы обязаны сохранять, но
забывают о том, что язык в первую очередь это инструмент, и если мы не будем создавать условия для использования этого инструмента, то большинство не будет учить. Не потому, что большинство какие-то там плохие калмыки или плохие люди, а просто так человек устроен. Если что-то не нужно то человеку, то, скорее всего, он этого делать не будет, потому что не будет видеть смысла в этом действии. И вот очень хорошо то, что в свое время нашлись люди, которые организовали эти клубы, такие маленькие языковые гнезда, и они помогли не только мне, а многим людям улучшать свои знания, кому-то помогли с нуля учить язык. Давали такой стимул какой-то определенный. А в университете, я так понимаю, тоже учился на калмыцком направлении? Да. Изначально вообще я поступил на государственное муниципальное направление. Не знаю почему, просто так совпало. Я не знал, куда поступать, и родители сказали, туда можно пойти, и я пошел. Но через год я понял, что зачем себя обманывать, если есть интерес к какому-то предмету, надо туда идти просто. Тут, кстати, очень сыграла роль то, что у меня был интерес к языку, но я, наверное, как-то стеснялся сам себе признаться, что можно этим заниматься профессионально, потому что вокруг все говорили, надо выбирать какие-то более популярные, так скажем, сферы, юридические, экономические. Нас же с детства как-то в наше время, к сожалению, не учат то, что надо выбирать профессию с точки зрения того, нравится тебе или нет, и приносит она пользу обществу или нет, а просто популярно, там зарабатывают деньги, значит, туда иди. И как-то я бегал целый год от себя, а потом решил, что надо все-таки, наверное, идти на калмыцкий, потому что я на ГМУ особо не учился, а занимался в свободное время все время языком, и в итоге перешел на калмфак. Правда, первый раз я 1,5 года всего отучился, и со второй попытки только закончил. Как обстоят дела на калмфаке? Как можно это характеризовать? Я так понимаю, они готовят учителей калмыцкого языка? Филологов, да? Нет, кстати, да, они готовят филологов. И, в основном учителя калмыцкого языка, они выходят оттуда. Хотя на самом деле это не совсем правильно, потому что там есть предмет такой, методика преподавания калмыцкого языка, его проходит год, по-моему, мы всего проходили, или полгода даже. И как-то раз даже кто-то из преподавателей нам говорил, что это неправильно, то, что Институт калмыцкой филологии должен готовить исследователей, ученых для того же Кегерана или для себя, для университета. А преподаватель калмыцкого должен готовить именно педфак. То есть там должно быть отделение, которое специально занимается именно подготовкой учителей калмыцкого языка. Это наверное, одна из проблем, почему молодые учителя, у них не хватает опыта зачастую заниматься именно преподаванием. И в целом очень низкий уровень знаний, они готовят филологов, вроде бы, Калмыцкий университет, Калмфак, так называемый. А по факту люди приходят, и их приходится учить буквально с нуля, просто элементарно говорить на языке. Потому что, если в республике почти никто не говорит, откуда взяться говорящим людям на калмфаке. И плюс еще, опять-таки, непопулярные направления, и зачастую туда набирают в наше время чуть ли не силой половину студентов. Потому что надо набрать определенное количество, чтобы не закрылись направления. Но кто-то после этого, конечно, идет все равно в школу, занимается и уже после этого начинает наверстывать упущенное, но половина, наверное, если не больше, они просто расходятся в другие сферы. И получается, что калмыцкое направление, она работает в основном только чтобы
не дать самой себе закрыться. Ну, такая ситуация. Это как шутка про философов есть, про то, что они готовят будущих, ну, типа преподавателей философии, учат студентов, чтобы они стали преподавателями философии, и этот вот их дело вот так продолжалось, что больше нечего делать, грубо говоря. А что из себя представляет сейчас как наука калмыцкая там филология, да, или как-то, наверное, называется, исследования по калмыцкому языку? Какие сейчас примерно вообще там есть направления? Какая там обычная работа? Как она выглядит? Ну, как выглядит она, это тяжело сказать. Вот туда я особо как бы так не лез сильно. Поэтому тяжело что-либо конкретное сказать. Ну, единственное, что могу сказать, что вот в этой сфере, конечно, пока есть у нас, да, ученые, которые занимаются этим профессионально, такие очень подготовленные ученые, но опять-таки стоит большой вопрос, кто придет им на смену, потому что опять-таки никто не хочет, да и мало кто может, опять-таки из-за элементарного незнания языка. То есть вот откуда взять этих людей? Поэтому, ну, будущее такое туманное. Но пока все это работает. Пока что вот выпускают книги они, какие-то труды научные, научно-популярные. Ну, вообще, конечно, в основном ученые наши, они выпускают какие-то статьи в научных журналах, и широкая общественность, конечно, этого не видит. Хотя в интернете, если поискать, можно все найти. Какие-то книги, в принципе, выходят довольно часто. По Джангару, например, я видел очень много книг в библиотеке Амурсанана, таких, ну, вышедших в нашем веке. Так что, ну, работа есть. Другое дело, кто это будет читать, пока, ну, кроме тех же опять специалистов, ну, друг для друга, получается, пишут в основном. А насчет преподавания, вот ты упомянул, что есть отдельный педагог, ну, там, педагогический факультет, да, или там какой-то, и там должны готовить учителей по калмыцкому. Там сейчас готовят учителей по калмыцкому? Ну, насколько я знаю, нет. Сейчас вроде бы нет. Потому что, ну, все время всего с калмфака выходят учителя. Ну, и обычно, вот, когда нужен какой-то учитель калмыцкого, обычно обращаются туда, на калмфак. Ждут ответ, чтобы им порекомендовали какого-нибудь выпускника. И получается, что у нас есть, получается, только одно место, да, где можно учиться дисциплинам, связанным с калмыцким языком. Получается, да. Особо больше нигде. Ну, в педколледже, вот в педколледже, кстати, да, я думаю, там готовят, потому что, ну, некоторые после педколледжа, кстати, идут еще на калмфак, чтобы повысить квалификацию. Ну, получается, вот 2 места только на сегодняшний день. А сколько в год выпускников примерно на калмфаке? Или набор? Вот я не знаю, вот когда я поступал в первый раз, это был 2011 год, нас было 108. В этом году, не знаю, ну, я думаю, скорее всего, примерно такие же цифры, может быть, меньше, может, больше, но вряд ли как-то радикально отличается. Но там делится на группу все вот на калмфаке, и есть чисто калмыцкая группа, те, кто занимается именно калмыцкой филологией в основном. Хотя там дополнительно, конечно, мы изучаем, да, русский, английский немножко. Там сейчас стали добавлять корейский как дополнительный. Есть группа русско-калмыцкая, которая 50% времени уделяет русской филологии, 50% калмыцкой. И есть еще и филология иностранная. Они учат корейский, есть те, кто учит китайский. И калмыцкий у них такой, как дополнительный просто предмет. И есть, кстати, еще
вот не помню, как она называется, направление. Они учат китайский и английский в основном. Есть регионоведы, есть социокультурная деятельность, журналистика. То есть там не весь каламфак заточен под подготовку именно учителей калмыцкого. Там учатся, то есть филологи, там, которые занимаются корейским, китайским, а калмыцкий просто как дополнение. Потому что это, вообще официально называется каламфак, это такое просто народное название, а так официально он институт калмыцкой филологии и востоковедения. То есть калмыцкая филология – это просто одно из направлений. И там учатся примерно по 10-15 человек в год. Поступает и заканчивает около 10. То есть вот эти 100 с лишним человек, которые изначально было сказано, это не с упором на калмыцкий, да? С упором на калмыцкий только 10 из них. Да. То есть кто-то из них уйдет в журналистику, кто-то там будет заниматься корейским, кто-то китайским. Ну, еще и учитывая то, что большая часть там может уйти в другие сферы, в принципе, поменять профессию в будущем, то, получается, совсем мало людей остается. Я вообще почему спрашиваю так подробно про университет и про вот такое формальное образование, про институции, потому что мне кажется, что на самом деле вся как бы вот эта вот жизнь калмыцкого языка должна быть, ну, сейчас там, потому что реалистично, если посмотреть, то, ну, мы уже не говорим на калмыцком языке, да, чем дальше, тем меньше говорим. И для сохранения, для возрождения калмыцкого языка нужны такие как бы серьезные, скажем, меры, а это всегда бюджеты, это всегда вот институции, как я вижу, да. И вот у меня такое вот больше мнение о том, что все наши попытки, да, все наши старания, моих особо нет, они все равно в плоскости активизма, в плоскости, ну, грубо говоря, сравнить ресурсы, которые есть, да, вот у каких-то людей, которые занимаются этим на волонтерских началах, вот по душевному порыву, и сравнить там целый университет, который по-хорошему может и новые учебники написать, и подготовить хороших учителей калмыцкого языка, которые пойдут потом дальше в школы, и научат детей, да, новые там поколения. Вот. И поэтому мне кажется, что вот важно очень именно смотреть на, когда мы думаем про развитие калмыцкого языка, вот смотреть на институциональные такие штуки, вот на уровне там государства или республики, да, или вот на таких, вот. И не то чтобы я их как-то хочу уменьшить, да, вклад языковых активистов. Очень много людей, у которых нет особо там ресурсов, стараются, делают много чего для возрождения калмыцкого языка, но мне кажется, что это вот все еще в плоскости вот какого-то активизма, более, ну, масштабы такие штучные, скажем, ну, там, на сотни, на тысячи, может быть, можно транслировать, но не на какие-то значимые доли населения нашего. Вот. Поэтому что про это думаешь ты? Вот у меня такой скептический, наверное, взгляд. Ну, вот тут, конечно, я согласен вот насчет языкового оптимизма. Вот я говорил, да, вначале, то, что я начал этим заниматься, чтобы, ну, грубо говоря, мне хочется, чтобы у меня были собеседники, с которыми можно было халимгар говорить, и как бы, я создаю их сам, грубо говоря. Для этого я и начал этим заниматься. Если бы была возможность этим, точнее, не было необходимости этим заниматься, я бы не занимался этим, ну, с большим удовольствием. Потому что, ну, моя цель сделать так, чтобы языковой активизм стал не нужен, грубо говоря. А вообще, вот что касается тех, кто должен этим заниматься, точнее, занимается этим на
сказать, профессиональном уровне, те, кто работает, да, вот, в бюджетных организациях, там, в университете, в педколледже, там, в школах, учителя, то тут, конечно, есть много проблем с ними. Почему вот наиболее заметна работа именно активистов? Потому что, ну, на мой взгляд, не знаю, может быть, не согласятся со мной учителя многие, да, но, на мой взгляд, со стороны, когда смотришь учителям, ну, кстати, некоторые из них это отмечают сами, вот и в университете я это слышал, и от школьных учителей, то, что им некогда на самом деле заниматься непосредственно своей работой, то есть обучением детей. Зачастую они занимаются вот какой-то совершенно ненужной фигней. Я вот, кстати, проработал в школе в этом году 2 месяца, ну, август и сентябрь, можно сказать, месяц. И, ну, очень много ненужных вещей в школе. Всякие бумажки надо заполнять. Ну, и в университете то же самое, кстати. Но, вот, на мой взгляд, конечно, для учителей нужно как-то уменьшать их вот эти бюрократические проволочки и дать им больше свободы в творчестве. То есть не говорить им, какие мероприятия они должны провести там в этом году, да, там столько-то там классных часов, столько-то линеек, там, свозить их туда, сделать то-то, а дать им свободу и говорить, вот дайте нам результат. Программу там составьте сами, какую хотите. Потому что, ну, программа школьная, она тоже как бы не особо располагает детей. Я вот пока месяц работал, ну, учебников, кстати, у меня не было. Просто потому что в библиотеке не было их, не хватало. Ну, в принципе, я, кстати, был этому рад. Я вообще, когда меня спрашивали, вот у нас учебников нет, дети говорили, я говорю, не надо вам учебники, ручка, тетрадь и все, больше ничего не надо. Я вот им давал слова, каждый урок какие-то слова, фразы, немножко объяснял правила, ну, буквально по 10 там, слов, может быть, по 15 максимум слов на урок, и говорю, вот до следующего урока вы учите. Если у нас оставалось время свободное, говорю, ну, делайте, что хотите, там, сидите, рисуйте, там, в телефонах посидите. Ну, я старался делать все, чтобы ну, калмыцкий язык у них не вызывал каких-то негативных ассоциаций. Ну и старался работать на результат. Что, ну, хоть что-то они бы выучили. А если бы я шел прямо по программе, я думаю, навряд ли у меня что-то получилось бы. Ну, у меня и так ничего не будет, потому что я ушел. Ну, в общем, суть в том, что надо учителям давать больше свободы. Вот как меня учили в свое время, да, мы там разбирали песни, мы даже делали бортики, там нам учитель читал какие-то газетные вырезки на какие-то темы, допустим, вот, про конный поход, про там, князя Тюменя, про его жизнь. И мы переводили там какие-то вещи на калмыцкий. И все это было в таком свободном формате, без учебников, без упражнений. И как бы, но результат намного лучше, чем просто вот выполнять какие-то задания. Хотя они, конечно, нужны, но я думаю, немного можно уменьшить их объем. То есть как для учеников, так и для учителей, мне кажется, нужно уменьшить вот эти вот все ненужные какие-то вещи, которые им только мешают продвигаться вперед. У меня еще есть вопрос тоже по институциям, про Центр развития калмыцкого языка. Я так понимаю, ты там тоже работал? Да, я сейчас там тоже работаю. Расскажи, пожалуйста, про... Мне кажется, вот в деле развития калмыцкого языка Центр развития калмыцкого языка делает больше, как бы, самый, как бы, большой, как будто бы, вклад. По крайней мере, как оно там вот именно расходится в массы, как будто бы в моем бабле много кто смотрит, там, читает, смотрит видео. Расскажите вообще, какая у вас там деятельность, чем вы там занимаетесь? Так, ну, у нас есть несколько разных направлений. Одно из них, вот чем я занимаюсь, это заполнение соцсетей, в которых мы пишем
какие-то научно-популярные статьи, ну, иногда выкладываем какие-то видео, типа маленьких аудиоразговорников, или какие-то там познавательные вещи рассказываем о культуре. И, ну, это такая научно-популярная работа, направленная именно на популяризацию. Помимо этого мы делаем переводы книг различных, вот, например, совместно с Хуролом были выпущены, да, несколько сборников молитв. Вот сейчас готовятся тоже переводы. Ну и периодически проводим какие-то мероприятия. Вот, кстати, недавно мы провели, 15 декабря, мы провели конкурс среди детей Эйджин Терскункелин. Эйджин Келин, точнее. И там было 15 детей, которых мы вот проверяли на их уровень владения языком. Кстати, они прям очень сильно удивили меня, честно говоря. Приятно удивили. И так, что мы еще делаем? Ну, работаем над словарями. То есть у нас есть сотрудники, которые вот помогают другим организациям. Одна из организаций, как же она называлась? ЗАМ, вот, Юрий Викторович Абушинов. Вот совместно с ними они помогают создавать, точнее не создавать, а улучшать вот словарь. Работаем над словарем электронным, который они сделали. Оцифровываем книги для создания электронной библиотеки. И также еще и ведется работа по разработке терминологии, потому что вот у нас, к сожалению, язык застыл вот в какой-то там, не знаю, начало 20 века форме, когда вот у нас не было ни компьютеров, ни там смартфонов, ни зарядок, ни лампочек, и большинство слов этих нету, а они как бы нужны, потому что как бы, ну, заимствование это неплохо, но когда их адекватное количество. А сейчас вот у нас, куда ни посмотришь, везде у нас бюджетный через день и все прочее. Очень звучит как-то коряво. И я думаю, это тоже один из факторов, который мешает продвижению языка, потому что, ну, молодежь не воспринимает серьезный язык, когда ты смотришь на выпуск, и там из 10 слов 9 русские, просто там окончание убрали. Вот, кстати, Калмыцкий государственный университет, вот на вывеске там написано, на тодобичек написано Хальмык и Касургуль, то есть Калмыцкий университет, а на кириллице написано Хальмык государственный университет. Это очень странно. Ну и ненормально. Ну, это, кстати, вот насчет терминологии, да, разработки новых терминов. Такая очень сложная работа в том плане, что у нас много людей, которые воспринимают это все в штыки. Потому что вот есть пласт лексики, которая у нас была, просто она в какое-то время была забыта. Например, такие слова, как «асуха» – «спрашивать». Вот есть в словарях 1911 года, то есть, ну, буквально это вот наши прадедушки, да, для большинства из нас. Для кого-то это дедушки, там, бабушки говорили эти слова, использовали. А сейчас вот люди, когда слышат, говорят, вот моя Эйджи так не говорила, значит, нет такого слова. Это вы придумали. Какие-то термины, допустим, мы берем из родственных монгольских языков, ну, потому что, ну, нет какого-то слова, а русское слово, оно как-то, ну, не вписывается прям, оно слишком, допустим, длинное, громоздкое. И вот, ну, не все, как сказать, многие отторгают на каком-то, не знаю, кто-то осознанно, кто-то бессознательно эти слова и говорят, что вот это все нам не нужно. И таким образом, как бы, общество само, оно консервирует язык вот в том каком-то примитивном уровне, к которому он пришел, к сожалению, в 20 веке. И даже вот те, кто, собственно, должны этим заниматься, вот очень тяжело идет. Терминологическая комиссия у нас не собиралась
по-моему, лет 30. И до сих пор вот некоторые термины мы разработали, а утвердить их не получается, потому что не получается собрать. И когда люди собираются, то не получается им между собой договориться, что вот этот термин нормальный, мы его принимаем, а этот нет. А если вот вы термин разработали, он, допустим, пройдет комиссию, соберется комиссия, да, то куда это слово положит, в общем? Как его... Ну, вообще там должна быть процедура определенная пройти. Это решение комиссии должно быть вынесено, да, там председатель комиссии должен это подписать, потом они должны напечатать это решение в газете, вот в Хальмыкenen. И вот после этого оно должно быть внесено в словари, там какие-то бюджетные учреждения, тот же институт калмыцкой филологии, да, там Калмыцкий научный центр и все прочие должны использовать эти слова. Они должны вводиться в учебники, но пока вот в современной России, по-моему, это ни разу не произошло. И вот не знаю, что с этим делать, пока никто не знает. А вообще, если так посмотреть со стороны, то это, конечно, такой искусственный процесс. Будут использовать люди какие-то слова или не будут, это ведь на самом деле решают не ученые, а решает язык сам, можно сказать, решает. Если в народ не приживется, ничего с этим не поделаешь. Поэтому, вот я лично для себя, как языковой активист, решил, что я просто буду использовать эти слова сам там, в своих каких-то пабликах. Делают это другие или нет, это уже их дело. А там как пойдет. Возможно, это слово приживется, а возможно, нет. Тут уже сама судьба распорядится. Давай пока почитаем вопросы. Их много. Так, первый, это не вопрос. Мендуценал, ханджанам за вашу деятельность и особенно за уникальный контент на айратском языке. Цаган халхта болтха. Спрашивают, как вам кажется, повысился ли интерес к калмыцкому языку среди молодежи за последние годы? Плохо слышно меня? Не, все отлично слышно. Я думаю, да, в последнее время, возможно, повысился. Хотя, конечно, очень это субъективно, наверное, будет звучать. Потому что, у кого-то в окружении нет интереса, у кого-то есть. Возможно, мне кажется, потому что я общаюсь с такими людьми. Да. В окружении появляется больше людей, которые интересуются, потому что мы окружение такое выбрали. Мы сами с ними больше общаемся. Кстати, вот тут добавлю то, что в личном моем окружении есть люди, которые раньше проявляли меньше интереса, а теперь чуть больше. Какая-то положительная динамика есть, хотя бы в моем окружении, да. Так, спрашивают про телеграм-канал. Дали одну ссылку, но я знаю, что каналов несколько. Можешь перечислить? И, я так понимаю, они разбиты на сложности, да, на уровне. Да, но там только 2 уровня сложности есть. Но есть калмыцкий в вопросах, это можно его отдельно, наверное, как-то считать. Там просто тесты, нужно угадать правильное слово. Угадать, или знать. И есть еще 2 канала, вот там, да, есть попроще, это калмыцкий в рассказах, где какие-то элементарные рассказы, там, это человек Бадма, там, ему столько-то, или там про режим дня чей-то. Там бывает посложнее, но в основном такие простенькие рассказы. И второй, это канал Country как Джим, там я пишу только на калмыцком, про кантри-музыку, и он не очень популярный, конечно, там даже 100 человек нет. Но я вообще не собираюсь собираюсь его дальше вести. Почему я завел именно кантри как Джим, казалось бы, странно, да, где кантри, где калмыцкий язык. Но вообще я считаю то, что в последние десятилетия калмыцкий язык стал каким-то таким языком для музеев и фестивалей. Когда нужно встретить каких-то гостей, там все сразу наряжаются там,
в калмыцкие наряды, там говорят «Яряль» кто-то один знающий, остальные сидят, хлопают, ничего не понимают, но делают вид, что все хорошо. А на самом деле, как бы, да, потом они все возвращаются домой и говорят друг с другом на русском. Те же самые калмыки, которые только что там ставили сценку, да, на родном языке. И как бы для людям не хватает немножко сферы, в которой можно было бы обсудить их любимые темы на родном языке. Вот, например, когда встречаешься с языковыми активистами, мне, честно говоря, иногда надоедает с ними общаться, потому что они говорят только о калмыцком языке. Вот, например, мне вот нравится, не знаю, сериал «Сверхъестественное», да, или там «Гарри Поттер». И вот я хочу их обсудить с кем-то, именно на калмыцком, да, вот, у меня есть такое желание, вот, а не с кем. Потому что те, кто смотрит, допустим, какие-то фильмы, да, интересные, обычно говорят только на русском, а языковые активисты почему-то вот уперлись в юрту. Вот как я люблю говорить, что вот у нас калмыцкий язык и калмыцкую культуру привязали к юрте, и вот вокруг нее все пляшет. Как бы. А есть и другие сферы. Вот почему тот же английский, да, учат, или тот же русский, да, люди по всему миру изучают, там, китайский. Не потому что же, там, не знаю, какие-то древние англичане все время всем долбили то, что вот надо учить английский язык. Там, вот как у нас любят хальмгар кельтн, хальмыкелендас кельтта. А потому что они просто делали интересные вещи. И сейчас вот, допустим, да, вот Голливуд производит много контента на английском языке. Всем хочется смотреть его, кому-то хочется смотреть его в оригинале. А калмыки не производят интересный контент. Как бы, ну, кантри, может быть, не так уж всем интересно, но это начало. То есть я хотел показать людям пример, что вот можно халимгар писать о чем угодно. Не обязательно про Якухан. Можно написать там, не знаю, про Болливуд там, или про историю там Испании. Я, кстати, видела в Инстаграме, есть страничка с, по-моему, «Властелин колец» на калмыцком. Там несколько постов, по-моему, не так много, но кто-то начал вот на калмыцком вести про «Властелин колец» какую-то страничку. Тоже вот прикольная тема. Да, вот это почти что Гарри Поттер. Да. По обхвату. Ну, Гарри Поттер это просто для примера, да. Так это может быть что угодно. У нас тут еще есть один комментарий тоже в тему про... А вот, например, песню «Пуяла» спели на татарском. Это тоже массово, мне кажется, популяризирует язык. На калмыцком, наверное, имели в виду, да? Ага. Ну, это да. Ну, имелось в виду, что развитие татарского сейчас... Ну, я уже захотела петь на татарском песню «Пуяла». Вообще, да. Вот. Да. Если бы была такая популярная песня на калмыцком, мы бы тоже все захотели выучить, наверное. Да, однозначно. То есть там не хватает чего-то такого интересного и классного на калмыцком языке. Про это можно еще подумать, смотреть на Казахстан. Мне кажется, что вот в последнее время у них разная модная музыка на казахском. Или даже вот эти Ирина Кайратовна, которые там, допустим, куплет на казахском поют, потом припев на русском, ну что-нибудь такое. То есть они и не стесняются вот так вот смешивать. Да, тоже... вот казахи на самом деле это народ, на который нам всем стоит посмотреть, как, например, того, что мы могли. Вот, например, вспоминая свое детство, да и не только детство, вот даже лет 10 назад, когда я еще был, только поступал на Калмфак, ну вот кто в тот момент говорил о казахах, о Казахстане, да, ну, казалось бы, ну, вроде бы они другое государство, вроде бы их много, но в то же время они особо не выделялись. Ну, как будто такой соседний народ, ничем не отличается, ничего у них интересного не происходит. И тут вдруг они оказывают, что казахи могут делать очень круто, много крутых вещей. И вот если 10 лет назад кому-то сказали бы в Калмыкии, да, какому-нибудь такому ярому манджику, то что вот пройдет время, и все в Калмыкии будут слушать там казахов, их песни, их шутки и смотреть их фильмы. Никто бы не поверил.
А сейчас не только калмыки, а все СНГ на них смотрят. И мы могли бы тоже, если бы захотели. Просто многие, наверное, не верят как-то даже в то, что это возможно. Но мне кажется, еще есть разница в том, что у них поколение людей, которое выросло в независимом Казахстане, сейчас взрослеет. И это тоже, вероятно, влияет на то, что Да. на развитие там языка, может быть, у них были казахские школы, там, я не знаю. Ну и вот это вот открыто разговаривать на все темы, которые нас тревожат, вот как про депортацию и так далее, не чувствовать каких-то блоков. Да, у них не было депортации, да, всего народа, такого геноцида массового. У них там независимость на них упала с неба. Но, тем не менее, мы прям не так сильно от них отличаемся в этом плане, потому что, депортация, да, она нанесла след, и он до сих пор как бы чувствуется. Но если вот сравнивать какие-то факты, вот у них есть много людей, не говорящих по-казахски, у нас много людей, не говорящих по-калмыцки. Не прям такая большая разница по сравнению, допустим, с теми же, не знаю, какие народы там. В Грузии все говорят по-грузински. Да. Молодежь не говорит. Они говорят, наверное, по-русски, но они предпочитают не говорить по-русски. И русского языка тут вообще, очень мало. Те, кто постарше, они более охотно говорят по-русски, те, кто помоложе. Вроде там в каком-то году просто Саакашвили, когда, по-моему, был при власти, сказал, что учите английский вместо русского, и все. И все, кто знает русский из молодых, это просто на бытовом уровне. Это как я поняла, как мне рассказывал там таксист, что те, кто на бытовом уровне, в общем, выучили русский язык, потому что, тут в обиходе он все равно использовался. Но чем дальше, тем меньше, конечно. Вот еще, кстати, я хотел сказать то, что многие, даже те, кто учит язык вроде бы и проявляет интерес, как мне кажется, не осознают, для чего это все, какие там, у них нет какой-то определенной цели, они просто хотят знать, для чего это, к чему это приведет, все в итоге как-то не задумываются. Вот, например, иногда меня спрашивают, вот, когда у тебя появятся дети, ты ведь наверняка будешь их учить калмыцкому языку? Я всегда говорю нет. Обычно людей это шокирует, типа, как, ты же должен там. Вообще странно то, что я должен, а они не должны, хотя мы вроде все калмыки, да? В голове людей, во-первых, какая-то привязка, то, что язык должен знать именно языковой активист, именно филолог, там. А если я там, не знаю, автомеханик или продавец, то мне не надо. А во-вторых, у нас как-то ассоциация калмыцкого языка ассоциируется именно с учебой, то, что его надо учить. Мне кажется, на языке не надо учить, на нем надо говорить просто. А для тех, кто не знает, они должны учить именно с целью научиться говорить и применять его потом со своей семьей, с детьми своими. А учить детей надо, не знаю, там, русскому, английскому и какому-то еще другому языку. А говорить надо, наша цель итоговая должна быть такая. И вот многие этого не понимают. Многие думают, что вот это всегда должно быть так, что мы будем учить родной язык в школах. Насчет вот этого, насчет говорить, мне кажется, вот это самый сложный шаг от изучения. Я знаю много людей, кто учит, пытается как-то учить, да, может быть, читать, читает много, но не говорит. Потому что, даже я понимаю нормально, средний. Простые темы я понимаю в основном. На простые темы, в принципе, я могу, наверное, даже что-то сказать, но очень неуверенно, очень страшно, потому что страшно говорить неправильно. Это сразу как-то стесняешься, не разговариваешь. И, еще в Калмыкии даже говорить на калмыцком где-то, да, просто в жизни, это как будто какая-то такая редкость, прямо аж такое ощущение, что это вызовет
очень много внимания, все будут на тебя смотреть, а ты еще, если ошибаешься, то это они скажут, тогда зачем ты вообще говоришь? Ну вот я вот так себя чувствую, когда я думаю о том, что мне... Ну я понимаю прекрасно, что мне нужно говорить, и, может быть, я разговорюсь. Но при этом я не чувствую... Во-первых, ну вот из-за отсутствия окружения, отсутствия живой речи, я не могу как будто научиться вот естественным путем, да, у кого-то что-то услышать. Мне кажется, я так научилась когда-то в детстве, когда АВЭЧа там брали меня в гости, например. Мне кажется, я так научилась, и вот что я сейчас умею, это вот с тех пор. Ну, потом я еще в школе училась, что-то я пыталась сама делать, ну вот. Я еще ходила на репетиторство к тебе, вот, какое-то время. Но именно разговаривать, вот сделать переход, мне кажется, у меня достаточный уровень. Вот на английском я не боялась. Я сразу с какого-нибудь А1 начала пытаться разговаривать, там, повторять. А на калмыцком нет. На калмыцком, кажется, надо сначала выучить идеально, а потом уже позволить себе разговаривать. Вот у меня такие ощущения. Да, ну есть такая проблема большая. Действительно, психологический барьер преодолеть, наверное, тяжелее всего. Я сам, к сожалению, не могу похвастать тем, что я постоянно говорю на родном языке. Я очень часто говорю на русском даже с теми, кто точно знает язык. Я знаю, что они знают, знаю, что мы можем поговорить, да, но как бы привычка, дело привычки, ее просто так не искоренишь. Наверное, вот те немногие люди, с кем я говорю исключительно по-калмыцки, таких, наверное, даже 5 человек не наберет, человек 2-3, наверное. Я с ними говорю, потому что они говорят со мной. Вот они просто со мной не говорят ни на каком другом языке, 90% времени. И вот у них есть какое-то прям очень большое стремление. Вот я пока не могу таким похвастать. Ну, я в последнее время, вот единственное, в чем я продвинулся, я стал чаще использовать какие-то отдельные фразы. Периодически я перехожу на калмыцкий язык, но ненадолго. Там, с какими-то людьми, даже не особо знающими. Раньше даже этого не было. Долгое время я вот не мог как-то преодолеть это. Все время вот русский язык, он давлел в этом плане, в моей голове. Ну и сейчас давлеет, но как бы со временем чуть-чуть меньше. А прям какой-то рывок сделать тяжело. Не знаю даже, что с этим делать. Да, мы поделились своими болями, получается. У нас есть много вопросов, надо их задать, а то я задаю только свои. Спрашиваю вот такой вопрос. Какие есть рабочие места для изучающих калмыцкий язык, кроме школьных учителей? Кроме школьных учителей, ну, если прям с преподавателем, да, работать, ну, наверное, только курсы в Хурули. Со мной онлайн можно. Не. Кем работать, я так понимаю. Кем работать именно? Да? Ну, мне так кажется. Какие есть рабочие места для изучающих калмыцкий язык, кроме школьных учителей? Это, кстати, блин, очень такая больная тема. То, что калмыцкий, да, действительно негде применить почти. Ну, в газете можно работать, на телевидении. То есть журналистика – это та сфера, где калмыцкий язык нужен. Что еще? Ну, можно, не знаю, если есть писательский талант, можно писать стихи. На этом зарабатывать как-то. Кто будет читать? Ну, вот не знаю. Ну, можно музыку писать и радио продавать. Перед свадьбами. Да. Ну, кстати, стихи пользуются спросом. А кто продает? Кто покупает стихи? Это какая-то индустрия целая? Ну, нет, индустрию тяжело назвать. Просто вот несколько человек-артистов, которые выступают, иногда им требуются стихи. Но это не такая сфера, где прям можно жить этим и зарабатывать на жизнь. Это скорее так. Периодически бывает, люди обращаются.
это не всегда людям нужно, потому что, ну, иногда люди находят стихи бесплатно, где-то кто-то кому-то подарил, или у кого-то попросили там готовые стихотворения. Это, например, вот там авторы слов для песен, например, вот типа такого в подарок кому-нибудь, да, спеть? Да. Ага. Ну, не обязательно в подарок, можно просто вот артист хочет себе песню одного репертуара. Но это получается... Пока это не очень развито, но потенциально, я думаю, это может быть одной из сфер, где люди смогут зарабатывать. Но это уже такое творчество. Это уже творчество, да. А так, пока что, ну, нигде. Почти. Так, дальше комментарий. Для сохранения языка нужен уникальный контент в детстве. В мире интернета это может быть только обращение родителей к малолетним детям. Благо, для этого не нужно знать много, лишь основы, простые темы. Кстати, да. Да, вот мы забываем, что контент для детей еще. Я знаю, что есть игра какая-то детская на Roblox, да, по-моему. Больше я не... есть еще проект... Вот, кстати, есть, по-моему, девушка зовут Аюна Мазурова, да? Она пишет книги, делает занятия для родителей с детьми, типа физподготовки для детей младшего возраста. Я видела, что она делает... Я это все видела в сторис. Она делает выступления, как концерты для детей, и записи записали колыбельные. Не знаю, где выложили, но я думаю, можно найти колыбельные для детей, записанные на калмыцком языке. Вот недавно, по-моему, вышли, может, в этом году или в прошлом году. Вот, да, очень хороший пример, потому что да, человек, во-первых, делает общественно полезное дело, и как бы она создала работу сама для себя. Вот не было такой вакансии. Она не нашла это по объявлению, получается. Не знаю нюансов, как все это прошло, потому что я с ним не знаком, но получается, вот со стороны смотрю, она создала вот это место, где она может работать и приносить пользу. Так что все в ваших руках. Еще, независимо от господдержки школ, нужно пустить язык в автономный проект, сделать пусть и объемный, но полноценный единый учебник языка, доступный для скачивания, распечатки каждому с текстами. Очень непросто найти в электронном, практически невозможно в аудиоформате книги калмыцких писателей. Это следующий комментарий, я просто 2 сразу прочту. Сайты с якобы электронными книгами на калмыцком реально не работают, не открыть. Что можешь... Да, вот я слышал то, что вот в группе Сайхан Келин они делали сайт, и он якобы не работает. Я сам так и не проверил это, не могу сказать. Наверное, надо обратиться к ребятам и сказать, вот какая-то проблема с нашим сайтом. Библиотека готовит сайт, я знаю. Возможно, не знаю, у них работает на сайте этот раздел электронных книг на калмыцком или нет, тоже не смотрел. У нас на сайте ЦРКЯ есть, но там пока мало книг, пока мы еще работаем над этим. Оцифровано гораздо больше, но надо их еще загрузить, надо поменять формат, потому что они, долго их грузить, тоже большая работа. Ну и людей у нас мало. А так, пока действительно очень мало книг загружено и в электронном виде, в аудиоформате, точнее, по-моему, только 1 книга или 2. А что насчет учебника, который нужно создать один для всех, доступный для скачивания и так далее? Один для всех, не знаю, насчет одного. Чем больше, наверное, тем лучше. Я запланировал на этот год создание учебника. На этот? Осталось 3 дня? На будущий год. Просто для меня уже Zoom наступил. Я уже забыл, что действительно закончился. Учебник для начинающих? Да, для начинающих на русском языке, чтобы он был написан, чтобы всем было понятно. Не знаю, успею или нет. В принципе, я думаю, должен уложиться в этот год, потому что часть материалов есть. Наверное, я думаю, он, скорее всего, будет небольшой. И
Вообще я хочу его издать в таком бумажном формате. Ну, просто это чисто для себя, чтобы удовлетворить свою, так сказать, свое эго, то, что вот там есть книжка. А так в дальнейшем, думаю, надо его залить и делать именно с сопровождением аудио. Мгм. Потому что просто читать у нас такая письменность, что не всегда понятно, как это правильно читать. Да, это правда. Насчет сайтов на калмыцком с книгами. Я знаю, что еще есть телеграм-канал Дектрин Санга. Там Санг. Я думала Санга. Вот. И там выкладываются какие-то книги на калмыцкую тему, скажем так. Там исторические есть статьи такие научные, есть и про язык, наверное, что-то можно проверить. По-моему, там по хэштегу можно поискать. Дектрин Санг. Да, очень хороший канал. Группа. Посоветуйте книги или платформы, где учить язык. Где учить язык? Учить язык в Ютубе можно, очень много там уроков. Уроки Артаева есть, уроки Корнеева. Можно учить в Телеграме у меня на канале. Можно ВКонтакте очень много материалов. Вот, Виктор Манджи, известный всем блогер. Ну и вот та же Юна Мазурова, вот страница Тул Изыркин. Страница. Ну, Сяхан Келлин группа есть, они есть, по-моему, и ВКонтакте, и в Телеграме. Но если покопаться еще, думаю, можно найти источники. Да. И можно еще туда... я знаю еще курсы на степике. Кто-то делал какой-то курс, я не знаю, там содержание. По-моему, на сайте вот этого словаря, который называется нашакалмыкия.ру, там есть раздел про курсы или про учебники, вот какие-то такие штуки. Да, есть? Там есть, да. Вы над ним, да, работаете? Вы его улучшаете в церкви? Ну, вот сам словарь, да, у нас есть сотрудник, который работает вот совместно с создателями словаря. Ну, как бы они уже все сделали, создатели, но там есть моменты, которые над которыми еще нужно поработать. Там где-то там какие-то суффиксы неправильные, где-то каких-то слов не хватает еще, или примеров к словам не хватает. И как бы, дорабатывают они. Есть еще вопрос. Есть ли планы работать над калмыцким интерфейсом для популярных приложений? Например, для Телеграма есть бурятский интерфейс. Ну, вот сейчас я знаю, что есть ребята, которые работают над Телеграмом как раз на калмыцком. Интересно, конечно, я бы присоединился, не знаю, будет ли у меня время. А так, есть, кстати, интерфейс для ВКонтакте. Правда, он немножко устарел. Во-первых, там есть недочеты. Я вот недавно его смотрел. А во-вторых, там появилось много функций новых, которые просто не переведены до сих пор. Ну да, надо, чтобы людей, все упирается в то, что людей не хватает, потому что там людей мало и все охватить невозможно. А во-вторых, ну да, вот, наверное, не во-вторых, а вот единственная причина, такая самая главная. Вот к вопросу о количестве людей, сколько у вас людей работает в Центре развития калмыцкого языка? Так, у нас работает на данный момент 8 человек. Вот всего лишь 8 человек работает над направлениями, да, которые ты раньше озвучивал, там и оцифровка, и новые слова, и... Да, получается, что да. И работа в соцсетях. Так. А где взять для ВКонтакте интерфейс? Ну, надо посмотреть в настройках. Там есть, можно выбрать Халима Келлин. Кстати, есть еще Википедия на калмыцком, но с ней очень большие проблемы. Я вот недавно буквально тоже смотрел. Я тоже недавно смотрела. Я знаю, что там была версия, и кто-то
пришел и вставил, да, в статьи на калмыцком языке, просто рандомно поставил каких-то слов на каком-то из тюркской семьи. Татарский, то ли казахский, непонятно. Вот. И просто рандомно вставил правки и испортил тексты калмыцкие. Да, и, кстати, я думал, что это какая-то была разовая акция, потому что я начал исправлять эти статьи. Я думал, сейчас сяду и все исправлю, спасу положение. Но не тут-то было, и я начал исправлять, и мои правки не приняли, а потом написали ребята, которые создавали Википедию на калмыцком, сказали, что там надо связываться с администрацией Википедии и просить, чтобы они как-то заблочили ребят, которые зачем-то все портят. Потому что они вносили правки, и опять все портилось каждый раз. Поэтому это такая работа, которая на сегодняшний день просто зайти и поправлять ее бессмысленно. Мне так сказали. Поэтому вот. Понятно. Хотя они на самом деле уже сделали очень много, там, по-моему, 1500 статей на калмыцком. Испорчены. И, да, наверное, все испорчены, не знаю. Следующий вопрос. Где будут выложены оцифрованные книги на калмыцком языке? Было бы прекрасно, если бы были оцифрованы все книги на калмыцком, имеющиеся в библиотеке Амур-Санана и выложены в доступе. Это поможет хоть как-то практиковаться без языковой среды. Ну, так, как бы был вопрос, когда, да? Когда все это произойдет? И где будет выложено? Где? Сначала где, а потом пожелание, чтобы все книги были оцифрованы. Ну, наверное, оцифруем когда-нибудь, все, учитывая то, что они не особо активно печатаются новые. Так что это выполнимая задача, в принципе. Но где будет выложено? Вот у нас на сайте ЦРКЯ, опять же, я говорю, есть пока что несколько книг, там есть раздел библиотека. А в дальнейшем, не знаю, возможно, появится какая-то новая библиотека. Потому что есть... Это наш проект, это не единственный проект по оцифровке книг на калмыцком языке. Я знаю, Виктор Манчик как раз, да? Оцифровывает. Да. У него есть ВКонтакте, все выложено, по-моему. Ну, когда будут какие-то результаты, я думаю, все узнаем, сообщим. Я тоже сообщу на канале, что появилось что-то. Следующий вопрос. Я пропускаю некоторые комментарии, но тут пишут, продолжайте в том же духе, например. Вопрос. Санал, может ли развитие калмыцкого языка идти в направлении сближения с западно-монгольским языком, например, хотя бы в части новых терминов? Ну, мы пытаемся это делать. Ну, условно говоря, как же это назвать? Условно назовем это терминологическая война в Калмыкии. Есть две партии у нас, и мы так условно их называем монгольская партия и русская партия. Те, кто за монголизм, и те, кто за бюджетное учреждение. Но пока мы ни к чему не пришли. Вообще, ну, сразу говорю, что многие против, типа, якобы мы монголизируем, там, мы прогнулись там под Синьцзянь или Монголию. На самом деле мы же опираемся в том числе и на калмыцкие старые словари. Очень много вещей, которые якобы привносят нам извне там, синьцзяньцы и монголы, они есть. Вот, например, такое слово и сочетание слов бахсах. Это немного, значит, бахсах. Как-то раз я хотел написать это слово, использовать в одной из своих статей, и мне сказали, вот, люди тебя не поймут. Обвинять в том, что это... Потому что синьцзяньцы в основном используют, у нас никто так не говорит. И я не стал использовать, а потом открыл Ангученкевен Эрендженова, и там на первой же странице он использует слово бахсах. Так что все слова, которые якобы мы привносим извне, там берем у кого-то, они на самом деле у нас все есть. Ну, даже если так логически порассуждать, это все же языковая группа одна у нас, корень один, и все слова когда-то у нас были, просто у нас они перестали фиксироваться, потому что мы перестали его использовать, а у них все это живет, развивается. На основе тех же корней они придумывают новые слова. Поэтому так вот. Тут комментарий, наверное, пожелание.
Санал, если ваш центр не будет инициатором создания комиссии по калмыцкому языку и этике, то никто не соберется. Те же таблички на организациях должны быть правильно переведены. Да, это тоже проблема с табличками. Очень часто они переводятся, я не знаю, кто их переводит, часто бывают ошибки. Но опять же, мы не можем всех проконтролировать. Университет занимается своими делами, мы занимаемся своими, и вот у нас нет людей, которые бы ходили и прям контролировали каждую вывеску. К сожалению, это нужно делать, но некому. Термологическая комиссия, мы не можем заставить людей, да, собраться, большое количество. Там должно быть определенный какой-то кворум собраться. Будем стараться, но мы не все сильны. Дальше есть несколько комментариев. Ты сказал про Казахстан, что им упала независимость, видимо, и тут тебе, в общем, не согласны. Я предполагал, конечно, может быть, не согласен. Возможно, я не прав в этом. Я, знаете, опирался на выпуск такой есть блогера Данияр, не помню, как его зовут, Журтын Баласы, в общем, канал. И там он рассказывает о том, что Назарбаев не стремился к независимости, и независимость они получили случайно, потому что Назарбаев не хотел. А тогда на тот момент все зависело от Назарбаева. Это глупо отрицать, что он был во главе. Но не все, многое, наверное. Если так вкратце. Я думаю, углубляться смысла нет, у нас немножко другая тема. Не стоит. Тут еще есть комментарии для тех, кто слушает, что есть еще курс с Петровым «Выучить калмыцкий за N часов». Я его, кстати, не смотрела. Может быть, я кусочек посмотрела. Ты его смотрел? Да, очень хороший курс. Я смотрел 3 выпуска или 4. Очень хороший курс. В принципе, я его давно очень ждал, потому что очень давно уже объявили, что он будет. И я вообще хочу его полностью просмотреть, но пока у меня как-то не хватает настроя. Первые 3-4 выпуска, пока ничего нового прям для себя не нашел. Кардинального. Но я думаю, если полностью посмотреть, можно что-то почерпнуть. Все-таки взгляд со стороны. Нам не хватает этого иногда. Тут еще вопрос ко всем, я так понимаю. Менде Цугар. Как думаете, сохранился ли такой негативный стереотип? На калмыцком говорят колхозники. Мне кажется, сейчас, наверное, нет уже. Как думаешь? Нет, но нужно новый стереотип создавать. Кстати, да, вот новых не появилось никаких. Потому что на калмыцком говорят только самые классные ребята. Вот. Такой стереотип нужен. Такой нужен, да, стереотип. Даже не стереотип, надо, наверное, чтобы это стало реальностью, а не стереотипом. Так, спрашивают, можно ли переснять Петрова, у него произношение режет ухо, хотя бы переозвучка. Бывает местами, конечно, да. Это, что вы хотели, человек выучил, не знаю, за сколько там, просто сел. За 16 часов, наверное. За 16 часов, наверное, выучил, да. Произношение, да, не очень, но что поделать. Кстати, я бы хотела, про вот это тоже говорить, про дестигматизацию акцента, что многие стесняются и многие еще высмеивают, когда, я тоже, кстати, так делала, когда говорят, на калмыцком языке с русским, наверное, акцентом, с неправильным произношением, вот. И мне кажется, мы вообще не в том положении сейчас, чтобы нападать на людей из-за акцента, даже из-за произношения. Я понимаю, что вот у нас есть проблемы, что у нас написано так, что можно трактовать по-разному, читать можно по-разному. Есть правильный и неправильный, да, способ прочитать. Вот. Но как-то надо эту критику более как-то мягко, мне кажется, давать, потому что, особенно, мне кажется, более старшие знатоки калмыцкого языка позволяют себе критику, которая сформулирована не самым приятным образом. Вот.
И это полностью вот как раз вызывает страх начинать говорить на калмыцком языке, пытаться, да, потому что идеально мы с самого начала не начнем разговаривать, это 100%, но все равно мы будем ошибаться. Да, надо друг к другу относиться немножко снисходительно. Но я думаю, те, кто начинает говорить, они, конечно, должны немножко перестать бояться, понимать, что будут люди критиковать и как-то, грубо говоря, пропускать это мимо ушей. С двух сторон. С одной стороны требуется мужество и вот Да. какая-то уверенность, а с другой стороны критиков какое-то Да, и снисхождение. они должны понимать, что человек только начал, чудо не произойдет. Еще спрашивают, сколько нужно денег, по-вашему, чтобы человек мог заниматься только развитием и популяризацией языка, не думая о хлебе насущном, будучи вынужденным работать на работе, не связанной с языком? Я думаю, это такой вопрос индивидуальный. Насколько, на что готов этот человек пойти? Это похоже на... Ситуация может меняться у него. Там, допустим, он согласится на зарплату 20 тысяч, условно говоря, да, но через месяц у него что-то произойдет, ему понадобится большая сумма, он скажет, все, ребята, я покидаю проект, дальше без меня. Это все индивидуально, конечно. Поэтому тяжело сказать. Я не прочитала, но тут очень много благодарностей, каких-то пожеланий. Пишут, что рассвет обязательно наступит, нужно только продержаться. За пожелания всем сразу спасибо. Читать, думаю, я думаю, можно еще почитать. Они все в разных еще каналах, потому что трансляция в разных каналах. Поэтому нужно в разные пойти места и посмотреть, если интересно. Там есть еще некоторая дискуссия про монгольский язык, что в монгольском языке тоже есть из русского языка заимствование. Нет, да, конечно, заимствование это не страшно, там, из русского или из китайского, без разницы, но одно дело, когда их какой-то определенный процент, и другое дело, когда абсолютно все новые слова, они берутся из соседнего языка. Это вот еще вопрос такой. Нам часто говорят, что в Киченеровском районе кое-где еще говорят дома по-калмыцки. Так ли это? Где-то, наверное, говорят. В комментариях напишите, пожалуйста, кто говорит дома из Киченеровского района. Тех носителей, которые живут в селах, я заметил, что бывает так, что некоторые воспринимают язык как свой домашний язык, личный. Не все, наверное, но есть такие знакомые, с которыми говоришь, пытаешься говорить на калмыцком, он все равно переходит на русский. Ему звонят из дома, и он халимгар с ними говорит. И он как будто не считает остальных полноценными, что ли, носителями, достойными калмыцкого. Осознанно навряд ли он формирует такую мысль все в голове, да? Но как на подсознательном уровне он привык, что я с Эджи говорю, с братом говорю, а с другими как бы не очень получается. Ой, у меня еще есть один вопрос в эту сторону. Ты же был в Монголии, да? Угу. Расскажи, есть ли возможность выучить айратский язык в Монголии, я так понимаю, западной части? Если туда приехать, будет ли погружение в среду? Я до туда не добрался. Но по рассказам, как самих жителей Западной Монголии, так и тех ребят, которые туда добирались в разное время, все равно они переходят на халхасский, но как бы есть там носители, особенно где-нибудь подальше в глубинке, подальше от городов, да, там. И в первую очередь, конечно, носители там именно женщины, потому что мужчины чаще, да, особенно в кочевом обществе, которое у них сохранилось, чаще они уезжают куда-то там на заработки и вынуждены общаться на том говоре, который распространен, да, а дома женщины сидят и говорят, как у нас в свое время, да, наши эчки часто, у многих эчки не говорили по-русски там или плохо говорили, да, а вы, как правило, все владели им. И там такая же ситуация, хотя должен отметить то, что студенты из Западной Монголии, которые приезжают в Элисту учиться,
Они поначалу тоже все говорят по-халхаски, а потом переходят, очень быстро переходят на калмыцкий. Им для этого не надо учить. Они когда-то слышали там тоже от своих хав, и здесь как бы они... Для них калмыки – это среда, в которой они могут перейти на иранский. Потому что они, допустим, приезжают, русского не знают, и все с ними стараются халимгар, там, хотя бы пару слов. А у них начинается вот это вот перекос в сторону иранского немножко. А в западном монголе, наверное, тоже можно выучить. Но не прям так чисто, как ваша ауэджи, не факт, что вы будете говорить. В общем, у меня как будто... Ага, не зависло. В общем, это был наш последний вопрос. Будем завершать тогда с тобой разговор. Спасибо большое, что пришел. Спасибо за твою работу. Можем, кстати, призвать наших подписчиков подписываться на каналы. Ссылки мы в комментариях дадим. И можно еще донатить Саналу за его труд, за его работу. Да, было бы приятно. Да, и за то, что он и мог позволить себе заниматься языковыми делами, активизмом. Все, тут уже включили следующее. Тогда до свидания. Все, всем пока, всем спасибо. Всем любовь. Так, мы задержались с Саналом. Очень много было вопросов, поэтому начинаем марафон памяти сейчас. Вы будете слышать воспоминания о Сибири, о ссылке, которые нам прислали подписчики. Они все разного формата, разной длины. Сейчас вы услышите рассказ, пережившей ссылку Еджи, о том, как ее семью выселяли, как они работали там, как хотели увидеть свою родину. Повесила. А там с орденами все было? Все орден не было, только же забрали. Он зашел, этот солдат. О, вы вот красноармейская семья, говорит. Хороший мужик такой, лет 45. Папа там, пишите, говорит, сколько. У вас скотина есть. А мы из Наморска, ничего. Бабушка нас базар ездила, она немножко знавала так. Толковала. Ну, что ж, вот так уезжаете в Сибирь, там холодно. Берите шубы, все. Ага. Ну, чего брать, ничего, плачет, сидят. Вот матрасы, берите, вот, высыпьте, что он утра говорит. Они высыпали, поднесли. А он там новый шуб, кладите. Вот, шубу хорошую, кладите. Один ковер небольшенький такой намотала. Кладите в матрас, две подушку. Там пухайки были новые. Кладите. Матрас такие большие же, много полезно. Потом завязали они так вот. Под кроватью масло стояло, сдавать государству, солдатам. Бутылка, банка. Здесь была зима. А он говорит, 3 чемодана стояло так вот наверху. Вываливайте чемодан, говорит. Они высыпали. Он, говорит,
масло вытащить сюда. Все паковали, чемодан полный. И посадили нас. Кошмар был один такой. Отец наш верблюд, ваш верблюд. Ага. Потом когда грузили. Бабушка, кошмар, говорит, меня отдай, и говорит, бери, сынок, бери, говорит, меня одна. Вот так нас повезли. Дивно, там уже полные набрались, а по сторону вагоны эти, нары, полные набитые, мы остались тут вот на пароход. Тот дверь открывает сюда, кочуем, эта дверь открывает сюда. Ну так это ехали. Ехали ночь. Говорит, кушайте, берите, говорит, идите, 2 человека. Кушать. Ну, пошли там мужики, пожилые. А тогда холодно было, да? Холодно было, мороз. Они принесли этих, там рыб, такие вот куски. Маленькие, термогач. Половые там. Ни картошки, ничего нету там, вода. Да, с рыбой. Ну, которые без ничего не вышли, они куда им девать? Берут они, рубают, и потом они напали по носу им, без привычки. Сырой, наверное, еще. А мы не брали. Мы по кусок съедим, вот так раздевать, намажем, поедим, стакан воды попьем, так и доехали. И ничего, нормально все. Остальные поносили, поумерли, некоторые вытаскивали, выбрасывали. Ой, ужасно. Все, как-то. Вот так мы хорошо доехали. И там ничего были хорошо. Председатель хороший был. Ващук Петрович Кумиле, хромой. Ващук? Один нога, что-то хромой был он. Он говорит, сейчас картошку привезем вам, говорит, покушать. Муку привезем, пышку, говорит, печите сюда. Говорит, ну, правда ж. 2 мешка муки привезли. Картошку мешков 10 привезли, засыпали. Там подвал тоже. Кушали, отдыхаете, говорит. А это в одном доме сколько семей было? Ну, 2 семья, 3 семьи. Дом большой. Ну так. Потом весна стала, он пришел, говорит, давайте будем поработать понемножку. Слушай, погнали нас, там тракторы были, такие гусеничные называли их. Знаете, бочка такой, туда шурка сыпает, дрова. А эти надо пилить. Так вот, такие березы. Лес понавозили там полно. И ящик такой. Метр высота, квадратный метр. Вот по ящику, говорит, напилите, высыпьте. И идите домой. Там пила, ого, как бриту. Раз потянешь, уже пошел. Быстро напили мы 4. Я с матери, дед с дочкой. И 4 ящика насыпем и домой пошли. Вот так вот немножко поработали. Потом начали лес. Уже снег растал, высохал. Начали, говорит, в лес, говорит, надо идти. Там маленькие поля, кругом же лес. Они некоторые падают туда, на эти поля. Надо их убрать, чтобы посеять хлеб. Убирать ходили. Потом туда-сюда уже сходит хлеб. Начинает полоть, надо идти.
Там такие эти растут всякие трава. Их надо порвать, выкидать, порвать. Чтобы было колоски целые. Вот так вот. Потом зерно дают. Туртаги. Мы больше всех получали, всех колхозников. Но тоже их там работать мало было людей. Одни дети. Хороших мужиков в армии забрали, небось, тоже. Дальше нас не было никого. Черная тайга. Мы самые... У нас пока небольшая заминка техническая. Немножко подождите, будьте на связи. Мы решаем сейчас проблему. Сейчас попробуем. Включить следующее воспоминание. Которое прислала Фаина Санджиева. Летию депортации. Мой прадед Эрдниев Надбит Ильдеевич, 1879 года рождения. До войны и до депортации был предпринимателем, продавал конфеты на Калым-базаре в Астрахани. У него было 6 детей, единственная дочь моя Эджа. Меня зовут Фаина Санджиева, мою Эджу звали Эрдниева Таисия Надбитовна. Всем своим детям мой прадед Надбит Ильдеевич дал лучшее образование, которое мог. Но 28 декабря 1943 года, в день, когда началась депортация, от шока он ослеп, а уже через неделю умер по дороге в Сибирь. Человек, который всегда жил для детей, делал для семьи лучше, просто отслеп от шока, умер от холода и голода. Я напоминаю, что вы можете прислать свои истории в комментарии, истории ваших родственников, ваших афеч, может быть, мам, пап. Мы можем их зачитать или здесь бегущей строкой эти истории опубликовать. Будет такой акт общей
памяти. Сейчас решаем технические вопросы. Скоро продолжим. Мама родилась у нас 26 июля 1942 году. Совхоз Сарпа, Кичиневский район тогда был, да? Да. Угу. Вот. И когда репрессировали 28 декабря 1943 году, маме было всего лишь 1,5 года. 1,5 года. Это с Сарпы, да? Ну да, Сарпа. Это во сколько часов было? Спали же? Утром 5 часов. 5 утра, да? Зашли солдаты, да? Угу. Помните, как они были одеты? А ты ваша маленькая. Я один, как Кенкев-то. Как Анжилка. Да, откуда я помню. А отец был на фронте, да? Да, их уже забрали, может. Он воевал уже в 41-м. В 42-м. А он был кем работал? Он механиком или инженером был. Машина. Тогда инженер не был, а механик был. Механиком. Трактора ремонтировали. Коммунист был, да? Угу, коммунист. Угу. А с вами жили кто? Да его же мать был. Подожди. И куда вы, сколько вы ехали на поезде, Ича рассказывала мама ваша? Ну и 2 недели ездили, ехали. Угу. В этой теплушке телячьей, да? Да. Не теплушка даже, а так, вагон телячий. Вагон телячий. Угу. Везде всюду продавал. Угу. А мне идет так без рукав, телят до тран, всю дорогу держал. И дышала на вас, да? Ну да. Угу. Так она меня привезла. Куда вы приехали? Купин, да? Купино. Купинский район, Новосибирская область. Новосибирск, да, но мать замуж выходила. Второй раз. А, да, за Басанкадеевич. Да. А отец во всем в этом самом районе жили. А он к концу 45-м году. Был в Широклаге или где он был? Да, это Гагашка была в Широклаге. Я не знаю, где он был. Тоже он же не на фронте же был. Их же все типа тоже. Ну туда, с фронта туда кинули. Ну, куда? Где там они соль добывали, или что там добывали. И там он подкосило его здоровье, да? Да. А потом он приехал в Купинский район, да, стал работать. Там уже механиком. Угу. Трактора ремонтировал. Да, трактора ремонтировал. Был хорошим механиком, он по звуку определял неполадки, да? Да. Он знал уже, трактор едет, он уже знал. Тот говорит, уже сломался, надо подремонтировать. Угу.
Почетный был такой механик. Да, партийный был. Ну, когда в Сибирь-то переехали, мать говорит, общежитие Юнда. Барак-то большой, говорит, гараж до таких уюнгах, говорит. Нас человек 300, говорит, загнали, говорит, туда. Сидели, говорит, сутками. Потом вы на утро пришли, 2 женщины. Руку поднимайте, кто партийный. У кого мужья? У кого мужья партийные, руку Коммунисты, поднимайте. Да? Выходите, говорит, оттуда. Сюда идите, к двери на выход. Мы, говорит, встали, пошли. И, говорит, уже они пришли до обеда, к вечеру, говорит, подогнали эту коня. С телегой, да? Сани. Тут снег же лежал. Нас, говорит, 3 семьи, мать, я. И, говорит, еще те 2 женщины партийные. Нас, говорит, всех, говорит, соединили, 3 семьи. И землянку, говорит, привезли. Край района по улице Карла Маркса. Землянка такая длинная, в середине коридор. Говорит, мама, говорит, мы зашли, говорит, печка затоплена, говорит, тепло, говорит. И, говорит, нар, говорит, сделали. Я, говорит, занялась первую около печка, говорит. Решаем техническую неполадку. Зачитаю пока сообщение. Вы также можете писать нам комментарии. Сериев Индия Хаджигорович, Сериева Умзян Хаджигоровна, Инджиев Гаря Инджиевич, Инджиева Бося также подверглись депортации. Моя Эдя рассказывала, что все члены в семье умерли в дороге от голода. У Эди выжили только Гага и ее младший сын. Рассказывала, что семья, где их поселили, относились плохо, били по ночам ни за что. Из еды ели замерзшие шкурки картошки. Поворовывали еду, чтобы выжить. Девочка умерла, ей было 4 месяца. После этого в марте месяц отец умер. И поехали дальше. Потом в мае или июнь месяце Эдди умерла. Остались вдвоем. Это в 46-м, 47-м Эдди умерла, наверное. Ну, за это в 47-м году там мама похоронила дочку, мужу, осенью, бабульку. В 48-м году. Бабулька это мать Эдди, отцовская мать. А в тот момент еще Кагашка приехала от войны. Улана. Ну, не с войны, она с Широклага. Да, оттуда приехала. Мама, конечно, военный ютаган, шинельта, брюкта, ботинки вот такого
в сапоги, просто вот весь замотан. И портянка-то, гагашка. Худая такая была. Угу. Там вообще, говорит, не кормили ничего. И по колено воды стояли. Еще за колени воды, еще соленый же. Ну, вот они выжили же они так. И от того же без детей она же осталась. Все замерзло. Ага, воспален. Ну вот и мать вышла замуж. И в 49-м, 50-м году пошла у них детей рожать. Семерых родила жена. От его 7 родила. Гагашка хотела меня взять, она же не дала своих, когда родить. Она обиделась. Больше и не стала, говорит, спрашивать. Без образования. Зато без образования, да. Меня отец, я же 42-й, 43-й, 45-й, 46-й. 4 года было. Он, говорит, придет с работы. Учили буквы, да? Учили букву, еще нянчил всю дорогу. На плечо, как сядет, таскал, говорит, всю дорогу, мать. Артасын, говорит, булут, говорю. Все, говорит, моя дочка будет учиться. Все, говорит, дорогу, говорит, на руках носил. Страшно, говорит, любил, говорит, Кюканш. Буду жив, Кюканш, образование дам, говорит. Конечно, образование дал бы, если так бы жил был бы. 1 класс закончил, 2 класс закончил, 3. Вот эти ноги обои отказались, не стала ходить. И в больнице 3 года провалялся. На это школа закончила. На это школу закончил. Угу. А мне давали пенициллин 6 раз. И ночью, и днем. Целый день кололи. Мне говорят, откуда приезжий было. Я же целых 3 месяца же в больнице лежу. Она говорит, ты прям так чисто разговариваешь по-русски, потом домой поедешь, приезжаешь, уже плохо разговариваешь. Кругом тайга болды, ой-ой-ой. Снег идет, тихо, таш, пышет. 40 градусов, 50 градусов. Деревья только так ломались. Белые березы. Ломались, тогда говорили старик, о, әуркит меня модно хамхрден. А волки вояли только так. Ой-ой-ой. Страшно было. Ночью вообще мы на улицу не выходили. Волки еще можно. Да, волки вояли только так. Никто на улицу не выходил. Ни родители, ни никто. Там же снег же идет. Землянка вообще не видать было. 2-3 метра высотой. На чем вы с семьей приехали? Сибирясы халим қатырталы. Сибирясы халим қатыртал. В 58 году 1 апреля или 2 апреля. 2 недели ехали. Я не помню. Ну, апрель сажда мы выехали оттуда, с деревни. В 58 году мы приехали в Купиндер. Поезд подвезли. Корову привезли. Корову, селенку. С собой с Сибири, что ли? Да. Ого, а как вы? Разрешали же. У нас поезд другой был, товарный. А эта корова такая возит же. Ну, скот возит и же туда и сено. Отец сено привезли, колхоз. Нагрузили сено, корову. 3 мешка картошки или 4 мешка картошки были.
потом 2 мешка муки. Сначала отец приехал в Чкалов. Мы приехали в Чкалов. Ночью же приехали. Погоду юнда. Абганирда погоду нагрузили, халимгуд далажи. Машину подогнали. Мы нагрузились, приехали ночью уже. И утром стали кругом степь. Все, ничего нет, все видно. Мама все хвалилась. О, у нас халим кадрах кушта. Вот такие большие яблоки, груши растут. Хвалилась она. А я утром встала, пошла, думаю, где-то их не альбом. Ничего нет в голосе. 15 лет был. 15. Следующее воспоминание Ренджановой Марии Михайловны о ее отце, политически репрессированном еще до ссылки в Сибирь. О том, как она впервые услышала, что она калмычка уже в школе, и о жизни в ссылке. Ренджанова Мария Михайловна, бывшая Манжиева. Ну, и настало время, мне наступает уже 43-й год, 1943 год, когда нас выселяли. Ну, по политическим, каким-то, в общем, непонятным. Все были тогда, мы называли, что все чуть ли не предатели. И мы, даже дети, тоже были предатели, целые семьи. Отцы наши, значит, братья, отцы все, дяди, все на фронте, и были герои среди них, все воевали за родину, а вышло, семьи у них тут оказались предателями. Ну, это был сталинский указ, Бериевский, это мы после уже знали. Выселяли семьями. А когда выселяли, мне было, даже 3 еще не было. 2,5 года, сестре 5 лет. Мы остались вдвоем. Вот. А выселяли как? Среди ночи. Среди ночи приезжали машины. Были американские, говорят, машины. Да. Вот. Пришли и сказали. Ну, до этого, может быть, день-два, может быть, так сказали, что что-то будет такое, что собираться надо. Но кто не знал, куда им собираться, что собирать. Вот так вот. Ну, одни уже знали, друг другу, видимо, потихоньку говорили, кто-то готовился. Ну, и моя Езя там что-то тоже готовила. А мамы в это время не было. Вот это самое страшное, он сейчас только вспоминать, а мы тогда маленькие были, не знали. А мама в гости уехала с нашей маленькой сестренкой. Кто знал, что вдруг ни с того ни с сего увезут людей, куда-то вывезут. Она уехала в гости к своему отцу в Кемалан вот, в декабре. Вот так вот. И вот 28 декабря начинают людей, эти машины подходят. Ну, все подготовили, что могли. Ну, ничего, конечно, они не успели все взять. И как я удивляюсь до сих пор, как моя Эдя могла все взять, основное такое. То, что пригодилось потом там, в трудное время. И мясо взяла, и, в общем, ну, то, что нужно будет. И такие дорогие вещи. Был, это, оказывается, полушубок такой, беличий полушубок моей тети, вот, сестренки моего отца. Это. И еще какие-то, ну, в общем, все дорогие вещи она успела забрать, которые потом пригодятся в Сибирь. И народ не знал, куда их везут, куда их собирают. Ну, вот как могли.
и повезли их. Ну, сейчас кажется, что вот собирали они по районам, и наш Малодербетовский район везут, конечно, на станцию Абганерова, так кажется, на поезд. Куда людей пересадили с этих машин? Вагоны, в которых возили скот. Скотские вагоны, в которых, ясное дело, какие были полы и все, в общем, нары так рассказывают, а мы только после слышали и знали, когда уже подросли чуть-чуть. И сейчас я слушаю. Старые люди все рассказывают, то, что мы все претерпели. Ну, и ехали. Это зима, еще какая, конец декабря, уже январь, наверное. Посередине этого вагона стоит такая печь, буржуйка. Буржуйка, и туда кладутся дрова. Ну, они там. Они разве обеспечат тепло? Это, когда щели были на полу, все было видно, абсолютно. Даже туалета не было. Рассказывают, вот я слушала, рассказывает, когда девушка одна, молодая, говорит, захотела в туалет, а некуда идти. Первое время еще даже не ведра ничего. Вот так, а мы, говорит, женщины встали, чтобы она не стеснялась, закрыли ее своими этими берзяшками, укрыли, и она сходила. Вот такое, ну, рассказ, это просто как бы, когда мы уже выросли, слушали, это как сказка для нас была, потому что мы не соображали. Ну, короче, в общем, поезд идет, а люди-то говорят, что нас, Хальмозга, вообще не довезут, а сбросят через мост. Да, такие разговоры всякие шли. Ну, не знают, куда их везут, никто не говорит. Ну, а вообще везут и сбросят куда-то с поездом туда. Так и думали. Ну, и такого не получилось. Может, они и хотели это сделать, а подумали, что же все-таки там скажут. ООН и так далее. Видимо, тогда еще это было. Права человека. Немножко прислушивались. Вот такие дела. В общем, мама наша от нас отделилась. Вот самое, что нам уже страшно было, когда мы уже подросли, слышали, как мы ехали без мамы. Так а мама в другом вагоне. Да хорошо, что одним этим рейсом везли эти наши северные районы. Одним этим рейсом, ну, поезд-то большой, вагоны длинные, но состав-то длинный. А в каком вагоне кто едет? Мать, конечно, переживала, после рассказывала, а я же вообще молилась, плакала, куда делась ее сноха. Ну, мы увидим или встретимся, или нет. На станции остановка, говорят, станция, какая, Шипунова, или Шипунова называлась наша такая конечная остановка. И вот на станции Шипунова останавливаются, и весь состав не идет, а его делят. И отцепляют вагоны. И хорошо, что вот это отцепили так, что этот вагон, которым ехала мама со своим отцом, там вот Нянка, которая поется, и ее братишка, и родственники. И это отцепили вместе с нашим вагоном вот на этой станции Шипунова. Откуда я же знала, оттуда, что когда остановка, она, мама, вышла и с этим ребенком в руках бегала, и каждый вагон заглядывала, кричала, искала. И потом нашла нас, и мы вроде тут все соединились. И на этой станции все снимают. Вот. А потом всех собирают, говорит, в большое здание. Ну куда? Клуб. Большое здание, что это? Клуб или на станции, конечно. Был там кинотеатр или нет, клубы были. И вот туда собирают и приезжают сани на санях, конные. И увозят людей семьями. Вот. А куда везут?
снег, рассказывают, наши такого снега не видели, калмыки. Сугробы, ага. Ну и вот посадили и поехали. Повезли всех в колхоз какой-то. По колхозам, по каким-то, ну, в общем, селам. Ну, а попали наши вроде какой-то колхоз, ну, имени Быкова. Называл колхоз Быкова. А поселяют поселяют. Ну, например, нас поселили, оказывается, к бабушке. Ужас. Бабушка жила с внучкой. Ну, ясно, маленькая землянка. И вот мы жили у нее первое время, пока весна, может, придет. Это же зима. Ничего я не поняла, но почему-то вот это я немножко помню, что у нее была внучка маленькая, видимо, такая, как я, может, а может, меньше, больше. И вечерами зимними длинными, чтобы бабушка нам что-то дала, она заставляет внучку свою плясать. И я с ней, я вот хорошо вот это помню, тра-та-та, вот такие частушечки. И она пляшет, и я, значит, дроби бей, там вот такие вот пляшем. Потому что что-то нам бабушка даст. И тогда уже я научилась говорить по-русски, наверное, научилась. Твои родители не говорили по-русски? Мама. Откуда она знает? Она кончила 4 класса, это считалось хорошее образование, да. Мама говорила по-русски прекрасно и писала по-русски. Только я же моя не говорила и не собиралась учиться. И говорила, талмаш у меня нет. Но почему это она именно так относилась? Ну, мы живем там. В общем, видимо, весной, как мама рассказывала. Но не будешь же жить в этой маленькой кутушке, что они, говорит, курятник чистили. Ну, в общем, чистили, и мама белила и звездкой, и мы даже вот, время какое-то жили в курятнике. Ну, потом наступает 45-й год. 45-й год, приезжает, с войны вернулся наш дядя родной, то есть брат моей мамы, Мангаев Борис Леджиевич, весь в орденах, дядя приезжает в 45-м году. И он как военный, как заслуженный, всю свою семью, а семья это мы, его отец, вот с этими племянниками, племянницами. Потому что они сироты, ни матери нету, ни отца. Вот, а он смотрел их, они его внуки. И вот нас всех в колхозе очень трудно было. В колхозе только трудодни какие-то давали, ни денег, ничего за работу. И тогда нас, дядя мой, нас, это семейство, ну еще кого-то перевез в совхоз. А в совхозе на отделении, вот, совхоз имени Молотова, на 5-е отделение сначала. Мы все вместе были на 5-м отделении совхоза имени Молотова. Ну, маленьким были. Я мало помню, но все-таки бывало так. Вот он, кто с войны приходил, все радовались и Халимгут приглашали к себе цаух, угощали чаем. Ага. И он всегда с собой брал, водил. Ну, у него детей не было, у него была жена первая. Ага. И брал то Веру, то меня с собой, и мы там, чтобы люди угощают чем-то, чтобы мы, наверное, кушали. И мы сидели у него на коленях, рассказывают, и чтобы обольщали его орденами, играли мы, маленькие. Ага. Получается, он служил... Так, он дошел, я про него расскажу. Вот нет, вот смотри, его отношения, он солдат, и он, в общем, пришел, победил войну, грубо говоря, да? Да. И как его отношение к тому, что его народ, за который он почти сражался, да, отправили в Сибирь? Ну, какое может быть отношение? Конечно, обижены все. Поэтому он сказал, что я увезу свою семью отсюда, из колхоза. Так. А кого слушать? Они же видят, весь заслуженный пришел. Ну что ж, увозить. И куда он увез? В совхоз? Вот в совхоз. Из колхоза, грубо говоря. Из колхоза. А в совхозе там уже за работу там денежки дают. Вот лучше они слышали. Почему он не мог
уйти домой. Куда домой? Он же приехал как-то из Берлина И что? в Сибирь. Почему он не может его взять свою семью и вывезти из Сибири куда-нибудь в Москву? Ага, ты что, Москву? Были, что не то, что в Москву. Подожди. Это все запрет положен. Мы же предатели все. Но он ходил, защищал, убивал. Защищал, а он один раз был. Все были, а герои были. О, да, мой дядя, наш дядя, вот Мангаю, у него было уже 2 ордена славы. А потом, уже, когда уже его не стал, 3-й орден славы, он должен быть героем. Но не получилось с орденом славы. Он дошел чуть ли не до Берлина, 60 километров, говорит, от Берлина он услышал, что победа. Вот. Это он рассказывал, и о нем вот это все написано у них. Ну, в общем, нас привез, и в совхозе стали люди уже, и дядя устроился куда-то там сам, на нефтебазу и все. И женился, вот, на матери, вот, Веры Геннадия. Вот. И у них появляются дети. Ага. Ну, нашего отца пока нет, 45-й год, мы так и пожили, поработали на ферме, на отделении. Потом, я не помню почему, ну, и в 45-м то 5 лет было. Но я помню, что почему-то мы потом оказались уже на другом отделении, на 4-м. Потому что на 4-м отделении я пошла в 1 класс, в школу. Там была начальная школа. Я даже помню, в картину стояла на бугре, в центре села школа. Моя сестра, конечно, раньше пошла, а она приходила, я брала ее книжки, в общем, я научилась до школы читать. Хватало у нее эти книжки, в общем, такая была. Мы получали письма от родственников уже с других районов. И один родственник отца, ну, нам казался дед, но он не дед, ну, пожилой мужчина уже, писал письма и всегда спрашивал. И у него письмо начиналось, вступление всегда было такое. Мама читает вслух, потому что он по-калмыцки пишет, а для речи. Ага. И вот я запомнила. Kökü tengir dora bäxi, körüstä gazır der bäxi, mana елигин садын küyüktağın, ямаран бәянет. Вот такое вступление было. В каждом письме он так писал, дед. Ага. А потом, когда письмо приходит, а я будто беру, хватаю это письмо и наизусть, вот этот конверт держу и наизусть рассказываю это вступление. А Эдик говорит, так она умеет читать умеет, ну, по-калмыцки. Женщина мужчина, говорит, Эдик спрашивает у мамы. Да нет, она говорит, и говорит, достигши, говорит, меня мышлыгынды. И теперь она шпарит, в общем, повторяет и говорит специально для смеху одно и то же вступление. Ага. Ну вот так вот жили, видишь, какое бы трудное время не было, а родственники интенданно ходили. Через сколько километров жили люди, разбросанные. Вот 5 дворов калмыков среди русских. Вот это 5 или 6 дворов было. А что же, не было даже у меня халимок-подружки. Все взрослые были. А у Веры были подружки на другой, на 3-м отделении. И через 3 километра, что ли. Вот помню, они с подружками там ходили. А у меня вообще никого нету. И в школе я училась, а халимок Кюкан я одна. И вот один был еще у меня Борис Восханжевич. И мы даже друг друга стеснялись, потому что все ожтмут. А как же, все же ожтмут, а мы кто? Умирает Сталин. Наша учительница вдруг откуда-то принесла радиоприемника. У нас в классе не было его. Поставила и включила. Встаньте, дети. И мы все встали, в чем дело. Включили, говорит, вот так, дети. Сегодня 3 марта или 5 марта или 3 марта умер наш вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Послушайте, дети, как вся Москва, вся страна плачет. И включила, и по радио все плачут.
Ну, плачут. Учительница плачет сама, и мы плачем. Вот так. Разве мы знали, что именно виноват Сталин, Берия и прочее в наших бедах? И вообще мы понимали 23 года, куда привезли, и где мы жили. И вот такое дело. Вот, все плакали мы. А твой дед говорил, что я не плакал. Он был умный, а я это... Ну как же, учительница плачет, весь класс плачет, и Москва плачет, радио. Вот так. До того любил народ этого Сталина. Как же теперь быть нам без Сталина, кричат. Вот такое было, да. Такой был великий культ личности. С Вронским то, я еще не знала по-русски же. А Югиджахам, а мама ей переводит. Вот такое тоже было по ночам. Мама шьет. Ой, вот это отдельный разговор. До сих пор у меня слезы выступают, как вспомнишь, как едешь с мамой, зарабатывали эти денежки, чтобы, ну, там молоко у кого-то, сошьет что-нибудь молоко. А за молоком кто ходил? Я ходила. Осмут. И у него такая привычка. Я приходила, и, ну, я что-нибудь такое рассказываю специально, потому что мама сидела до 2 часов, мне было жалко. Ведь столько она проработала с 6 утра и до поздна на быках сено возила. Вся замерзшая, такой фуфайчик. И плакала, все было. Быков, быки падали. Из сугроба не могли вылезти, упали. И она этих быков, почему она приходила, потом плакала. И мне говорит, Орса, грех я взяла себе. Почему? Она быков этих вилами ширяла, чтобы они встали. Время-то идет, поздно привезешь, бригадир будет выговор давать. Или скажет еще хуже. И посидит там, какой-то там человек попьет, мама сидит, машинка здесь ее, Зингер. И на этой машинке она шьет всю ночь, до 2 часов, пока свет горел, свет потухает. Даже до 2 часов она, когда встает, а ей сидит, тоже с руками шьет. Она шьет, например, какой-то там мужик заказал варежки. И потом Эжа среди ночи встает, печку выгребает, чай варит. Ночью маме. Мне жалко маму. Вот здесь вот у меня сейчас, я вспоминаю, жалко. И я читаю вслух. И какую-то военную книгу, какая-то даже заголовок, я помню, «Борьба за мир» называлась. Как быстро выпустили такие книги, я удивляюсь, в военное время. Читаю, мама, Эчка сидит и слушает. Вот вы, она говорит, все между собой, а на ангелах, что мне не говорите. И мама ей переводит. Вот так я среди них, как бы я жалею свою маму, чтобы она не переживала, потому что она еще сидеть должна до скольки часов шить, а утром в 6 уже вставать, какие-то такие ватные старые брюки одевать, короткую файку, кусочек хлеба сюда за пазуху. Жевали они мерзлый кусочек хлеба. И почему я так читала, я удивляюсь. Ну, Спигина, а мне хочется, чтобы мама слушала. А потом интересно, что она Халимгар переводит и ищет. Выжили те, ну, у нас, правда, вот когда в совхоз переехали, рассказывают, что уже жизнь чуть-чуть лучше пошла, не то, что в колхозе голодные были. Ну, конечно же, и так сначала, что там, жмых ели, что не ели, все мы. Одни валенки были у нас с сестрой. На 2. Везде работал, где только не пришелся. Вот сейчас с возрастом я вспоминаю, какая все-таки стойкая и терпеливая была мама. И ждала ее, своего мужа, столько лет. Да? И вот в школе сама историк. Вот впервые я услышала слово «калмык». Ты представляешь?
Меня никто не называл, что я калмычка, там, а это кого-то там как-то Борисова так дразнили, а меня никто ничего. Ага. И по одному вызывают, она в учительскую. Лидия Васильевна была, историк. Вызывает, ну, по уставу вроде вопрос задает, как мы там, чтобы в райкоме хорошо ответили. И говорит, и под конец, хорошо, Манжиева. И я подхожу к двери, хорошо, когда уже дверь открывать, выходить. Подожди, говорит, а скажи, Манжиева, а за что вас выслали, калмыков? А я вся покраснела, вот так вот, прям вот ноги тяжелые, покраснела, разозлилась и стою, вот так и ничего не говорю, не знаю, что такое калмыки, да что, выслали, откуда мы знаем, кто нас выслал, чего и откуда я 2,5 года я знала, откуда меня выслали. И вот хорошо спасла в это время, была классная руководительница Антонина Григорьевна, математик, она была украинка, Кухаренко, красивая такая даже, ну на фотографии есть, и это. Стала сзади нее и говорит, Лидия Васильевна, ну зачем вы такие вопросы детям задаете? Ну ладно, Манжиева, иди, и завтра не опаздывайте. Вот впервые я в своей жизни, когда 7 лет кончала, услышала, за что вас выслали. Вот я единственный раз в просак попала, что я, оказывается, калмычка, да еще и высланная. Откуда мы могли это знать? Кто нам говорил, что вы туда высланы? Откуда? Потом уже подросли, уже школу кончали, конечно, знали. Потом приехал отец мой в 53 году и стал к 56-му. Люди еще не трогались. А он услышал, ну, по радио это пела песню «Нидля». Ага. И все были рады. Ну, радио было где? У нас радио не было. Где-то там, в центре, может быть, вот тарелка была. Вот и слушали люди. И она впервые запела калмыцкую песню, потому что все уже оправданы, всех возвращают домой. Сталин умер. Это приказ Хрущева. Вот почему я, как мне говорят, я говорю, Хрущева не трогать. Хрущев наш. Ой, вот так. Хрущев культ личность, а теперь его критикуют. Да те, кто за Сталина. Вот такое дело. Ну, на чем остановилась. И что отец решил собираться, возвращаться. Ему тут плохо, ему тут он болеет, не климат Володязина. Ага. Скорее, как услышал, что он и прочитал, он же грамотный. И он писал вот это письмо. Это я хорошо помню. Он реабилитировался. Вот я помню, сидит за столом он, а я вот так вот встала за его спиной. Это любопытно. И заголовок прям прочитала. Я же уже умела хорошо читать. Пишет заголовок такой. Этому председателю президиума Клименту Ефимовичу Ворошилову заявление. От Манжиева заявление прочитал. А потом отец повернулся, юмщиночек. И я побежала на улицу. И все надо было знать. Ага. Вот он писал, я хорошо помню, он реабилитировался. Он считался политически репрессированным. Потому что всех грамотных, когда в плен забирали, они отделяли. И в плену, оказывается, этих грамотных заставляли что-то другое делать. Вот, и поэтому мой отец, что-то там, они заставляли, может быть, переводить, может, писать что-то, да? Они семьями жили, например, в захваченных территориях каких-то городов, ну, Беларусь или Украины, заставляли. И там были немцы с семьями. Вот. А кого-то вот детишек заставляли нянчить своих, понимаешь? А мой отец писарем был, оказывается. И вот это вот писарь, наверное, после, когда уже второй раз его забрали, вот кто-то доложил, стукачи, что он там был и писал. Не тебя, меня заставили подруженные, будешь писать, а тебя заставили нянчить. А куда они побежат? В плену. Да хоть сейчас захватить, что мы будем делать, а? Окруженные. Вот так, даже халимык, халимган.
стукачество называлось. Ну и вот в 1956 году, прямо вот глубокой осенью, отец начинал собирать. Я не знаю, родственников со всех разных районов. Вот 8 семей собрались, вот они со всех районов съехались и поехали все вместе, конечно, в разных вагонах или вместе, я не знаю, ну как-то. Вот мы ехали, но тоже неделю. Но поезд уже был, конечно, не скотский, уже эти плацкарты были готовы, вот помните. Ну, а я торопила и радовалась, что доехать мне на родину. И там Халимга говорила, я сам кырк, то есть кости оставить на родине. Мечта ее была такая. Так она и пришлось, как она мечтала. Расскажи про папу больше. Где он был? Ну, где он был? Он потом был... кто попал в плен, все были предатели. Вот и все. Он политически репрессирован был. А почему он попал? А потому что стукачество было. Вот так вот. Сами, кто там был, вот и все. Вот так выдавали друг друга. Вот это и было стукачество. И в эти годы, когда еще поэт Евтушенко жив был, они, молодежь, собирались и рассказывали, что в те годы, 50-е, 60-е годы, мы все должны были молчать, когда вот разговор идет про отцов, а где твой отец? И мы все вот так вот складывали, тишина. И это было через каждого второго, говорит. Все были предатели. Так что предатели всех национальностей были, а надо было показать пример вот предателей, малые народы вывести и неизвестно куда разбросать. Вот разбросали по 5 дворов. И что у нас останется? Следующее воспоминание. Антонов Лев Хулхачинович. Пока зачитаю пару воспоминаний, которые прислали в комментариях. Аве повезло, его отца сняли с фронта. Он нашел их в Алтайском крае. Там же его похоронили. Прадед был пекарем. Дал единственному выжившему ребенку образование 8 классов. Далее СПТУ Сибирское. Ава был образован, но коммунистом никогда не был. Считал себя выше этого. Говорил, что у него своя голова, хотя его всегда звали в партию. Так, включаю видео. Я, Лев Хулхачинович Антонов, 1933 года рождения, из рода Кахан Аугнар. Родился, проживал до депортации в селе Исту-Алтай Ишалтинского района, Калмыкия. Ну вот, прожили в Исту-Алтае, пришла война, разруха, вот это вот 43-й год. Отец был на фронте, дедушка на фронте, тетушка, мама, бабушка остались. И вот мне было 9 лет, наверное, учились в школе. Приехали солдаты, освободили, жили они там 2-3 дня, наверное. Ну, говорили, как говорится, по цыганской почте, что будет выселять, а дети откуда знали этого. И вот 28 числа декабря в 6 часов утра проснулась бабушка, пошла доить корову. Заходит и бросила ведро
И мы соскочили. В 8 часов зашли. 2 солдата с ружьем, 1 в гражданском. Начали обыскивать. Обыскали и ничего не нашли. Сказали, берите все, едете далеко. Ну, спасибо ему, что за такой вот словесной память, помощь. И вот собрались. У нас семья, мне было 9 лет, и 3 сестры маленькие. Мама шила им крупу, подушечки по 2 штучки на каждого. Одежда тонкая все. И собрались, корову зарезали, мясо сварили, заготовили. А сколько можно брать? И собрали всех. Хотун, центр. Это где-то на второй половине дня подъехали машины. Американский новый Студебекери, тентованный, погрузили нас и повезли. К концу 2 солдата с ружьем. Ну, как будто бы мы великие преступники. Привезли нас в Сальск. Сальск, вагоны. Задом загнали машины, погрузили. Посмотрели, 2-ярусные нары в вагонах. Это вагоны эти по 18 тонн. Буржуйка. На полу дырка для туалета. Вот и все. Все пристраивались. Дети в одну кучу, старушки, женщины в другую. И вот так вот закрыли нас, и к концу дня паровоз тронулся. А куда нас везут, мы не знаем. Вот. И вот таким образом, где-то, наверное, точно я вам не скажу, сколько суток, ну, наверное, суток 10 двигались до Красноярска. В Красноярске была большая остановка. И всех погнали на прижарку, в баню, то есть. И я помню, состав проходил, за паровозом стоял большой вагон, и крест-накрест двери забиты, и все калмыцкие трупы. Старики, старухи больные были. Ну и вот прижарку прошли, вернули, опять закрыли, опять поехали дальше. Ну и таким образом мы оказались в Красноярский край. Назвать городом районный центр Заозерное, где находится слюдяная фабрика. Это 4 утра на вокзале открывают двери. Холод 40 градусов. Стоят сани, лошади запряженные. Всех погрузили и увезли в клуб. В клуб, и вот эти всех, кто выгрузили за озерки, все они были там. И оттуда шло распределение по колхозам, по совхозам, на фабрику. И вот недели целые развозили. И нас попали мы станции, город, деревня, колхоз Камала. 25 километров по тайге. Ну, там надо было уже, наверное,
детям что? Жили, заселили нас в этот частные секторы по квартирам. И это правительственное объявление. Объявили, что они людоеды. Идем, смотрим, они смотрят, убегают. Заскочат в дом, смотрят в окно на нас. Ну, как на людоедов. И таким образом мы прожили там год. Вот. Мама картошку перебирала, тетушка на молочной ферме, коровы там елкой кормили, пареным, падеж. И она бутылку воды, молока вынесет, за забором спрячет, и я бегу, беру. Бабушке нужна была чай. И вот как будто бы вот этот фильм «Гадание на бараньих лопатках», типа этого. Вот. И вот таким образом мы прожили год там. И решили перебраться в районный центр, в Заозерный. Нашли тачку, погрузили все, что там было. Вот все вещи на эту тачку помещался. И рядом посадили бабушку. И вот так 25 километров мы тащили ее. Голодный, холодный. Но это лето было. Увидели поле, морковка, капуста. И вот это наелись, что кушанье. Теперь под возраст все время вспоминаю, что мы ели. А дочка смеется, говорит, вы витамины ели. А я говорю, от нечего кушать ели мы вот это все. Приехали в город, жить негде, скитались по квартирам. Денег нет, ничего нет, одежды нет. Потом нам выделили вот эту вот землянку. Я хочу сказать, по пути ели что? В одном бараке жили все калмыки. И я помню, картошку жарили на... Это телеги, солидол называется, телегу колесо мажут. Вот до чего дожили, потому что ничего нет. Картошка есть, свекла есть, а такого ничего нет. Ну и вот так вот прожили, дали землянку. Это 20 землянок. Кто пожилой, кто жил в Заозерке, возможно, вспомнит. Вот эта речушка с двух сторон землянки в землю выкопаны на склоне горы. Вот. И вот оттуда я ходил на работу малолеткой. Холод, фуфайка без подклады, мороз, бегом. Вот на фабрике проработали. Мама работала, я работал. Была она типа полувоенной, через проходную пропуск, бирку опускаешь, кругом загорожено, и вокруг собаки, овчарки бегали. Перерывы. И вот таким образом проработал я, наверное, 47-й, 48-й год. И через год мы поехали в Пермский край. Таким образом, опять же, комендант
дал вагон, такой же вагон, погрузились и ехали в Пермский край. Пермский край – это тоже Северный Урал, снегопады, тайга, угольная промышленность. Это вот Губаха, Половинка, Кизел, Широк-Лак, рядом Усьва. И вот тут пришлось встретить калмыков там, которые высланы были в 30-м году как кулаки. Дед Барманжинов с Башанты, Антакановы жили, оказывается. До 1956 года я начал работать строителем, там закончил какое-то училище. Строили, была строительная контора «Шахстрой», капитальные дома строили, дороги. Таким образом прожили мы до 1956 года, пока по радио объявили, распускается калмыков, немцев. И была радость большая. Почему радость? Потому что калмыки 13 лет жили. И все мечтали приехать на свою родину. Даже бабушки, дедушки говорили, поехать, умереть на своей земле. Вот такое вот было у всех, такое желание. И вот таким образом опять пришлось мне попасть в Новосибирскую область, в Омск. Работал я там, Омск Трансстрой, строителем ГАРЕМ-28, строительно-монтажный поезд. То есть это двигалось Новосибирск, Омск по магистрали. И вот работал я в Омске на реконструкции вокзала. Когда выселяли, все, когда ехали домой, на станциях полной калмыки. Куда? В Башанту, в Элисту. А мне было просто, ну, как говорится, большое желание ехать. И вот однажды приходит Гинеман, еврей, начальник отдела труда и зарплаты Омсктрансстрой, и говорит: ты Лева? Я говорю: я. А почему он говорит Лева? Узнал. Они очень ценят, евреи, имя Лева. Поэтому он спрашивает. И он говорит: ты посмотри на меня. Я посмотрел. Он говорит: так, Лева, ты никуда не езжай, дадим мы тебе квартиру, живи. А я во время войны прошел этими ногами Приозерный, Яшкуль, Холхута, Утта, пыль, жара, степь. Не езжай. Нет, мое желание, у меня сердце, видя это на вокзале, все катились домой. Поэтому приехали. Ну вот, едем. Приехали, станция Дивная, уже тупик. Слезли на машине, приехали. Отец уже здесь был. И начали строить. Опять же жизнь
чуть ли не сибирское. Жилья нет, воды нет, в магазине ничего нет. Воду брали, ходили ведрами. Вот тут вот внизу балка есть, в колодец. А жили на квартире вот это, на Лермонтова. И начали строить. Но я забыл, мы женились в 1957 году в Сибири. Родился сын здесь, в Элисте. Ну, строили жизнь и строили город и республику. Все надо было. И все трудились. Как говорится, на своем огороде строили дом, государственный строили, производство, сельское хозяйство. Вот такая жизнь была в наше время. Вот. Итак, Күнтә Үрмүт, Күнтә подписчик Мут. Сегодня я в гостях у Нины Бадмаевны Лиджиевой. Нина Бадмаевна, ей сейчас уже 72 года. Вот. Она сейчас со своей большой семьей приехала в Аргентину, здесь они живут. Недавно я был у них в гостях, и недавно было здесь католическое Рождество. Мы сидели, слушали калмыцкий фольклор. И вот сейчас вы слышите, на фоне играет песня Улан Лиджиевой «Деляш». И Нине Бадмаевне она навеяла одну историю, о которой она вот сегодня нам поведает. Нина Бадмаевна, Мендет. Мендет. Можно говорить. Да. Ну вот история этой песни, да. Мне напоминает. Я прям как был удивлен, что какой это, получается, год был. Это, наверное, после 25-го съезда, когда реабилитировали наш народ, и впервые запели по центральному профсоюзному радио песня калмыцкая, Улан Лиджиева пропела. Это я хотела вспомнить, это отец жены моего дяди. А он проживал в Харькове. Это история этого солдата, калмыка, остался во время войны. Он воевал за Советский Союз. За Советский Союз. С самого начала войны воевал. Да, совершенно верно. И раненого подобрала русская женщина. И выходила. Украинка, не русская, украинка. И он так остался, потом... После ранения. После ранения она его выходила, он остается там, с ней проживает, и услышит, что народ его уже депортирован. Депортирован. И во время войны получил ранение и остался на Украине. Да, совершенно верно. И так он остался, и его выходила женщина. Там познакомился с женщиной-украинкой, которая она и выходила его. У нее было там, в общем, многодетная, она 3-4 детей, но я уже точно не помню. В общем, он остается и не знает куда, и оставила она его себе. Ну и вот он, видимо, женился вот на этой женщине.
Там он узнал, получается, о том, что его народ попал в ссылку. Вот, когда реабилитировали вот эту песню, он когда услышал «Деляш», вот это вспоминала Надежда Мутуловна, это жена моего дяди. Это его дочь. Да, и вот она говорит, когда отец услышал эту песню, он впервые никогда ничего не слышал о калмыках, где и что, и как будто не было этого народа, ни воспоминаний нигде. Он страдал, искал, но найти не мог. И он, когда эту песню услышал, он кричал и говорил, да, односельчанам или там, где он проживал, говорил: смотрите, это же песня моего народа, она мы есть, мы, в общем, слезно, аж взрослый мужчина рыдал, мой отец. Драматично воспринял. История его история, может быть, да, больше расскажете. Как дальше сложилась его судьба, когда он узнал, что калмыков вернули назад с ссылки? Когда вернули калмыков в ссылки, он ищет свою семью. Он был женат, у него была дочь и жена. Получается, от женщины, которая его выходила, у него еще родились 2 дочки. Да, после возвращения калмыка он находит свою семью. Жена его. Получается, он после того, как услышал эту песню, понял, что народ его вернулся на родину, он взял своих дочерей и приехал и нашел первую свою жену. Да. Нашел первую, нашел своих родственников. И потом в дальнейшем он приезжал каждый год. Да. И эти девочки подрастали, его дочери, которые родились от украинки. 2. Ее Галина одна, а вторая Надежда, вот это стала женой моего дяди, это Надежда. Она встретила, его дочка, получается, пока не приезжали, она встретила калмыка. Да, калмыка, выходит замуж за калмыка, за дядей моим, да. И у нее, да, семья, здесь жила она в Калмыкии, в Листе, и, да, сейчас ее нет. Надежда Мутуловна, вот Манжиева. Его дочка вышла замуж впоследствии все равно за калмыка. За калмыком, за моим дядей Борис Лиджиевичем Манжиевым. А мне просто впечатлило то, что вот эта песня, как она вспоминала, Надя наша, и плакала и говорила, как мой отец, говорит, когда услышал песню, я так смотрела, не могла, говорит, у меня настолько, мне все сжималось внутри, говорит, и я никогда не знала, кто я, кто мой отец, мы жили на Украине, мама украинка, а вот кто такие калмыки? Папа азиат, получается, и о народе своем народа этого никто не знал, то есть пытались забыть вообще про народ, пока не реабилитировали. Так, вот такая. Там Томон ты написал. В раннем детстве. Так, это воспоминания Зулаевой Марии Доржиевны. Моя прабабушка Зулаева Мария Доржиевна, в скобках Мишкиева, в раннем детстве потеряла мать, поэтому ее сестрами воспитывал отец. С 1942 года воевала, дошла до Германии. Имела награды, среди которых Орден Красного Знамени и медаль за освобождение Германии. В Сибири встретила моего прадеда Зулаева Андрея Лимджиевича, которого сняли с фронта и отправили в лагерь. В Сибири у них родилось 7 детей, 4 девочки, среди которых моя бабушка, и 3 брата. Самая младшая от голода умерла в Сибири.
А сейчас будет текст на калмыцком языке, воспоминания с субтитрами на русском языке. Түрен өдрәсі авын әкләт, сибрюр туылғысына тускар келчі өктін. Сө машины ряд, бидін иемі малсын землянкты біләбідің, аршан зелім поселкты. Дәм болсын. Мана әцкі оржы ирчкет келжені. Ой, акат юмбув, Волгоградасы әвір кевер машит йовжана. Юм болжадық болхынбы. Гарат хәләхле, машит иеге зөйғет йовна. Өрін дөрвін часла генткін үйді цокжана. Хойыр шор буута, хойыр милиц оржырыв. Лампуга. Өрі сәсет маңқыт бәйсін. Маңдасы одат лампав чиржене. Ю келсін ме жақшы видін, орыс келін уга. Одакыз хат-хат, мишік зағат йохымбы гижене. Тегет мана эцке келжене. Манеге көндәхі зөфті біле. Ода энчи нават ғарққар бәйәне. 15 минут, давайте, собирайтесь. Юм бече ават ғарқтын гижене. Мана ака көвіған тевір чықсын. Ду грудной же был. Эндін нәңгін уғыл чықсын, бидін юм өлже чаджақшы видін, юм авче чаджақшы видін. Цөйкін мешкті әнді-тәнді барақлы қаят. Соғылғыча ават ғарыф маднигі. Газа нәк ғұрвын дөрвін өкір, нефткі туғыл-мұғыл ноға бәйсін. Тәднігі үйдің тәтат көйчкі фөдін. Американск машин дейірі ғарды қарғуға. Ават шевжәне мандингі, салтымыт иегет ават-ават шевет бәйәне машин дейірі. Ода юм бол жақынбы, орсы келін амын уға, яқын болхынбы, мана эцке келжені. Нә, ода яқар бәйәқын болхынбы, маннегі кейері авчы одат қайқар бәйәқынбы. Суылғат аршан зелмін поселка авчырет Зоксачков. Зоксағат одака машит хурағат, әмтін хурат бәйтіл, ора болат одыв. Үдін тхыны болат одыв. Шейді газыруға яқын медік жақшыш. Мелис шорта маннегі буыл жақыш машинасы. Шейнав геже келді қарғуға. Тиге шейесет Абганерова станды бүріл ирувидін. Бүріл ирет Абганерова станцты ирет нарын суығат төмір қалғы гедік юмын дейірі маннегі зоксачкычы гежені. Машин зокс жақы. Тер мүшгүйдің мават шевет маннегі салу шевет бәйіні. Одакы вагонды хойыр давхыр нармут. Нек бейдің мадын бүйірлівідің. Мана өрі нек бейдің әмтін чекеті. Тегет асқын грузит кесін, өрін өртсе әхлі Волгоградты ирджи йовнавидін. Тегет Волгоград ирджи йовнавидін. Волгоградты ни одного дома не видать. Шатсын гермит бәйіні. Нә тегет бәйгет йоват, сутк болат, Саратовды ирджанавидін. Ирхле хоты өкчәне гижені. Келін амын уға, нек дүләп бала юмын. Көре косы көдмік горячий суп мадынды. Ақчын уға, юмынчын уға. Ават идженет суыттан гиженетер. Мені бичкін ду көкер әйре йовдық уылят бәйіне. Екін көкінді үсін уға. Екін уылхы. Мана ецке келжені. Нә, ода мадынды дәкче сән юмын үзікчіко. Яқынбы? Маннегі кейері авчы одат қайқар бәйіні. Орсы келін амын уға, дәкәт нек дүн бәйсін. Терду тас бос жақшы. Хойыр көлін хавчы йоджы, көрчі оджы устат. Хосын кейдің газырды. Тегет йоват, сутки один раз шейхы әмтегі тевжені. Вагонасы ават шевет, қарды қарғы уға. Одакы доран орат шейхле, шорта буғар хатхак маднигі, көлвәдуләт, ұңғағат газырды, уләт дуылат шейесін бағасын уға. Тиге суткды один раз гарды келәвідін. Арвын дөрін хонық йоват әржәнәвідін. Алтайский край, Ганцовщицкий леспромхозский ғәд, военный завод, шпалы бағылдық тиімі завод бәйәжі. Кругом лес, тенгір әрі үзік жәні, мана әцкі келжені. Дәркі, юн гедік юмын үз жақынбы, шынкын моды үз жақы. Юн гедік газырыв, яқынбы гиғәт. Манегі авчы ерет клубды бұлықчыков.
Негді күйікім сө үкет хонжы, үкет хонсын. Келжене, энүүгө авчы одат оршатын. Салдыз күйікеге чирет, авчы одат кладбиште хайчков. Газыр көре. Хавыр орхла ирет дартын гигет сасар дарар хайчков. Мадниге авчы одат дуушты орулжана. Дуушты. Одакы бөөсін, ху бөөсін. Девил мевил шатчы отсын. Өміздік архуга. Нег баракты орулов. Сортировать кегет немеге келжене. Лесовалкты кежене. Лесовалк кеткітін яқжы көреддік болхымбы? Манқурдың шпал заводты, бу му кедік военный заводты, тенде авчы одат зоксачкат, негорос кергін көтілже ават гарыв. Иеге зокчағы модыгы көретін. Хутасын, иеге көречкет, дорағур көретхі. Өкәдік арғуға, көлін үтскін. Яхын медік жақыш. Тиеге тууля зоксат бәйінәвідің. Көлі гары нүцкін. Дүрдік юмынуға немгін хутста, десятник күйікіт күт беле, орыс. Кедуте билев терцакты 17 лет. Тиеге тууля тунжат, көрет, келдік үгі уға. Асхын ирхле уудық хоты уға. Ирзивенсте 100 грамм. Мне рабочий 600 грамм. Дегет маңғұрттың авчы ирет банды орулат, немеге заводты йоğulcana. Заводты йоğuqla лес валит кехі. Иегет энткин чавчат эндесін көретхі. Даарат юм кече болжақыш. Уулят зоксат бәйінев. Ганцхын бебеші цуғар. Одакы модны ашқла, тер моднур күйгет кезгін үкет бәйіне. Өдір болғын қойыр құрбын юмын. Медік жақыш, күн мед жақшы олсет үкчақы олсты. Тер асқын ирет, хоусын неггерті, мана эцкі келжене. О хәйәрхін ода, кукын, сән юмын үзікчко одайынтын. Арвын қойыр жел олат, герейін орымды көгі сұрқсын цакты, ән хотығы кен итхімбі, ән хувцығы кен өмсқы кехі юмын үзхыт. Гежене мені эцкі. А ему было 44 года. А ертен және. Эцкім көтілмішті гарат йовжа чатжақыш. Хавдырылов. Май сарды өңгірхле би заводты көтілжақы. Начальник завода Иван Тихонович не горыз беле. Әвір сән сеткілді. Карнаева, отец ваш умер, гивы. Дөрвін дуына төмір халғар хәрджі ирхы. Гүйгет гертен ирхле на втором этаже герті бәсін аакы бәйіні. Отец где? Мадын вагонеткар чирет лезді авчы одат хайчкы видін гедженейкі. Дарсын угавт? Уга. Тер өмсчәсін хувстагин май сарды хайчкысмын. Ирчкет ода яхымбы. Газыр дәрі унтык, ор дәр гече юмын уга, на полу. Өріндің усы бұсылықчкат гархым болжена. Нан юмын уга. А 500 грамм өдімген ичкет, асқын бұсылықсын усан уғат, өрін уғат. Баатыр кеғет дөрфте күвін уыла дәне. Шут шанаған төшчкет уыла бәне. Юнга туыла бәнеч. Гесім өлсе туыл женав гіне. Уыла дәне. Асқын ірхле хоусын. Өрін усан уғыджа ават ғархы. Гурвын жилден тиігет тесет бәві. Тесет бәғет одакы лес чиліхле манегі свекла совхозды, свекл урғадык, сахар ғардык свекла совхозды, авчы одат хайджана манегі. Авчы одат хайхла ода нечкі холта хонырта, юк үйгер хувцы уят ирхле, клубды авчы ерет хайчков. Клубды авчы ерет хайчкла, күн манегі авчақшы. Экі доғлынг гемте, би дүйінір әрі евжақы. Ода юк ехымбы. Өвлер авчы ерже хайджана февраль сарды. Авчы ерже хайхла әмтін келжене. Иегет гарат еуқла лесапаласа бәйіні. Тенде садын өгір, цасын дорасы иегет сөклін хвостик, сөклін хамтғасын олтқы. Төлік авчы иттін. Вот я поехала, күйінәсі көрзі сурджи ават, цан чирджи ават, мишік ехым кенчір ават еуф. Хәйәні юм ол жақыш. Гарым даарат зокчанав. Хамара хәләджі малтқын медікші. Лесапаласадала. Генткін еуджи оқла хәләқлі юмын зелень хамтғасын кефтіне.
Свеклин хамтхасын попадаются. Тер свеклин хамтхасын бүтін сүйілте. О, айта юмын, ода чәнжі итхы. Тегет хамтхасан хурағат, нек пол ведра авчы ирженев, асқын ора. Хосын хамтхасын? Хамтхасына сүйілін. В первый раз үжжәхі. Аакы энуге оғағат чанхым кеженев. Худыктан күрдік арғуға. Второй этаж. Аакы евжі чаджақыш. Көлі ғарын өвдәд. Не терüген идәд, ерем тәхін болсын юмын, айтта юмын. Хамтхайсын идәд, тер свеклан идәд, көлімштан гарад. Асқын ерет хоусын, үдлі хоты уучкат, хоусын көлілдік тенкен уға. Декет нек дүк үкім өңгір жоду. Начальник Иван Тихонович кихет уулят зокчахлам. Что плачешь, геженен немегі? Сестра умер. Ну что, будешь хоронить? Аха. Тер көйтеген хойырын гроб кечегет, апилк зөйдік нек мөрін цан беле. Немегі оршатын кихет, авчы одат, тер көйтеген хойырын. Дүк үйкен яршыткан, тәвжі адат, кладбише одат, нүкі малтат. Нүкі нек хойыр гору малтат, иегет хемет хайчку. Хайчкат ода санжанав. Не ода күмін үлчко. Одакы уылдық ду уыла дәне. Деке сестра зелмен бәяхы. Эке доғлынг өмстік хуцын уға. Не көрін үйімі юмы ичкет, все, хоосын. Терінде дедінде бодынцық бәядігі бәяжі. Садик мадикті өккіркті. Терігі газа үкір иддік. Мана аақы одат үмкәрчі осын бодынцық, халста малста юм авчы ерет, одакы бешін цө дейері тевет котлет шаржана. Дендесін өтін ғарат бәяны. Аақы әншін өттәлім гихле әкім өтін иеге зөргілет тевчкет иджене, манигі кәрмит кежене. Дафсынчын уға, юмынчын уға. Өтін хайчкат? Нәгем уғат иегет бәйгет бәйнәведін. Одакы мана баатрин кесін иегет икіче одув, идет бәйәжі. Тегет иегет бәйгет көдлет, ода цар тергер көдлів. Цар тергер көдлет, сөкіл зөйдік болув. Сөкіл иемі икі. Сөклан әнді тенден тәвәт, бұудегі әнден кегет, авчы ерет. Дүм тәрімдів нүклет, чолуғар иегет. Сибирді орыс улыста үйірілдік білд. Русский народ хороший. В 1942 году председатель колхоза Каганович Кичнеровского луса отправил в Ростов-на-Дону 120 человек, окоп Малтхы. Миниецкий должен был ехать. Миниецкий зерно буудя хәләдік, сторожем числился в колхозе. Нәмәгі йов кечене, өмстік хуфцын уға. Өмсчәсін нек хуфцын, нек шалвыр. Запас юм авчақшыв. Тегет колхозин гардаче, не йоджи йоват Ростовасы хәрі көрчі ерхыт тадын гечене. Теркефтен нек сөйкін хырын көчін көтілдәт манды өгів. 120 человек пошли пешком. Хöyönäсін алжы идет, кері хонат, намарар йовжы йовхы. Хойыр долан хонықтан йоват үріведін. Ерхлә кейтін. Одакы Ростов-на-Дону модын. Усын әндін, усын тендін, модын. Ода яхынбы болхынбы, малтат, терсі кедік арғуға, дәрін шеті хаят, кесік юм хаят. Нәмәгі дақат көділдік хойыр маңғыт күйікін тедін. Кедідікче жилді бәсін бі? Миғын есінзін дөчін хойырдікче жил. Дәрін шет хаят, хурорат бәйіне. Нанла хамдан хойыр маңғыт күйікін, хамдан нек газыр ұнтық. Зорған сар тәнді бәйі, хуфцан ұғалғы. Сар болғын иржәсін юмын ирдгон уырыв. Нек шалвырта йовсын, тер шалвыр егет өмсәт бәйтіл, әләд, хойыр көл улан қалзын. Егет уты үсен толғадан егет орачықсын, ху бөйесін. Егет жақшынат, толға ху шархы унат, бөйесін унат бәйіне. Үсін боғыдғата так. Акоп малтачақы дәкәт, өрім нек өвгін, ода яқынбы. Әмін циркте йова бәйджі, долан әмін әмтін үлдів. Бейін йовжы чаджақшыведін. Йовды ғарғуға. Юғар йоқынбы, нек муцар үлжі. Тір царигі, хоты өгәт, нефткі ясрулжағат, йоғар йоват, Ростовды күрчі үріведін.
Кере хонат, орсмуты орат, гуль гугат, дай картошку, дай хлеб. Орсы күн ямаран. Ой, боже мой, гигет, авчирет манды өдмүк бодынцы көгдүк эле. Кесик хонат бәсін газыртан ирженев, точкты. Иегет хуш архы. Юмын авче оджы гижене. Иемы уты үсін иегет бөесін бәрет иджене. Гертен ерет, же гигет йовғар оржы йоқла, эцкім ерет, ой кукун гигет, иегет өргет ауқла үсім, хуц усын, хоосын арсын үлді. Арсын өстәғін ғарчы үріп, әмчі уға, эцкім келжене. Әмгін ән күйікін болқы уғай арчы. Юм күм түркәт, тосы түркәт бә, зұрымна тосы түркәт бә кежене. Хойыр жел толған үткін хуш архы. Дейерім алчур. Күйікі талчурым булағат наады бәрдігілі. Хойыр желден үсін ұрғылго бәві шархы қарад. Үксін уға фәмді үлдүв. Теркефтен тенден көдләд, тендесі сибірті орад, одаға бөесінден дыргдат, бөесін идет. Толғадым кемуға болат үлдүв қайархын. Он мания нәхін бече үзгідік. Ода келхлі күн иткчәқшы тірүгі. Вот үсін юмын нанды дала. Ода тір күйікчін уға, хойыр үгін үксін, экі уға, эцкі уға. Нег мұды тәфтір, насын дала. Одағы комендант хәләдік, сар болғын гарант тәпхі. Тиегет бәйтіл, өрім бәясын нег көвін әркі ұрылжанан анды. Ирхлі, күйінлі хамдан нег барағды бәйіні. Жил болан көвін гарчана. Эмчи уга. Родился мертвый ребенок. Көвін. Бисанжанов. Ода айта юмын болов. Энуга асырына кеткен жаңғыр. Үкәт сән болов. Өріндің күрікті қойырын еват, кенчірер орағат, қол беші станц бәді гөлі. Тенді энек юмна хеврықтың авчоуда торшавидін. Жил болат күйікін гарчана. Күйікін нәмін сарбәві. В это время Кургун заболел туберкулезом. Нанды эмче келжене. Вы вместе не спите, заразитесь. Декет бетін тенден салу бәяджене видін. Третий ребенок родился, Көвін. Кургун туберкулезник, открытая форма. Көвін тавын сардан өңгіржоду от туберкулеза. Кургун совсем не может ходить. Тиекте спецкомендатур бәяхы. Манига Барнаул авче отдык 40 километрах. Цар тергі татат, ахнырын ават йовов. Ават йоват тенді ғұру хонат өңгірів. Өңгіріхлі декет нәмәгі тәвжақш. Ахын одат брат нанды шывгеғет одат оршачкат күрчі үрів. Экі ду күйікін көвін хойыр остались. Тиегет бәяғет дүйінре насрат бәявы. В 1958 году приехали на родину в поселок Туктун Кичнеровского района. Ирхлі арқсы угол тәвдік сарай өкчене мадынды. Эким келжене. Әнген орхым. Рубцовск районды от города Рубцовска 9 километрах хәлімгүт бәйдік же. Йохым геженене мага. Тер цакты күнсі келсәр бәйдік. Юман нек контейнерте барахлоған цуглулат, хоты кедік саван ачы ават, күрчі үріветін. Күрчі ирхле бәйдік ері уға. Не келгін садыны ирәт келжене. Не инжир эктәген точка орхымын. Чабаном будешь работать. Амурчанов. Чабанов цаста тиемін цакты ирәт көдлүв. Хöyген үкрен саахы. Тер үкрен үсі хöyне үсігі сепаратрар цокат тосын еддік болу видін. Хувцта хунырта, юм уйдык машита болат. Брат-сестра в школу ходили. Негін в 4 класс, негін во 2. Тенде школуга совхозды ирченев. Хонат машиғар йоват Рубцовскин өйрәсі дөчін дуынат үкрен ачысын, күйікіт ән-тенен ачысын күрчі үрівідін. Декет Чабанов көділжене. Тенде үлсін әмтін үйхар белджене, только за свой счет. За свой счет мөңгін күрчақшы. Нек сара хоны көдләд, декет мөңгі олат, приехали опять на родину в Туктун. Декет орат пекарнинде көділженев. Вот тенден тиегет би көдлүв. Гарарын месит кегет, еднеге кормит кехы, эврен етхы, чеділ дала. Вот еднәсін итегет би көдләд. Не көкшін өвгін гергінәсін салсын нәмәгі авчана. Очко бәясын нәмәгі бәрәд, бәрәдім цуғар көшірті, тенді одат, юмыз жақшыч, бара болхы, гансарын бече бә. Эврен керте белә көшірті. Шут нуйғат көрчі үрів.
Ода тер бәсін гері, тер кухынчын, тер гараж, тер хойры өрі. Ода өвгін үкәт, енчін хойр менғын хойрдықчы гадуын ушол. Так и одна осталась. Нек муду күйікін еврейн үртте сатта туктынды, на нельгін уга. Вот места хойрын счастливо живу. В Горбачевское время я бизнесом занялась. Неграмотная, ни одного класса не окончила. А чем өрім зокчана. Би щоткар цокат, үсин, тосин туалат. Нек герген сурджена. А вы что, бухгалтером работали? Би гарчахшив. Валера: да, Гагашка бухгалтером работала, геджа кельджене. А я говорю: зачем ты так говоришь? Ну вы же умеете считать на счетах? Нега өвгіне мугерте так живу. Когда өвгін үкхле соцзащитын көтлячнер кельджене. Оформляйтесь по потере кормильца. Теперь у меня маленькая пенсия. Насын дала, хәләдік күнуга. Очень тяжело, очень тяжело. Тиегже далағар уылдын угав. Нөлімсін челев, бағы цактан уылят еуже. Би күйінде өл жақшыв. Элгін садын, ачныр дала. Каждой своей семье. Ода биян чеклят, даңғы заливрат бәянев. Нань арғуға, надежды нет. Орсын гарсындын хотан өгәт, итха уутха кегәт, потому что этькім хойыр дүкүйікім харғына төңгірів. Во время войны нек авалим өңгірлі. Бедін ақ дүйғарын есін күн біләветін. Еснәсі ода хойырхын күйікін өлсін. Ода яхов. Уха сеген гемуга. Ни один класс не кончила. Ода сен юм саннав. Муюм санчақшыв. Сен сеткіл зүйіқі керкті. Ода саннав. Үкчі одықчын нек мис бәйіні. Әнмис әмтінде зәңгі үкшко яхын болғын бұ кейғет. Зәрімден күн ұрчы ұрхыш, зәрімден дала болна. Ода сен юм саннав. Сен сеткіл зүйіқі керкті. Следующее прозвучит отрывок из произведения Балакаева «13 дней, 13 лет». Аюл олын зүсін болына, ғалып күділіне, ұсын дәвіріне, дүйімір шатына, ғазыр чечіріне. Цук аюл әмшікті, ғарута, ғашута болына. Зук ямырчын аюл ашығы олын едгәжі чадына. Болув халімі келін әмтілі, менгін есін жирін ғорывдықчы жилін декабрин, хөрін нәмдікчі учырсын аюл, күмінді урдын учырат уға аюл біле. Бүкіл келі нәмтігі таңшиын уырулат, ғурвын зун арвын жилясы давуды бәршісін, бүйресін көндәғат, кейтін үзгір туға дғарла. Би өкнірәған хөрін жилді қарқадуға білев, хөрін жилі. Би өвкінірәған өткүлдүр харқы зөвті білев. Еврә төрісін ғазыр ұсын таланырсын хөн, би түрілет дедінді тал отқы йоста білев. Би түрін өдіртен отсын уғав. Уға, теднігі мартсын төләден біші. Тедінлі ғансарын отжы харқтан әғыд. Тедін нанды юн кеджі келхін, темдік уға. Хөрін жил би теднәсі салу, холды күйіна ғазырты йоу. Яғы жиметхів, тедіне өмін екі бүру ғарғат чігін орықсын болхів. Тедін намағы шоодат чігін бәқі, намағы цаажылат чігін бәқі. Яғы жиметхів, тедін намағы бұлат чігін бәқі, нанар омышқат чігін бәқі. Хөрін жилі. Мені өвкінір хавтхан хақты кевтіне. Зәрмін хойр зун, ғурвын зун жилді. Зәрмін тәвін зун жилді кевтіне. Мені авы хөрін тавын жилді кевтіне. Хавтхан хақты
Мини өвкінір цуғар хамдан кевітне. Өвкінірім альды бәтсхәнд геджи би дуудыв. Теднәсі негінчіген қәрі өксінуға. Өвкінірім яғжы отсқалат болжы қойырдат қәкірів. Мини қойырны нәсі нулымсын заядар асқырат бәві. Хавтхан хаг уртқы кевтан тақчык. Өвкінірім қәрі өктін би экрат улыв. Ғурыв дуудат усын цасын улы қылам. Хөрін тавын жилі ғатсасы мини авы балака өвгін сұрыв. Кемчі. Тәвін жилі ғатсасы балакан етскі бадым өвгін сұрыв. Кемчі. Зун жилі ғатсасы бадмен етскі гесіл өвгін сұрыв. Кемчі. Хор зун жилі ғатсасы геслен етскі әлі өвгін сұрыв. Кемчі. Ғурвын зул жилі ғатсасы әлі етскі зундын өвгін сұрыв. Кемчі. Кемчі гежі сұрвыр қавтқан қағығы дүйран болад бәві. Тер дүйран төвкін қыла бихар өгів. Тана ачыв. Кена көвімч. Гучна. Ецкішін яғыла. Ен аюлта доқшын дәнілі шатчы одыла. Шатчы одыла? Кен шатавы? Гитлер. Терчин юн адусын бы. Хамгин әмшікда адусын. Ғанцқын мені ецкегі біші хөрін сай советскі күйіне әмтінді суыва. Алва шатавы. О, дәркімін. Юнга дудан мантал ирі луга бәвіч. Ғазыр уснасын холды йоват. Иржі чатсын угав. Ғазыр уснасын юнга тхайсымч. Маниғы юнга дүлдәсімч. Би хайсын угав. Үлдәсін угав. Теге яғывчы? Тувырла қарғув. Тувырла? Кеду жилер. Арвын ғұрвын жилер. О, дәркі. Яқсыныкі гем қарқсымчы? Би төрүц гем қарқсын уға билев. Гемес қарқсын күйгі басы туды ве? Тудық бәжі. Текті би бичкін билев. О, дәркі. Бичкин күйіктігі басы туды ве? Тудық бәжі. Кен тувы? Сталин. Ғанс қарағы için? Уға. Цук мана келін әмтейгі. Цук келін әмтейгі? Дәркі. Тиімі үйісіргі йовдыл көмін әмтіні туучты үзігдад уғайымын. Мадынды үзігдів. А сейчас прозвучит стихотворение. Записанное Цыреном Басанговым. Автор тоже Цырен Басангов. Я, наверное, жил в Сибири, но не выжил, хотя старался. Обессилен и обезжирен, в мерзлых землях лежать остался. Жил я в теле родного предка, не успевшего дать потомков. Оборвалась родная ветка, всех коснулась та древоломка. По привычке люблю картошку, все в Сибири ее любили. Со стола доедаю крошки, хоть и вовсе не обессилен. Я, наверное, зря не выжил, непрекаян теперь скитаюсь. Я старался, но был унижен. Обязательно поквитаюсь. Следующее прозвучит опять произведение Цырена Басангова.
В ночь с вторника на среду в Сибири слух пошел. Он говорил: победа, все будет хорошо. 100-тысячные толпы счастливых горожан. С победой, друг, но кто ты? Потомок каторжан. Нам в мае 45-м был домом Широклак, и реял, как распятый, над ним кровавый флаг. Тайга была нам домом, там немец не бомбил. С победой, друг, но кто мы? И кто же нас убил? А сейчас мы покажем вам материалы, которые были записаны проектом Айрат Collection для комиссии в рамках деятельности комиссии Vanishing Languages and Cultural Heritage Austrian Academy of Science. Получается, Австрийская академия наук, Vanish, пропадающие, исчезающие языки и культурное наследие. Первым будет воспоминание, записанное у Бориса Бактаева. Meni sizin herinde oladık. Çile Halim tanışıdı. Köçünür rayonda. Hoşuda selsevetti. Nemgine köye gidi gazırdı. Ter çıkarlav. Ter çıkarsın hazırım teri. Ter çıkarsın hazırdan hoşuda şkoldan qoruğun klas Halim'i keller çileğet. Дәне көлі харғат, дегет ғұруын класа сүлк сұрғыл сұр чадылғы Сибир олы. Тоғыдат. Тенді одат мені үсшін қашута зоулын чүвәне хату дасын байыр чүвәне Terham gegoda çamdı kelcogunu. Düden Halim'i bükül tanışarın toğuda zottıqların kölün üstün kışınғы keyitnisi birti. Mel yanvar sarıloçu boğat. Üzet gozoğlun üzlerdin. Üstüne yöreli markçısın beni songstan nilülükle tuğucu olcuğar kim olcuğarına. Bana tendi üstün oğlum en halimik tanıştır çıkat bana halimik sorgaltan biçile. Ken ağzı olsun çıbışat yamaran ikvahir üstün çıbışilavdin. Bayırılsın vene manege çağın setkilde orsulsu türcahegi dönler emdav çıkarla. Deyet tündü İgizkelikle. Ölün türü güzel örövsün dönülle. Muğrıkla modavçı modruni hanavla. Teriyunga dikhle manige sanayzo var döngündügün dala bile. Nu dotur ne azdı ele vakçut manige zovacovla. Tege do da nege köyündkeledgo yodul kelcogünev. Bütün otqların türet Halimgüt hotquvsun oğar tendi ağzır totçuksun kesig
Hacığın şaltı girer, çoktan horat. Nege zergiler versin kolhozdumdun, arun tavuğun halimi gotsunası, nektin könültsüm olcan. Diga tedin janvar sarla şuurğun kolhozun ködülmüş ikke, kolhozun ahlası ködülmüşten kıskır çadıl güveni. Tekila nek bağın küktükün halimik. Sar tergö kütün künükçe dua yine. Kolhozun ahlası avı buyum boluk evren orşaçık. Ögüne. Hoyul honukta ögüne, quru honukta ögüne, dörüdük honuk nötkla kolhozun ahlası uğurlusum olcan. Öresin artta skorik gidi familda orsuyla. Edinçin ödür olğun yukadana. Ödür olğun sarı ökçatçığı. Pustu yukadak. Sıyınsık tavadatın. Dakadirad nek gazır. Nek kölgar avat hamdın örsaktı gidik. Timik kız oğlum. Kezes halimi, sonuçta halimi köyüne zürkünesi karışko ügüvelcana. Timi yoldu basızı gitti öyle. Tertölerde teli gideceğine. Öyle ölçünü ölüm türüğün yüzünü öküdü ola. Muğursundum o davçı modrönü hanavlar. Tim yüz oğlum ola. İşki bayır öyle. Evri gidgerin öküdü ola. Hotar döngnet, hoğutar döngnet. Üksötük köygü. Emdav çıkarsın orsumut dala. Öküdü ola. Tedne çağın setkildi. Bütün keze çıkanın avdun. O timi yoldu ola. Sovettin Soyuz beyaktı Cırın korudukça cile savunmadın ködülmüşken yoğucu jet sattı por ködüldü güle ködün terhorunda dekamadın çuglagat bartavoy maşinler avat kışınır radyodu güle kışınırda da tende yoğun konsertten tevçika dekaheru bartavoy maşinlerin hercilde tigad Cırın korudukça cile savun tigad yoğat Duvullatını ödür olğun yoğacakşı kerkista saksan xaya tiga yoğat duvuldat beyildat yoğudu giladın. Adakad Cangırın kedüdükçüyüm bile. 550. 350. А ты садись, дети. 350 леттім адын юнды. Айвенін дәкәм адын юнды совхозда автобус өясын тер автобузарын юны совхоз болғынар еват концерт тәбәт. Тері тәнәсі бішкін мөңгі варды юна бензинден өкі тегәд еват совхоз мұндар ева концерт тәбді келәдін. Нек бішкін емі
Ода орсаркеха спектакль яғылда тегет инәттіғарға шок тегет саған зол болучын юрныс сен өдір болға теге йоғылда дәкәт үнәсін мадны юынды жангырят болғыла келістірі юады юынды совхоз болғын астыйкті автобузар әмтін құйуды келесін Этер маднода мана тер көк булган ансамбль только халим келер яды гиле. Ана аткысын тер сакты орс келер. Халим келер яды теледи мадна юндун гемгасянар нәрән үзелет мадна түрін ормезле яды гиледин. Тертелеттеге маднеге даңгы дуудат юнды бол үшін тер Украина писатель мыдырынғы жанан артын яғатыгат юват күсәға жауды келедін күктан қайтшқат. Мана бичкін көвіні тавдықшын бичкін көвін тейікті милх біле. А ода уже тәвкүрчімні. Дөчін долаты. Дәке кейне туста келдім. Та кедүтәт, кімге келдім. Та кедүтәт, яғыжы кезені йолжы yola дәғаттатын Сибир уже қаршылет. Юнды бичкінден bir miniyeketski mallar yoldu götürü torumtkiga tigadan xol ünəsi quçun deçində unadı tendi mallar yoldu gile. Namagı şkolda orxça qolxılagı mini avğendim yökçikli avğendan bəğədi ününd kök buluktu bəğədi şkolda ordu gile ününd kök buluktu deyikti kolxoz imini Karl Marx keğədi milyoner malın dala hamgimin dala oldu gile. Deyədi yundu teri Minetski deçün xordukçilərim 90 kevten tigat Zenguga o da Orsarkaxa bezvesti propalgıxa tigat yağlamadın avğendan tigat bəğəvət lavğım yunda ərimdə da diktatörü Sibir oruxun ömnənəgi Saraxını gömnə şavta deyirlər. Şavta bola deyirsin tigat avıqtağan, ektağan, düytağan Sibir orladınmadın. Sibir'de da tende da üstün zavulun dala erken kelxu. Küre bodunsu golduk bile. Endəsi o da madında küm bolğunda yundu bilü təvun kilo yumaqdın ilə xotta xoltağan, xolsta xonırtağan. Ater adığa zovca xolsu təvun kilo bətxim oş xerin kilo apsın, xarqsarına ava qarsın Sibir'de otlu yundu. Xorsutktan vagonda oyslata yubudnen mal zöydük tavarını vagonda oyslata tas yunçuga. Av çıkarsın zermin xotta qarsın, zermin xotuga qarsın, tiga tingan xavalda dedildə duğa qarçırdı qazıruga vagona. Polu nigadı, yaxşıqadı, nükkeçka tümdü sele qarçırıldı. Bosadı undasqıların öteri yuna vagonu yüdüne mesli oladı giledin. Terzi yunuga xarınqı. Degadı yunega burjuyka tümden tüldük modunçunuga. Diyan terer takto da çidiluga kökşünye biçktüydünye Sibirst kürsünuga zoran yağı Xoyrxonçka dakadı sakti golu sakat nevçkina xalunuqsı debi poyezdi paravoz kedik usnası gülde qarqdan xalunuqsı avçirat tüngani uğulda yağdı gülerdin. Дакат он тимет сак бесни ода. Дакат ода тахор. Sibir'de da teyli yundu. Tere avçotsun xovtan xotası ağı bodunskası eline gleytür üsnəsi soля ditçkat xavır kürtü kürsünuga xovtsun. Xovtsun alçur xokni arıqtayman xokni ögədi xotası soля ditçka çıksın. Kolxoz kedilci dala yumunu ögüdük övile. Deyədi yumdu. Dəkədi xoyur qorun sarıladı payok kəqətləri
неге 10 кило küre bodunsa или капуста, или куйыр тыйым юмеклер гетер тенди бәсін орсымыды зәрімсін келді гылы. О, врага народ, а их еще государство кормит. А наши в армию ушли, нам ничего не дают, говорят. Надо, вот дюнать тусаки. До того обидно было, мы же не виноваты, дети 10-12 лет. А у нас отец-то в войне, он там неизвестно куда делся. А дядька пришел раненый, я дырсын. Так это хавыртын қарады, юңды, нанды, где-то арон хойыл қору күрсін күйкеге текст көділдік күнуға, арқсан әрін жоқы герік чүт күйкет, көкшін өгі тейім бәдігі тедінік дақат тедін зақты, бұйда иға сеет кәдігіләдін. Сейчас трактором сеет, а мы руками иға сеет, от края до края. Они меня посередине берут, взрослые женщины, а я между ними. Потом уже с 50-го года легче стало. Немножко стали зарабатывать, для тига, для тига, уже в 56-57 году цатхылын невичкон хоутстаби болудын мал салы яғад өскәт. Мал көділдік, мал сәнір хәләнә беғаттері юнды колхозын ахлачы юмсы тасты бүлі халім көдегі. Халім қолсы мал хәләғат дасчықсын тенденшін тір малан хәләқләрін сәнір хәләғат дедін деді тасты бүлі. Ода юна. Следующее воспоминание Анны Эрднеевой, тоже из коллекции Vanishing Languages and Cultural Heritage. Эта коллекция лежит на сайте, который мы в комментарии указали, а также у них есть плейлист на YouTube с архивом таких видео. Тоже в комментариях ссылки скинули. На этих сайтах и в YouTube есть видеозаписи воспоминаний, фольклорные видеозаписи. Также есть, что может быть вам еще интересно, там есть такие же записи от калмыков, айратов Сидянь. Ссылка в комментариях указана. Следующее воспоминание о Сибири Анны Эрднеевой. Яғжы нүліксін. Түнгін соқтын келтін, еврәне еркібелін тускар басы келтін. Ецкейін тускар... Минецкая, не сангач, Цуримовчик, мужчина, дала образование у Гавеля 4 класса всего. Но он работал все время вот так инкассатором, Госбанка, вот в таких работах работал. Казанага, наверное, было проще. И это... Перед тем, вот от Хаманиган Юрих Кавитер, 20 Нюлевит Матнчи. Хөрнәмд. Декабрь Хөрнәмінде, Хөрн Толанды, Эцким беден как раз Кодымштан о 2 милисты дежурить хехар. Они тогда, война же, дәм болжасын, юн дотыр, хулсын дотыр гару так, эмц, дәнәс, бульчусын эмц, хэдик, сәншкефтал. Но это лишних высылешься, я
для связки слов буду все говорить. И эти, доланд, хоть что-то, хернамин дирхм бля. Хернамин дөрюн гармат нецкан 8 часов, намин часла ирхкигат кулагат, батн дети он часса. Ирхлас халахла, эцкин битники эрт курчирва. Ирхлан ирад экт мана ак китгулав бейка. Эцкан это китгулав. А то в наше время не было, папа, мама вот так называть. И эти ирад хеджена, манект хеджена, чикинтню, манек кеджа юлджена, кюктан босх кеджена. Мана экирад босхчана. А потом Бига проснулась, я старше всех была, проснулась и халахла, мне эцке гимнастёнкин просто суло без ремня. Смотрю, он обычно в ремнях, здесь что-то висело у него без ремня. И тогда собираться мы стали. Собирались, скорее мать собрала нас, каза машин зоксчана гиджан. Каза кара халахла, манек хусым бетдимсқа дава карва, эске экхойр, невчкин койчоган, сугулул жават каруетин. Кархла каза машин далла зоксчана. Тер машинды эскин бет манек теврат суулық шука дютагын койрагын. Дала им күйктү дала биле, эсөнгө жодла во время перед этим. Теврат манек карга суулық шука, атасын эки кара суva, эцки кара суva, все соседи сели, тилдидат суулдылдат Карайов схавитин. Карайова 6-й раз, я говорю, да, 6-й разъезд, Яндык, село Яндык, 6-й разъезд, тират манек Булгва. Булгчка така тюнясын дала красный вагон зохсчач. Тер красный вагон дмароны горула сулгва. Ора сулга не вагон доктырыга түрат халим гуд. Емик түйіс, дети полный сучан су схавыдын. Суга қарай оппыдын. Я все вкратце расскажу. Все эфирное время займет. Қарай схавыдын, йоқла, сайған ұқла, одак вагон көдірқла, хамарар ора йожудна. Где-то йоват, йова, сколько, кәді суткта йов сниматын дети-то не знаем. Для родителей, екетск толплатячик, соулун гольчмайдыр тхко. Манты, ода йовжовнавдың катац хеджовнавдың тегатли, не такая бичкин, дега бички жеңбіші ойлар бұл уже. Ируидін. Ирад, йова, очіндегі саста чегін қазір тавчырад манек болғыва. Вагонас. Болғыла саны чкер тергін зүйчіксін, сан зүйчіксін мөрдөш деген 9 қачкіші. Бейтунги года первый раз учена, матн лиманар тем цанта мерер мülük жосмыш отец юнт верхом верндерге ухасуш. И тинасн дигаматник тер цандерге посадили всех, эцким бит наватава мани сулгва оват ёпвитн. Ёват неге деревин давчырга матник. Тер деревин давчатла хорират гермис, деревин неге Тагертава доруа орхла вес сүгет өшін делгата тергеттін өшістаген өшіндегі рішкат ұмадын келат саран орвадын бішка ха кон твячі түнді бешке ечкіші өмен не видать малму твячі кефтевәділін түндін адмадын егі өшіля түнді орулат ода яғы түнден теге бәветін тедін манек теге доручы бесін yok жұрт сақ көр дедін Матн үлдә дөрүлн. Иман дери шо кыск семья сорулда тегәт напиты бәсхавитн. Түндән где-то был декабрьда, пока мани йова йотл январ өлҗөтү бише, үл. Эцки невчик тулартла, эцке кору так. Хота менятхе жава карудын. Хот менятхе хрев җөттүм, матнартын печки плитик терасын, печкитере детек матниге ачысын сулыкчка йолҗөттү билер. Асхын тигат кое-чего меня отхега давать ртым. Так и жили. Тига бэга вячи, ёлки-палки, бэга бэга хадим гагаркалыхка. Тига бэга вячи юм болва. Почти невчиках хавролых вятл гарадыр вятидин. Отец, эцким бедин көтім шторва, конюхом, мана тер пичкин селенди, хадюдин конный завод вятсенч. Кино цигины шхлярын бича, аста вспоминаю, отца там конный завод üzülmüş.
Тунде он конюхом работал, конюхом урва. Урсағыр уржот деді менш. Конюхом көтләт, ақы түнде тері мөрна 6 аршыттық тұра, тегет мадын конюх доттыры, конюшын доттыр маленький бичкін гел қарғы жөгі. Әтсік, наверное, кругулы суыттықтан көтілдік сәнші кефті. Түнден теге бәғат хауыр күлтір бәветін, түнде де жымиқиға дөгті білі тері мөр асырқы. Тері жымиқиға авчилат мадын дөгтім әтсікке тері жымиқан едәд, бәт қабетін деген. Хауыр күлтір бәжәтіл, тікті телефон бәқшы, юм бәқшы, одақы чигі түсләтілі друг другу негінден передавали, наверное. Отцовый друг передал Тедаске Люльчи, Юнгич. Астраханская область, рыбная область, очень толготты. Люди с Астраханской области, ирснем сюст, они захсверхты туртанцы жолхын тетнеге тиемем цуглульжа вченагич. В общем, теркели люди, мана эцкты. Ире тинде Астраханской области нам цуглульжа вченаг, то захсын ткөтілді гәм цуглульжа вченагич. И эцки учетва. Бер йовғар йовды бы. Әлдәрен отын, ближнее село, районы центр вассорат, йовғар йовжетсын болады. Опять будем собираться. Опять цуглульжа құру, напақара йоғым күчен. Мадыннеге йоғыдан севрав чорчана. Север точ захсварх вольжана деген эцки. Байырға кірбәтінді, зақсыбарқ керіктатын, зақсыбарқлыды не үшігесін сатқылын бәңгі жәйні. Мадын тер зақсыйты қарған шолым. Тегеді тақа қарат нүйетін мадын. Нүйгәт манеге Омсктар чырва. Омскты, ну да Омскты. Авчират түнәсін 2 саған параходты чистагын бетін. Опять Атчават, Авайоват. Тюменской области, Сургутский район, Сургуттар чырва. Сургут, очеред, Сургутский район, Локосовский рыбзавод, рыбзавод, тавчерва, родители. А вчера урулат, эцке сразу рыбалкты, хөга йоулчуа, сархонктыны мадын горулын үлдейтін артын. Үлдәд, ну, там уже можно, тоже әмдвәж болхын білі, хотта болады, хот хол ел бүлі. Потому что хосын захситсін бейдің, и то әмді қаршы болхын терсе берді, чем түйка үрсін бодын сықмальчы қазір дорасы, прошлый год не ватын сықмальчыва деді жаусын дорхын, а там можно, бәқ қойқын білі, захсан етәд, эцке уже көге еуілші бар, на целый месяц рыбалкты матын артын үлдейтін. Үлдәд барак, торылші бар, барак, коридор, иға-диға дейтін дала хәлім ғавчылатын дорылші бар. Тер барактан бәғат, коридор. Коридорты бәчхәт, өлілдіні боса хәләқлә, ақы әйтін жәйін күйікті ұсуд, беріктегер йол тұсқадым. Беріктегер йоқыла рыбакныр, авчырат местный рыбакныр, авчырат зақсқайтық сән жегет. Чайк толғағын шастыла дейдәд, яға дейд шықсын. Зақстосық қайқына, түнгік сұғылула давчырат. Утрым тер беріктен, мешін нүкмалтат, бешкет кастрюлян тавчықсын, хәлімік керек дүс. Тер зақстосық сұғылула давчырат, көктөстен чанадымадын. Терзар хәләчкат, ақы уже зақсышан жана. На голодный желудок утром рано, өрінесті босады, өлнелкінден, зақсан етәд, кесан сатқышқат, шипк собирать хеғатты гуляд. Тәдің Локосовский рыбзаводтан тегәд не очень привыкать хеғат әвіт нужы. Привыкать хеғат, мадын школдорат, школдотты болат. После школы, интересное, неге ирятта, юкельчик нефтанды, может, кетча хаячы ваш это. Школы не хөне, хулха кеті қолуйдын. Колхозыны тәрчіксіні картошка вәді білі дала, бодынсық тәрчіксіні колхозыны поле, түнәсі
очень хулхал харсетчина дала, одинаковые все, по 10, 12, 13, 9 лет, им пюктюс. Вот этот бонус, не случай кельнев. Дала тим случай харх помадн. Тинен боднусқа малтат, терент боднус халим гуд боднус хтарчасын бешмадын представление мет жақшылын, тин боднусқа яғыш тәртіге. Тинас малтат, таслат ават, боднусқа негат сумктан кечкат, одақы батваген обратно тават бүлшіктөйлерін. Ұлық жана бит сандыға кегат. Ну, маңдырт нера колхозны бригадир халахлат, тинне Ода батвас честь юкшотко, потому тунгасын тасладав чыксын. Неге өтірерінге хаймани гетадайчы мөріндер, сушкатер, бригадир, бәржау харсетет. Мат нера да пәт тер қазырар, нера тер боднускасын малтада авчана өтін. Ават, Сейчас прозвучит запись Веры Поповой. Там она исполняет свои песни, рассказывает о своем бэкграунде. Первая песня о депортации калмыков в Сибирь, она ее сочинила в первые годы ссылки. И в 1946 году она была арестована за то, что написала эту песню, и была приговорена к 7 годам трудовых лагерей. Вторая песня посвящена ее любимому другу. Дечон городок чижил манега Сибиру йохла, биолхла, город дюн балаксын Черногор гида казыты яда зохслаудын. Төнәрсі манега бақчодегі станция Ербинсы гидеге Известковой юонда карьер тавчодыва. Тенде өш оғым отында ғансықын гер зохшала. Төнде дегат мадынек арғын таңыз зұрған бақчодағат Төнді бәғат бей Сибирді, яғыжы yoğulsun, яғыжы Sibirді ирсен дұғыралы еврен. Декабра сарыны хырын әмінді диве ерейді бір жылы йоводан. Диве ерейді бір жылы йововчаня тенгерілі бұрықын үрішетхе. Çirile de qarasın vagondanya, çikigde de soğarıla soğudan. Çikigde de soğarın soğuvçanya, çişiyu gaz olungan yüzevden. Hayama gatan gıçın, hayama gut, Hakasine gazırtan irevden, Hakasine gazırtan irevçene, Hemenele gidegin ugalı. Kökeşene biçekene hoyeri gele, Bağladılı yavadılı garava. Bağladılı yavadılı garavçanya, Balıksın balığları taravdan.
Черногорка гидега, балақсына сәні чулуна не кәділмештен одадан. Чулуна не кәділмештен одау чәне чидейлер насан эгевде. Это такой перевод, мадным бақчуды, мадным бақчуд Сибирді тұсады енді дуғарғағат, ода кесік зобылған үзлердің өшуғын модын зақты манек барақтап череді, тәңгір үзігді келі, наадықсың соғар ұлы и модын. Ода теге бәға ден дуғарғады да, деға ғазыртан ереді. Ені хөрін әмдікші декабр оғла онген намақ дуылда дуылды ода. Хай дуылна. А еще про друга можно? Свое сочинение. У меня был друг такой близкий, хороший. Вот про него я тоже сочинила. Можно все говорить. Эрею гацасын... Подожди, неправильно взяла. Эре угатсасында, эре қарғады бішчәннәу, енкерінек чамда, нене дуған әрәдді. Енкерінек чамда, нене дуған әрәдді. Күнтәйінге мене, күнді де yoğdığı біләу, кесек жылен тұршарды, келсін үгічін соңсылау. Кесек жылен тұршарды, келсін үгічін соңсылау. Енкерінге мене, елістан керілдегі біләш, алтын болсын ғар için, алкынысында мартақау. Алтын болсын ғар için, алкынысында мартақау. Өргін елсін өлін сар, онден чамаға қалянау, халун ғар için яучкат, хамдан yoqsa gilәу. Халун ғар için яучкат, хамдан yoqsa gilәu. O da yine dum bolğla, men üyrlə görürsün nega kün bile. Kün bile, da. Etere kün o da елісіне екі тейме почетныйға тейм күн біле. Скульптор, который вот Окая Ивановича Гордовикова, это потом доказывала это братской могилы, кесный скульптор, это автор. Вот про него сочинила. Вот и все. Конец уже. Конец моей дружбы. Следующая видеозапись от Анны Надяевой. Тоже песня. Это грустная песня о пережитом сибирской ссылке, о потере родителей. Эта песня была сочинена знатоком калмыцких песен Надяевой Анной Джаджаевной. Аудиозапись песни давно была кем-то опубликована в интернете. Большое спасибо за это. Şangoga kiteyenden erade bislad yavlavalale yakarlad seksin avayecem ende nuhanasım qarxaşlay yakarlad seksin avayecem ende nuhanasım qarxaşlay Kakara dursuna mode yegin Karada khadutma khatulaloy Kukula döseksin avayecem Kiten sibirten hüldüya Kukula döseksin avayecem Kiten sibirten hüldüya Şuğum odun tane
Ölse dumda sad yavlavalay, ölse dumda sad yavkhanyalay, öldü kümeni yugaluy. Ölse dumda sad yavkhanyalay, öldü kümeni yugaluy. Öndürten nursun ya modun tanya, öderin dusun nahil nalay, önçen gansa hoyrayatın, ürgen zangadıgan yolun alay. Önçen gansa hoyrayatın, ürgen zangadıgan yolun alay. Tayga xarı modun tanya, tena da zilad yavlavalay, tevra da seksin avayecim, temde gugagar üldü. Tevra da seksin avayecim, temde gugagar üldü. Tula gidege angıtını, tende yenden öseren ale, tola duhalat yavkhanyale, tolgan nisin salıvarına. Tola duhalat yavkhanyale, tolgan nisin salıvarına. Qalın şovun donğud nali, gazır rusım sanıgıd nali, qansı küknan nidinesi, qaşın ölümsün asıxırına. Qansı küknan nidinesi, qaşın ölümsün asıxırına. Kiten Sibirin çasan tanya, köle qarigan köldalay, köle qarigan köldaxanya, kelde kümeni ugaloy. Köle qarigan köldaxanya, kelde kümeni ugaloy. Напомню, что последние 5 видео были сделаны в рамках деятельности комиссии Vanishing Languages and Cultural Heritage, то есть исчезающие языки и культурное наследие, Австрийской академии наук, проект Ойрат Collection. Ссылки на их YouTube плейлист с калмыцкими видео и ссылка на их сайт в комментариях к нашим прямым эфирам уже сейчас лежит. Следующая запись будет выступление к 80-летию депортации калмыцкого народа. Я бы хотела сегодня напомнить о тех, чьи имена не попали в списки незаконно репрессированных сталинским режимом. Напомнить о тех детях, которые были обвинены в предательстве, объявлены врагами народа, лишены крова и высланы в далекие края. Тех, чье детство и юные годы были омрачены страшными картинами гибели близких людей, голода и страданий.
За любое нарушение ограничений, наложенных на репрессированных айрат-калмыков, названных тогда спецпереселенцами, автоматически рассматривалось как статья 58 «Враг народа» и грозила отправкой на 20 лет каторжных работ. Калмыки должны были каждый месяц приходить в комендатуру НКВД и расписываться под этой бумагой, чтобы они не забывали, что за любое нарушение, даже поход в соседнее село, грозило 20 лет каторжных работ. Дети наравне со взрослыми носили клеймо изменников Родины в течение десятков лет до принятия закона о реабилитации репрессивных народов 26 апреля 1991 года. В статье 2 этого закона все массовые депортации были объявлены сталинской политикой клеветы и геноцида. Но почему так долго? Потому что Советский Союз не способен был признать незаконными свои преступления. Выселяли калмыков за один день, но освобождали от этого ступенями, шагами, растянутыми на годы, как бы нехотя. Официально освобождены были от надзора, от статуса спецпереселенца, просто переселенцев, 17 марта 1956 года. 9 января 1957 года было принято постановление СССР о образовании Калмыцкой автономной области. И целый год потребовалось для того, чтобы доказывать, что ликвидирована была республика, поэтому должна быть восстановлена все-таки республика. И все-таки не удалось полностью этого добиться. Поэтому республика, Калмыкия была как республика не восстановлена, а просто образована заново. Таким образом, как бы вычеркивая то, что было до этого, до выселения. Напомню коротко историю депортации. 27 декабря 1943 года был издан указ о ликвидации Калмыцкой ССР и образовании Астраханской области из 2 районов республики. В тот же день было издано постановление Совета народных комиссаров о выселении калмыков. Приказ исполняли войска НКВД. 28 декабря в течение одного дня были депортированы все калмыки, проживавшие в республике, и в последующие месяцы депортированы калмыки из других районов и городов. Третий этап депортации происходил таким образом, что все мужчины-калмыки, которые были на фронтах Великой Отечественной войны, были сняты и отправлены в специально для них организованные тюрьмы. Мои родители в возрасте 11-12 лет пережили депортацию. Шла война, все мужчины были на фронте. В семье моей мамы было 6 детей. Депортировали их с матерью и дедушкой с бабушкой. То есть детей было в 2 раза больше, чем взрослых. Мой папа был депортирован с мамой и братишкой. То есть опять 2 детей на 1 взрослого. И это было массовым явлением. По существу половина, а возможно больше половины депортированного ойрат-калмыцкого народа были дети. Я обратила внимание на этот факт, когда изучала современное соотношение детей и взрослых в наших национальных республиках. Даже сейчас количество детей в республиках 2-3 раза превышает показатели по сравнению с другими регионами, и особенно крупными городами, такими как Москва, Екатеринбург. Если там 11-12% детей от общего населения, то в республике Тыва, Дагестан это показатель достигает 38%. В Калмыкии это 24+, то есть почти 25%. А в 1943 году почти все семьи были многодетными по современным меркам, то есть у всех было более 3 детей. По существу преступлений сталинского режима было направлено против тысячи и тысячи детей, которые просто в силу своего возраста не могли стать изменниками Родины и врагами народа. Мои родители, репрессированные детьми, вернулись на родину с 3 детьми на руках. Все, кто родился в ссылке, считаются официально репрессированными. В нашей семье только я родилась на своей родине, свободным человеком. И это массовое явление среди всех незаконно репрессированных народов. Это касается полностью репрессированных народов: корейцев, поволжских немцев, крымлы, чеченцев Нахчи, ингушей, турок-месхетинцев,
карачаевцев, балкарцев, нагайцев, понтийских греков, болгар, крымских рома, курдов. Всего около 2 миллионов человек, половина которых была детьми. А теперь мы повторим видеозаписи, которые в начале по техническим проблемам воспроизводились не совсем хорошо. Вот первая из них. Их всего будет 2. Электричество повесило. А там что с орденами все было? Все орден не было, только же забрали. Он зашел, это солдат. О, вы вот красноармейская семья, говорит. Хороший мужик такой, лет 45. Папа там, пишите, вот сколько у вас скотина есть. А мы ж не знаем, Морсар, ничего. Бабушка нас базар-мазар ездила, она немножко знавала так, толковала. Ну, что ж, вот так уезжаете вот в Сибирь, там холодно, берите вот шубы, все. Ага. Ну, что брать, ничего, плачет, сидят. Он матрасы, говорит, берите, вот высыпьте, что он утра говорит. Они высыпали, поднесли. А он сам, новый шуб, клади туда. Вот шубу хорошую, кладите. Один ковер небольшенький такой намотала. Кладите вот матрас, 2 подушку. Там пухайки были новые. Кладите. Матрас такие большие же. Много полезно. Потом завязали они так вот. Под кроватью масло стояло, сдавать государству, солдатам. В бутылках, в банках. Здесь была зима. А он говорит, 3 чемодана стояло так вот наверху. Вываливайте чемодан, говорит. Они высыпали. Он говорит, масло вытащить сюда. Все паковали, чемодан полный. И посадили нас. Кошмар был один такой. Отец наш верблюд, спас верблюд. Потом, когда грузили, бабушка, кошмар, говорит, меня отца, и говорит, бери, сынок, бери, говорит, меня одна. Вот так нас повезли в Дивну, там уже полные набрались, а по сторону вагоны эти, нары, полные набитые, мы остались тут вот на пароход. Тот дверь открывает сюда, кочуем, вот дверь открывает сюда. Вот так это ехали. Ехали ночь. Кушайте, берите, говорит, идите 2 человека. Кушать. Ну, пошли там мужики пожилые. А тогда холодно было, да? Холодно было, мороз. Они принесли этих, там рыб, такие вот куски. Маленькие, термахач. Половые там. Ни картошки, ничего нету там, вода. Вода с рыбой. Ну, которые без ничего не вышли, они, куда им девать? Берут они, рубают, и потом они напали понос им, без привычки. Сырой, наверное, еще. А мы не брали. Мы по кусок съедим, вот так стакан раздевать, намажем, поедим, стакан воды попьем, так и доехали. И ничего, нормально все.
Остальные поносили, поумерли, некоторые вытаскивали, выбрасывали. Ой, ужасно. Все, как-то. Вот так мы хорошо доехали. И там ничего были хорошо. Председатель хороший был. Ващук Петрович Кымле, Харамой. Ващук? Один нога, что-то Харамой был он. Он говорит, сейчас картошку привезем вам, говорит, покушать. Муку привезем, пышку, говорит, печите сюда. Говорит, ну, правда ж. 2 мешка муки привезли. Картошку мешков 10 привезли, засыпали. Там был подвал тоже. Кушали, отдыхаете, говорит. А это в одном доме сколько семей было? Ну, 2 семья, 3 семья. Дом большой. Ну так. Потом весна стала, он пришел, говорит, давайте будем поработать понемножку. Слушай, погнали нас, там тракторы были, такие гусеничные называли их. Знали, бочка такой, туда шурки сыпает, дрова. А эти надо пилить. Так вот, такие березы. Лес понавозили там полно. И ящик такой. Метр высота, квадратный метр. Вот по ящику, говорит, напилите, высыпьте. И идите домой, говорит. Там пила, ого, как бриту. Раз потянешь, жил, пошел. Быстро напили мы, 4. Я с матери, дед с дочкой. И 4 ящика насыпем и домой пошли. Вот так вот немножко поработали. Потом начали лес. Уже снег растал, высохал. Начали, говорит, в лес вот надо идти. Там маленькие поля, кругом же лес. Они некоторые падают туда, на эти поля. А надо их убрать, чтобы посеять хлеб. Убирать ходили. Потом туда-сюда уже сходит хлеб. Начинает полоть, надо идти. Там такие эти растут. Всякие трава. Их надо порвать, выкидать, порвать. Чтобы было колоски целые. Вот так вот. Потом зерно дают. Трудоги. Мы больше всех получали, всех колхозников. Но тоже их там работать мало было людей. Одни дети. Хороших мужиков в армии забрали, небось, тоже. Дальше нас не было никого. Черная тайга. Мы самый край. А охотиться что, никто не ходил? На охоту никто не ходил там? Да. Шишки собирать ходили мы. А медведи кричат далеко. А и не боялись ничего. Все. Кедры залезем, кедры выше всех лезь. Посмотреть, уродины свой, видеть. И черта кругом тайга. Дурные были. Шишки по полмешку соберем, повезем. А что делали? Начинаем варить их. Ну, вот орех. Их сначала, когда они сырые, шмалатые, сваришь их, высыпаешь, потом смола отходит, потом вышелушаешь, а там эти семечки такие. Ух, они вкусные. Купить надо, тебе там продаются где-то. О, орешки. они дорогие.
тут на Радвинове. Ой, все увидели, все увидели. Ой. Так. Мама родилась у нас 26 июля 1942 году. Совхоз Сарпа, Кичиневский район тогда был, да? Да. Угу. Вот. И когда репрессировали 28 декабря 1943 году, маме было всего лишь 1,5 года. 1,5 года. Это с Сарпы, да? Ну да, Сарпа. Это во сколько часов было? Спали же? Утром 5 часов. 5 утра, да? Зашли солдаты, да? Угу. Помните, как они были одеты? А, ты в вашем маленьком. Как кенкевте. Как Анжилка. Да, откуда я помню. А отец был на фронте, да? Да, их уже забрали, может. Он воевал уже в 41-м. В 42-м. А он был кем работал? Он механиком или инженером был. Машина. Тогда инженер не был, а механик был. Механиком. Трактора ремонтировали. Коммунист был, да? Угу, коммунист был. Угу. А с вами жили кто? Его же мать был. Подожди. И куда вы, сколько вы ехали на поезде? Ича рассказывала мама ваша? Ну и 2 недели ездили, ехали. Угу. В этой теплушке телячьей, да? Да. Не теплушка даже, а так, вагон телячий. Вагон телячий. Угу. Везде всюду продавал. Угу. А мне едет так без рукав, телять до тран, всю дорогу держал. И дышала на вас, да? Ну да. Угу. Так она меня провезла. Куда вы приехали? Купин, да? Купинский район, Новосибирская область. Новосель, да, но мать замуж выходила. Второй раз. А, да, за Басункадевич. Да. А отец вообще в этом самом районе жили. А он... К концу 45-м году. Был в Широклаге или где он был? Да, это Кагашка была в Широклаге. Не знаю, где он был. Тоже он же не на фронте же был. Их же всех типа тоже... Ну туда, с фронта туда кинули. Куда где там они соль добывали или что там добывали. И там он подкосило его здоровье, да? Да. А потом он приехал в Купинский район, да, стал работать. Там уже механиком. Угу. Трактора ремонтировал. Да, трактора ремонтировал. Был хорошим механиком, он по звуку определял неполадки, да? Да. Он знал уже, трактор едет, он уже знал. Тот говорит, уже сломался, надо подремонтировать. Угу. Почетный был такой механик. Да, партийный был. Ну, когда в Сибирь-то переехали, мать говорит, общежитие, юнда, барак-то большой, говорит, гараж до 3 хуйника, говорит. Нас человек 300, говорит, загнали, говорит, туда. Сидели, говорит, сутками. Потом на утро пришли 2 женщины. Руку поднимайте, кто партийный. У кого мужья? У кого мужья партийные, руку поднимайте. Да? Да. Выходите, говорит, оттуда. Сюда идите, к двери на выход. Мы, говорит, встали, пошли. И, говорит, уже они пришли до обеда, к вечеру, говорит, подогнали эту коня. С телегой, да? Сани. Тот снег жижа. Нас, говорит, 3 семьи, мать, я. И, говорит, еще те 2 женщины партийные.
Нас говорит, всех говорит, соединили, 3 семьи, и землянку говорит, привезли. Край района по улице Карла Маркса. Землянка такая длинная, в середине коридор. Говорит, мама, говорит, мы зашли, говорит, печка затоплена, говорит, тепло, говорит. И, говорит, нар, говорит, сделали. Я, говорит, занялась первую около печки. Говорит. А как Алла это заболел, да? Он приехал, нашел семью, да? Нашел семью, стали работать, хорошо. Мы жили уже нормально, дочка родилась, Аня, девочка, назвали ее. Потом через год, что ли, отец заболел. Потом эта девочка родилась. Вперед эта девочка умерла. Ей было 4 месяца. После этого в март месяц отец умер. И поехали дальше. Потом в мае или июнь месяце Еди умерла. Остались вдвоем. Это в 46-м, 47-м. Еди умерла, наверное. Ну, за это в 47-м году вот, мама похоронила дочку, мужу, осенью бабульку. В 48-м году. Бабулька это мать? Еди. Отцовская мать. А в тот момент еще Кагашка приехала от войны. Улана. Не с войны, она с Широклага. Да, оттуда приехала. Мама, конечно, военный ютаган, шинельта, брюкта, ботинки, вот такое, сапоги, просто вот такие замотаны. И портянка-то, Гагашка. Худая такая была. Угу. Там вообще, говорит, не кормили ничего. И по колено воды стояли. Еще за колени воды, еще соленый же. Ну, вот они выжили же они так. И от того же без детей она же осталась. Все замерзло. Ага, воспаленно. Ну вот и мать вышла замуж. Ой, в 49-м, 50-м году и пошла у них детей рожать. 7 родила жена. От его 7 родила. Гагашка хотела меня взять, она же не дала. Своих, говорит, родить. Она обиделась. Больше и не стала, говорит, спрашивать. Без образования остался. Зато без образования, да. Меня отец, я же 42-й, 43-й, 45-й, 46-й. 4 года было. Он, говорит, придет с работы. Учили буквы, да? Учили букву, еще нянчил всю дорогу. На плечо, как сядет, таскал, говорит, всю дорогу, мать. Картасын, говорит, булут, говорю. Все, говорит, моя дочка будет учиться. Все, говорит, дорогу, говорит, на руках носил. Страшно, говорит, любил, говорит, Кюканш. Буду жив, Кюканш, что-то образование дам, говорит. Конечно, образование дал бы, если так бы жив был бы. 1 класс закончил, 2 класс закончил, 3. На эту школу закончил. Угу. А мне давали пенициллин 6 раз. И ночью, и днем. Целый днем кололи. Мне кажется, Гергина, откуда приезжий было. Я же целых 3 месяца же в больнице лежу. Она говорит, ты прям так чисто разговариваешь по-русскому, потом домой поедешь, приезжаешь, уже плохо разговариваешь. Кругом тайга болды. Ой-ой-ой.
снег идет, тихо, таш, пышет. 40 градусов, 50 градусов. Деревья только так ломались. Белые березы. Ломались, тогда говорили старик, о, әуір меня модно хамхрдерин. А волки вояли только так. Ой-ой-ой. Страшно было. Ночью вообще мы на улицу не выходили. А, волки еще можно. Да, волки вояли только так. Никто на улицу не выходил. Ни родители, ни никто. Там же снег же идет. Землянка вообще не видать было. 2-3 метра высотой. На чем вы с семьей приехали? Сибирясы халим қатырталы. Сибирясы халим қатыртал. В 58 году 1 апреля или 2 апреля. 2 недели ехали. Я не помню. Ну, апрель сажда мы выехали оттуда, с деревни. В 58 году мы приехали в Купиндер. Поезд подвезли. Корову привезли. Корову, селенку. С собой с Сибири, что ли? Да. Ого, а как вы? Разрешали же. У нас поезд другой был, товарный. А эта корова такая возит и же. Ну, скот возит и же этот. Туда и сено, отец сено привезли, колхоз. Нагрузили сено, корову. 3 мешка картошки или 4 мешка картошки были. Потом 2 мешка муки. Сначала отец приехал в Чкалов. Мы приехали в Чкалов. Ночью же приехали. Погоду юнда. Абганирда погоду нагрузили. Халим гуддала же. Машину подогнали. Мы нагрузились и приехали ночью уже. И утром стали кругом степь. Все, ничего нет, все видно. Мама все хвалилась. О, у нас халим кадры кушта. Вот такие большие яблоки и груши растут. Хвалилась она. А я утром встала, пошла, думаю, где-то их не альбом. Ничего нету в голосе. Сколько лет вам было? 15 лет было. 15. На этом мы завершаем просмотр видеозаписи. Это была последняя история нам присланная. У нас есть еще одно воспоминание, которое написали в комментариях. Я его сейчас зачитаю. Моя Дебова рассказывала, как семью поселили в землянку Алтайский край. В этом жилище вода стояла по колено. Зима, мороз. Ее сын Тюмют, мой отец, которому уже было 5 лет, разучился ходить. На этом мы завершаем наш видеострим. Наша трансляция продлилась больше 8 часов. Всем, кто был с нами, спасибо. До свидания.